Ассаламу алейкум warahmatullahi wabarakatuh. Друзья мои, добро пожаловать в наш очередной голосовой чат на русском языке. Кто хочет говорить, заходите по ссылке для спикеров. Кто не хочет, не может, там, из соображений безопасности, пишите свои вопросы на бот или на форму обратной связи. Зачитаем, ответим. Какой-то конкретно определенной темы чата у нас нет. Любые волнующие темы, актуальные вопросы. Короче, микрофон свободный. Общаемся в ближайшие несколько часов. Так, и первую начнем наш чат с темы убийства в школе, подмосковной школе, мальчика из Таджикистана, 10-летнего. Убил его 9-классник. Вы все, наверное, видели эти кадры. И особо спекулировать на этой теме я не хочу, использовать смерть этого мальчика для того, чтобы там свои какие-то политические заявления делать на это. Это тоже абсолютно непорядочная история, когда подобный момент эксплуатируют для того, чтобы просто свои какие-то заявления там, хайповать на этой теме. Но что нельзя не сказать, на что нельзя не обратить внимание, помимо там, соболезнований и так далее, да примет его Всевышний Аллах, пусть он будет искуплением для его родителей, да укрепит Всевышний Аллах его родных и близких. Вот, но не обратить внимание нельзя на реакцию в российском обществе. Просто вы можете себе представить, если бы эта ситуация... Зачем это представлять? Даже мы видели, какая будет реакция, когда ситуация зеркально наоборот происходит, когда кто-то из приезжих из Центральной Азии, или же даже не приезжие, а те, кого они считают своими гражданами, исконно своими территориями, там, с Кавказа, с Татарстана, любой нерусский, если бы подобное сделал, убил бы наоборот там, русского мальчика, мы же знаем с вами, какая была бы там реакция, насколько на этой теме и хайповали бы, и эксплуатировали бы, и спекулировали, и СМИ, и Бастрыкины, кто там сейчас генеральный прокурор, не помню уже фамилию. И вот и в общем на всех уровнях, все бы подключались. Этот Бастрыкин со своей лупой пришел бы, и на личный контроль бы взял ФСБ, МВД. Просто какой ужас бы там происходил. И если бы еще тот остался жив, как в этой ситуации попался бы в руки, его бы арестовали, то и кадры с пытками, как к нему подключают провода к гениталиям, и что только мы с вами не увидели бы. А сейчас такая реакция, наоборот, всячески, как будто бывает, особо ничего и не произошло. Вот в этот момент как бы невозможно на это не обратить внимание. В остальном делать какие-то политические заявления на фоне этой темы, конечно, я не буду. И кадры, сами кадры этой темы, они на самом деле очень такие тяжелые, как этот мальчик пытался от него убежать, звал отца. И еще на один момент хочется обратить внимание, это как, с какой легкостью этот 9-классник обезвредил этого охранника или охранница, я так и не понял, это мужик был или женщина. Вот этот момент, из которого нужно сделать выводы вообще в целом в системе. Потому что если в школе охранник это вот такой мужик или женщина, которая просто он так перцовкой брызнул и потом ногой так небрежно взад так толкнул и все. Вот если это вся охрана, которая должна предотвращать подобные моменты, то это, конечно, не предотвратит подобных инцидентов. Салам алейкум, Тумсо. Я вот уже обращал на это внимание, я ваше внимание хочу еще раз обратить на это, что пишут в чатах «Русский меч», «Русский мир», «Правый гарнизон» и «Многонационал». Вы только почитайте, что они пишут. Там просто радость с этой смерти, и, к сожалению, вот именно с этого все и начинается. Эти подростки берут эту всю информацию, они принимают за должное, что, что насилие нужно. Вы вот
присоединитесь к этим чатам и просто почитайте, что они пишут. Если вы там что-то напишете, вас сразу заблокируют. Они сразу блокируют за любой комментарий, там, не в тему. Но если вы ничего не скажете, вы просто сможете читать. Вы поинтересуйтесь, что они там пишут, говорят и обсуждают. Это очень важно, чтобы мы понимали, потому я про это говорю уже второй раз. Поинтересуйтесь, потому что это ниоткуда взялось. Спасибо. Нет, я как раз-таки не хочу этим интересоваться. Я понимаю, что найдутся различные нацистские, маргинальные какие-то там отбитые на голову и чаты, и люди, которые будут это оправдывать. Это для меня это не новость. То есть в этом нет ничего для меня удивительного. Я немало повидал подобных людей, кто оправдывает любую дичь. И такое, если мы будем обращать в плане искать прям такие вещи и там что-то копаться, то мы всегда подобное найдем. И я, наоборот, не сторонник того, чтобы сейчас вот на это все, во всем этом копаться. Ну да, посмотрю я это. А что там для меня нового откроется? И что я смогу с этим сделать? Да, я смогу это вынести к себе вот сюда, опубликовать, но это и есть спекуляция на этой теме. Для чего мне вот этот хайп на этой истории? Я как раз и не хочу абсолютно вот этой деятельностью заниматься. Здесь понятно, что произошедшее является преступлением, огромная трагедия для этой семьи. И вопрос надо ставить не в том, что вот есть какие-то отбитые на голову люди там, или да, они есть. И они всегда есть, и будут, и они есть на любой стороне. При любом дичайшем преступлении с любой стороны ты всегда найдешь тех, кто там будет сидеть и это оправдывать. К сожалению, да, такое бывает. Но надо говорить и обращать внимание на вещи, которые предотвращают подобное, какую-то пользу приносят, а не так, чтобы сидеть и просто из пустого в порожнее переливать. Ну, я к тому про это сказал и говорю, к тому, что нам нужно знать, что эти люди пишут. Это не какие-то маргиналы, там сотни тысяч подписчиков. Это не какие-то там чаты, где один это написал или двое. Там сотни тысяч подписчиков, и они все это просто поддерживают. И нам нужно про это знать. И не надо этого там выносить в публику, но это нужно знать, откуда это берется. Оно оттуда и берется. Ну, я свое мнение по этому поводу сказал. Не нужно выносить, так не получается. Ты по-любому это выносишь, если ты это... То есть это же не так, что ты зашел туда и посмотрел. Ты по-любому что-то должен из этого дальше сделать. Ты должен это куда-то вынести, какие-то скрины сюда опубликовать, это как-то прокомментировать, потом обратно. Ну, то есть это, наоборот, обращение внимания и привлечение трафика. Я не вижу в этом как бы смысла. Если мы не будем копаться в первопричине, откуда это берется, то как бы мы к истине не придем. Это все берется именно из того, что эта молодежь сейчас берет из этих чатов. Вот 4 чата, в которых сидят просто куча тысяч людей. И если на это мы не будем обращать внимание, то такое второе и третье не за горами, к сожалению. Я, кстати, с этой стороны тоже об этом думал, но и можно было бы подумать, что вот реально, допустим, если где-то об этом говорят, допустим, если тема становится популярной, то вполне возможно, что найдутся какие-то сторонники, там тоже отбитые на голову, которые что-то подобное сделают. Это само заявление правильное. Но есть примеры и обратного. То есть, смотрите, ответственность всегда лежит на власти. Если что-то такое происходит, значит, власть где-то либо она наоборот поощрила подобное, либо она не доработала, не смогла предотвратить. То есть ответственность всегда лежит на власти. И если говорить, что, допустим, в России сейчас тенденция такая, что власть как минимум должным образом не противодействует вот этой антимигрантской такой националистической повестке. И, и конечно же, если власть этому не потворствует, то как минимум вот этого страха наказания за что-то этого страха нет, и благоприятная появляется почва для совершения подобного. Но есть и обратные примеры того, что даже
когда власть противодействует, когда эти националистические взгляды являются абсолютно маргинальными и преследуемыми, все равно происходит нечто подобное. Примером является Норвегия, когда этот Брейвик совершил свой знаменитый теракт. Это ведь норвежские власти никак это не поощряли, всячески это преследовали. То есть эти люди, я имею в виду, они для своих идей источники они всегда находят. К сожалению, такое над этим надо постоянно работать, власти должны уделять этому большое внимание. Но будет ли Россия, то есть требовать, да даже не требовать, это надо, надеяться на то, что там Россия будет как-то серьезно уделять этому внимание, противодействовать этому, к сожалению, не приходится. Вот, вот, он Наоборот, мы видим, что а, есть поощрение. Да, нет, конечно, мы не можем сказать, что там российская власть напрямую вот сидит и поощряет, типа, убийство. Да, конечно, она так этого делать не будет, но когда всякие русские общины, Северный человек, вот подобные вещи, подобные эти организации, они свою деятельность ведут вполне открыто, свободно, и власть на это не реагирует, то под ними появляются еще более такие радикальные, маргинальные типы, и там появляются чаты, и каналы, и оправдание любых преступлений. Это все, к сожалению, неизбежно будет. Поэтому, конечно, ответственность главная лежит на власти. Если бы в Норвегии в той же самой увидели чат, в котором призывают убивать мигрантов, причем это говорит не один человек, а это говорят сотни, если не тысячи человек, такой чат просто был бы заблокирован на территории страны. И, кстати, я вот когда я по разным странам езжу, я из разных стран захожу, и он заблокирован, эти чаты заблокированы с разных стран. Как минимум 3 страны я такие знаю, из которых туда не зайти. В России вот отправляй жалобы, не отправляй, абсолютно безразлично. И власти, вот как ты и говоришь, они если не поощряют, ну я бы сказал, они поощряют, если бы быть откровенными. Спасибо. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوبنا أبويا شو Aigar salam hayach buzumna bu tsakiti roqjo. مغاس كشو مغيتا إيجر شماكوس مغاسو Buzul khirwani su salam hayach Allah. وش وقت Well, صوم بصوت موسى وامس دي شولشان وبصو этот وش تو чат, этот чат на русском языке, если ты знаешь русский, говори на русском, если не ناس знаешь, помолчи. извиняюсь я говорю если намаз совершает и أهل السنة والجماعة عقيدة любой русский араб афганец наш же брат он считается по Безусловно, религии. наши любимые братья они. Альхамдулилlah. А если он в ФСБ работает, тоже он наш брат. Нет, если ФСБ работает, он не наш брат. Ну, сейчас русские спонсируют полностью мечети, вот эти школы хафизов, вот этих мул, балаболов, полностью спонсируется именно на оккупационные ресурсы. Почему сейчас делается вид, как будто русская власть, русская оккупационная система там какой-то ислам там унижает, какой-то, не знаю, не дает исповедать религию. Русские сделали максимально. Путин, наверное, сделал для ислама больше, чем вся умма, вся вообще России. Все мусульмане, живущие на территории России, не сделали больше того, что сделал Путин для ислама. Для твоего конкретно ислама, для кадыровского ислама или для ислама в целом, ты уточняй этот момент. Кадыровского ислама не может быть, потому что Кадыров сам Ну, говорит, есть что он такой, никто. я тоже Он считал, говорит, смотри, что я он тоже считаю,
подожди, я тоже считаю, что его быть не может, но он, к сожалению, есть. У них есть какой-то свой отдельный ислам, у них есть свой отдельный джихад, который в Украине идет. У них какая-то своя отдельная религия, в которой они должны за интересы России умирать. То есть я тоже на том, что его быть не может, не должно, но есть он, понимаешь? Поэтому то, что У они него спонсируют нету его... своего ислама. Это суфизм, который наши Нет, предки это даже не исповедовали. суфизм, это не суфизм. От того, что они так назвали, от того, что они говорят себя, причисляют, это подобно тому, как он упорно причислял себя, или как это было, как этот мем называется. Хорошо, до прихода, до второго прихода русских, но русские ушли. Мы делали зикр, молд, хоронили людей по чеченским вот, традициям, можно сказать, по Не, чеченским. подожди. По чеченским традициям хоронили людей? Да, А именно какие по это чеченские язычеству. традиции? Это языческие наши кладбища, где большие вот эти черч, да, вот эти стоят надмогильные плиты, большие вот эти из земли, которые делают надгробия. У Так у нас и мусульман сейчас так этого хоронят нету. людей. Но Это знаю, твой, по-твоему... это язычество чеченское. То есть, подожди, вот это вот хоронение, вырывание могилы, заворачивание в саван, выемка в этой могиле, на правый бок человека ложат, засыпают землей. Да, это из ислама, это, можно сказать, 60/70, 70/30, но с исламом чеченские А что похороны, там чеченские. еще тогда из язычества, что там тогда осталось? Из язычества там все осталось. Там, кроме вот этого песнопения арабские, ничего исламского нет. Ну как ты же сам только что сказал, что сама могила, Я оттуда тоже. говорю, можно сказать, 80-90% это те же похороны чеченские, языческие. Кроме вот этого арабских песнопений, там исламского абсолютно вообще ничего нет, ноль. Ну, смотри, давай-ка вот момент это конкретно разберем на молекулы. Вот я тебе перечислил несколько как бы самых основных моментов. Ты сказал, что они все из ислама. При этом ты говоришь, что там 90% это язычество. Тогда ты можешь хотя бы привести большую часть этого языческих моментов, которые можно сказать, да, это вот язычество. Хорошо. В исламе, когда хоронят, там выкапывают или слева, или справа земли, там делают комнаты. Да, В исламе это большие... Что, да? да, делают. Это называется ляхт. Нет, не делают. Нет, не делают. В исламе прямо ровно копают и досками откладывают, и прямо как обычно Нет, это хоронят. зависит от земли, нет такого. То есть это от земли зависит. Там смысл в том, чтобы сделать Это ляхт. тогда, если там земли нету, там не нужно комнат делать, как у Это не чеченцев. комната, послушай, это в исламе определено, это называется Это не ляхт. комната. Там 2-3 человека может спокойно лечь. Это комната нормальный Ты средний уровень. когда-нибудь вообще в могилу спускался? Какие 2-3 человека? Ты в своем уме? Я лично всегда участвовал, всегда вот это. Я был первым, кто лопату брал, можно сказать. Ну ты, Исламе значит, лжешь откровенно. таких захоронений в исламе вообще нет. Так, Это окей, давай языческое. еще раз. Ты говоришь, что этот ляхт, то есть то место, куда кладут тело, оно это не исламом предписано? Нет, конечно. В исламе это запрещено, это все Нет, в язычество. Можно исламе это, шейх я смотри, полностью подтверждает, подожди, что это подожди, не называй никаких имен. А, Я тебе, если мы с тобой на этом останавливаемся, то есть ты не признаешь, то мы просто здесь с тобой спор останавливаем, потому что дальше смысла нет идти, потому что ты лжешь хорошо. откровенно. Вот До на этого, похороны зикрами похоронят в исламе, подожди, зикрами вот это. не переходи. Ты не добил одну тему, и ты сразу хочешь перейти на другую, но надо добить одну. Да. Ты либо должен признать, что ляхт это из ислама, потому что только мусульмане так хоронят, никто больше в мире не хоронит, чтобы у человека был ляхт. И ты говоришь, что нет, это не исламская тема. Ну ты лжешь. Вот. Мы Все можем мусульмане в этом сейчас мире, чеченцы, арабы, индонезийцы, бангладешцы, вот любые в этом мире, американцы, они все хоронят мусульман таким образом,
чтобы у них было ляхт. То есть вот это отдельная, как ты говоришь, комната. Но это не комната, это ляхт. Каким образом она делается? В земле сбоку она делается. Или если нет возможности, если там камни, например, то досками ее делают. Ее саманными кирпичами делают. Это не Ее важно. досками его в стороне слева, справа не делают. Прямо на него ложат доски. Я же тебе говорю, там Не ложат именно, на там, него. где Их этот всегда ислам, об... там, где В именно исламе, ислам послушай, появился, нет, там ты либо специально лжешь, либо ты этого не знаешь. Либо моим, спроси, я тебе вот объясню. на моей фотке видишь, это знаешь, какие кладбища? Это Аль-Манаси Аль-Бакр. Там похоронены все пророки, все вот эти асхабы, Так. вся И вот все эта они похоронены святая. таким образом, что у них обязательно должен быть ляхт. Так хоронят все Там мусульмане. нету никакого. И именно там, где этот ислам появился, они прямо кладут, вот вроют Откуда ты землю, знаешь? Ты кладут же туда не тело. И, знаешь этого. Ты же не смотрел я это знаю, Ты сверху, я это ты подожди, знаю, ты это сверху просто изучал. кладбище, фото прислал, ты не знаешь, как там внутри. Ну, не А хоронят где так. там вот это надгробные, вот это барз мечабы, конечно, барз, где там У надгробные них нету плиты? барза, Видишь? они потому А что почему у них нету? раскидывают землю, поэтому нет. Но ляхт там есть. Человека прям напрямую землей не засыпают нигде. Если там лях был, там была бы земля надгробная, вот это тола, барзхер, там нету Нет, никакого. Там то, что всякое, они выкапывают, они всякое. все его обратно туда бросают. Это песок, потому что Если там нет там бы вот земли. эту комнату бы они копали, там комнату, если бы они копали, там была бы вот эта надгробная земля, Ты, лах, и то, ты вообще как барз. бы географическую особенность учитываешь, что там нет земли. Это Я же другая говорю, почва. там, где ислам появился, вот этого захоронения нашего языческого нету, я же говорю. Ассаламу Надгробные алейкум. плиты. Ты вообще, я говорю, ты Барза, бац. географическую особенность ты учитываешь, что это песок, что он по-другому себя ведет, не как Тебе земля. поэтому говорю, там нету таких захоронений, как в исламе, таких Эх, захоронений, как у чеченского ну народа и лжешь ты, ингушского, нету. Нет, лжешь ты. тезят, они стоят Ну ты, 3 дня и 40 дней, у них есть траур. У кого есть? у нас У тоже нет кого? 40 дней. У нас тоже нет 40 Да дней. у нас есть А тезет шост есть у ходе. них? Нет, у нас тоже нет 40 дней. 3 дня они стоят, 3 дня они стоят. Ну, тезет есть у них, я не знаю, сколько дней они стоят. А если ты Я говоришь знаю, про, что никакого если ты тезита говоришь у про них нет. 3 дня, Тезят ночи 2 что? если ты говоришь про 3 дня, у нас тоже есть те, кто 7 дней, например, стоят. От этого не зависит. Здесь Тезят– вопрос это похорон. чеченский термин. Это Тезет– чеченский это термин, вообще тезят. поминки. У Это вообще, мусульман нету. это вообще Ман другая такого история. нету, как у нас. Люди собирают открытые ворота, к Да, соседям собираются, да, заходят гости, там обязательно. могут Джаназа, намаз читается, обязательно. Давай с тобой вернемся обратно, чтобы вот эту твою один ложь. намаз. Там, Ты не, я говоришь, что у нас по язычеству людей хоронят. Ты все привел пример ляхт. язычество. Я это отверг. Я тебе говорю, ляхт это из ислама. Ты говоришь, Тебе по нет, фактам ты говорю, не где идешь. надгробная земля, Послушай, вот на этом подожди, фото, придется где тебя отключить. надгробная земля, как у чеченцев. Подожди, тебя придется отключить, если ты не идешь на нормальный диалог. По поводу ляхда мы не смогли с тобой определиться. Ты настаиваешь на том, что это язычество, я говорю, что это ислам. Тогда давай там, где мы не можем, мы это убираем. Следующий пример язычества приведи в наших похоронах. Тумсо. Надгробная плита. У нас нет надгробной плиты. Это Если ты 1,5, чурт, 2 метра, 3 метра. ты чурт Чурт, называешь? надгробная плита. Плита, Надгробная плита это где обычно пишется другое. имена. Это не обычно другое. Ну окей, Не, если ты его так называешь. Хорошо, чурт это, Полицема. по-твоему, Как ее называют? Чурт, чурт, как называется у других? Как? ну памятник обычно, ну неважно. Если чурт это Памятник, язычество, надгробная да плита. Вот. субханаллах. Короче, Алана, не хочешь, если это нормальный диалог, то на этом закончим. Язычество, балдаха, чурчта. Это не язычество. Подожди. И они небольшие. Я не знаю, 2-3 метра. Где ты видел? Ты никогда в Чечне не видел, чтобы 2-3 метра ставили. Он бывает обычный, средний чурт. И чурт – это просто обозначение. Там может быть камень, там может быть чурт.
Это просто обозначение могилы у нас. Это не имеет никакого, опять-таки, На никакой отсылки к на язычеству. тех вот булыжниках, которые ты в моем фото видишь, что на них напишешь? Имя напишешь, умеешь. А у Что нас там тоже напишешь? есть такие же булыжники, и что? Да, напишешь на них имя. Где это видел? Где это видел? Булыжники? У нас булыжниками хоронят. У нас на любом кладбище есть булыжники, на любом. Меня слышно Вот ты вообще? серьезно? Прием. Да. Алло. Конечно, Да, серьезно. Салам У нас на алейкум. любом На кладбище каком? вместе с Он чурками от Дагестана ты рвать, найдешь то все. булыжники. От А? Дагестана рвать. Что Ногти даехер bu чуам, Дагестане? Дагестан, никогда в Сонохчи жизни я чулу? не... Что даехер бубо, вот эрлой быть я. Сон зага хадай бойно, Абдулла, бу Дагестане. От эрлошан за алая чуа, выш, Уат сохон эрлошан за алая чуа. Дагестанан Так, хочу даехер бубо, шويه бубо. Дагестан От Хадай хербу хауи, ба аз от ала Дагестане. Дагестане амат бар. асбула Со хатна адай хатна будет грузия шуа, пуря зобаде. Ному Дагестан хадай нохтуса бюш. ала Аз хадай хербу ба аз Дагестане. я не Тонжо, пойму, у вас аргумент, что? шпачельчица, личность, даишь, Аргумент что он шпачел бьешь. ак Хауи хабудин чуа. мадуэр ама элари и Дагестане. Булыжник, на каком кладбище На любом булыжниками бакаше, у чеченцы нас на хоронят? любом Цакла. кладбище есть Да, да булыжники. у нас на... Хохудуючу, Томсо, нах овдал хето. На каком кладбище? Имя села, Да назови любое, города. Гойское, Какое кладбище? Алхазурова, Садикутер, да любое село у нас всегда, но, конечно, ты найдешь булыжник, потому что это Чдачига, считалось, 1,5-2 метра, чурч. 1,5-2 метра, чурч, дачига, да? но булыжники тоже есть. То есть это же не отменяет, что их... Булыжник что, бусел бежи буяканар, бухше, по традиции, Казион, булыжник что? Ногчишь, Тумсо, бэкнешь. Тумсо, дай-ка я вмешаюсь. Ты, Буякан. может, серьезно не знаешь, но и действительно в Гойском у нас отец похоронен. И там есть на этом кладбище могилы, у которых есть камни. Если ты не знал еще, во время войны многих Там хоронили. шайден, булыжник мацабилан, Нет, стабильный. тадей булыжник пасбилан, тадей чуртуляч, а с Богом, тига, эц кешнаш Да, кертага. ногчи кешнешка. Sen minūte man Da eli tansiek hän khaldesa. Da el negi as tiga et keshnash to short Молодец. keshnash du kriti ha nach shi deisha ambols khena sunzaga shun michar dohar achch am neer churt Баче, нахше, карма де, чурт, churt дульцigi sadila шайтар mek вою, shutiga ченацапке. khazon churt Дер, sadila дул, mek дер. То бел Allahu хербухышта. akbar sobadi amu ol is dulciga du keshnash и church doch tulg bubila tulg ya tseyu yazim tak ish tawel natsar ish tulg Собаки, bulin это tsale. садтай тавыкис. Хорошо. Пособ А дня почему халгарухи мы полностью должны, мусульманам почему халгару. мы как будто бы приняли его вот этот аргумент, что чурт это не исламское, но чурт это исламское явление. В чем Да, проблема? он просто отрицает, Да, что там шейх, камней нету. язычество, христианство, буйохум, дубохи, Турция хер. Эх, может Ну быть, с ним шейх поспорь хуй, тогда, но я тебе ойдиш. этого не говорю, я тебе говорю, это исламское явление. Спорится, да, Суайш, да, именно в исламе, это Фаузан тоже говорит, Фулейш тоже говорит, что нельзя ставить большие вот эти войдох, что чурч бусалдыня, Нет, мечтаться, это, нельзя в подожди, это исламе. твоя ложь, не говорит он, ну, да, там, то есть то, что большие И памятники моя ложь, нельзя, это это ученые другая история. ислама. Ногчи, чурч, нельзя не говорить ни Фаузан, ни Фулейч. Не ври, пожалуйста. Как? Я говорю про Окей, ислам и про нет, наши нету такого. языческие заграницы. Давай, этот момент тоже у нас, мы не, короче, не пришли мы к согласию. Значит, ляхт, мы не Как мы не согласились. пришли? Я тебе на Подожди, фото, я тебе на фото показываю, что в Да исламе какое не фото, хоронят. блин? Вот Ты так. до этого сказал, что это Поляхду. языческий Подожди, ляхт. Бергман. Подождите, То Бергман. экран ты аджан, экран ты Подождите, аджан. подожди. Мы с тобой по ляхду не пришли к соглашению, мы по чурту не пришли. Ты говоришь, что ляхт язычество, я говорю, это ислам. Ты говоришь, чурт язычество, я говорю, это ислам. Давай следующий аргумент. Да есть хадис на ляхт. То, что ляхт. Зикрдяш, обалдеть, минут. Зикрдяш, таулли бусовняш, ау, дак, вадильш, На русском продолжаем разговор. В исламе хоронят вот этими чеченскими зикрами. Нет. Зикрами нет. Подожди, вопрос, можно сразу контрвопрос? Зикры, они чеченские? Конечно, это чеченский боевой танец испокон веков, который наши предки То есть, поносят подожди, собой. то есть получается,
аля-ля, уля-ля, которые говорят ля иля илlallah, и то, что они все это это говорят из ислама, لا это... أحوش на чеченском. Вопрос. Аля, уля-ля, не из ислама. Подожди. Они там говорят аля-ля, уля-ля, они много чего там говорят из ислама, они сами это приписывают к исламу, и ты говоришь, что это из язычества, правильно, чеченского? 100% языческий обряд, чеченский. Слушай, мне кажется... А на что ты опираешься? Не, Мне интересно. подождите. اتعوشت ماما تو наркоманш, алкоголик, шел забой на бубар. Все ты правильно говоришь, Ажел, только мне один момент. Ты это сейчас утверждаешь, правильно, что те наши вот кадари тарикат... Говорил, что они хуже наркоманов, алкоголиков. Я правильно? Дай мне сказать, пожалуйста. Ты говоришь, что вот эти вот кадари тарикат, которые они делают зикр, это не исламское, это они язычники, да? Языческий, чеченский обряд, вообще к исламу. Ты сам говорил, что они хуже наркоманов, алкоголиков. Я это говорил и сейчас говорю. А ты говоришь, что они язычники? Говорю, что они делают все из язычества, как свои предки. То есть вот эти кадариты у нас, они язычники, правильно? Любой нагух язык. Кто упоминает тело, дал гештоль молится. Любой чеченец, который говорит дал гештоль, он является язычником. Ничего себе. Ответишь на этот вопрос. Те, которые делают зикр, они язычники? А? Процентном bu zikr языческий. Я это хочу оставить. Это ты сказал. Я не говорю, что они язычники. Я говорю, что они... Говорю, я 100% уверен, что это языческий обряд. Тогда у меня к тебе другой вопрос. Но это только там, в лучшем случае, половина чеченцев. А другая половина, которые кайла верда, которые не кадариты, а накшубандиты, они не делают зикр. Получается, они кто тогда? И у них нужно спросить, что зикр да, шусо, ажир да, усо, терло, усо, то да, именно так даучен, зикр штяж, даучен. Когда прямо это тело носит по улице, мы как, не знаю, как скотину на машину закинул, мы никогда своих людей, мы через все село, носим это тело. Потому что среди терло я лично знаю немало. Мы так хороним, мы весь мир это знаем. Например, Аузер Кутер, Эрлой, они накшубанди тарикат, они не делают зикр. Идет, поэтому ты говоришь... Хаживерди, амялол, терло, кто хаживерди, амялол, терло, чоша зикр, что тогда ушутана. Сегодня даже так же. Это не зависит от того, от Эрло или ты Варундо. Это не от этого зависит. Это зависит от того, на какой ты волне. Но те, которые так делают, они делают это... С вами так можно хоронить? Они делают это, утверждая, что они мусульмане, что это исламский обряд. Ты же тоже утверждаешь, что ты мусульман. Я, да, утверждаю, но они тоже. Я имею в виду, ты говоришь, что они язычники. Тоже имеют право утверждать. Но я знаю, что они язычеством занимаются. Я это 100% уверен. Ты тоже говоришь, что ты мусульманин. Посмотри, по зикру мы тоже с тобой не сошлись тогда. И они, кланы, тоже с тобой не сошлись. Давай не сошлись. Покажи одни мусульманские пары, вот эти похороны, вот как чеченский народ делает. Один пример. Народ, кроме ингушей. Любой народ, кроме ингушей, чеченцев. Но ты покажи мне хоть одного, кто так хоронит, делает зикр и называет себя язычником. Покажи мне среди них. Я же не говорю, что они себя называют. Я знаю, что они язычеством называют. Ну, получается, это занимается. У тебя чисто такое, это знание чисто у тебя, больше ни у кого. Не чисто у меня. Мы можем сейчас зайти в любой соцсетящий, посмотреть, вот откуда этот обряд идет, и вообще он связан с исламом или нет. Ты сам говорил, что они хуже наркоманов и алкоголиков, да кто угодно. Так фирма, детям. Ну, язычниками же я их не называл, а ты им прям так... Ширк, да. Какой грех Аллах не прощаешь? Вообще единственный грех, который Аллах не прощает, это ширк.
Этим всем ширком наши предки всю жизнь занимались и будут Вот. заниматься, потому что у нас не будут хоронить, как в исламе, Тебе надо. А никогда. как получается, у нас хоронят? Пока что у вас не получилось этим бороться, потому что те, кто хоронят, сами говорят, что они по исламу хоронят. Ахма Бош, Ахтабар, что там говорил, что они хуже Но наркомана, я их алкоголика. язычниками не называл, это ты их назвал. А как будут хоронить? Булыжником? Чего? А как будут хоронить? Булыжником, как вот на моем фото, вот, как Аль-Манаси, Аль-Бахр. Ты можешь вопрос задать, вот, включить микрофон и потом задать вопрос? У тебя первые слова пропадают. Бяхман был. Ты себя как будешь оставить? Как ты оставишь? Тебя Я, будут вот так, как я, на к моем сожалению, фото не хоронить? смогу сам себя похоронить, поэтому как меня мои братья И мусульмане родные, вот, похоронят? например, Мухаммад оставил твой брат, как ты, Как он булыжником захочет, как твою меня могилу. мои братья мусульмане похоронят, так меня похоронят. Вообще никаких, я Ты не заморачиваюсь по мусульмане, этому на поводу. моем фото видно, как хоронят. Вот твои братья мусульмане самые близкие. Вот на Ты моем фото знаешь, Я, я посмотри, для тебя там видно, открою как хоронят. неприятную реальность, но в зависимости от того, где ты будешь похоронен, твоя могила будет так выглядеть. Например, если меня похоронят в Швеции, то моя могила не Они же будет. не по Да исламу. подожди ты, субханаллах. Если меня похоронят в Швеции, то ты не поверишь, но эта моя могила будет прям по соседству с другими могилами, с кладбищем, точнее, не мусульман. Там отдельная есть зона для мусульман. И эти могилы, они вообще не будут выглядеть ни как Аль-Бака, ни как у нас дома. Они вообще по-другому выглядят. То есть это не зависит от того, от меня в данном случае. Где меня похоронят, такая у меня будет могила. Главное, чтобы она была в Исламу говорят, это соответствии. не будет по исламу. Главное, самое главное в исламе, это чтобы мои братья омыли мое тело, совершили джаназу Булыжник был, и, да? и похоронили меня. А вот что там дальше будет, какой там будет знак, обозначающий мою могилу, чтобы было понятно, что это могила, А и если чтобы ты в Швеции будешь похоронен, я теперь буду тебя выключать, если ты не даешь говорить. То есть моя главное, чтобы эта могила была обозначена, и все, в этом весь смысл. А что именно там будет стоять, главное, чтобы это не крест был, чтобы не было какого-то не исламского символа. В остальном нет никаких проблем. Тумсо, а скажи, Я не ислам, пожалуйста, крест, понял. почему? Подождите, братья, минуту дайте. Если ты будешь похоронен в Швеции, не сделал переселение, которое в 6 аятах Аллах и достоверен Сахих хадисе, в третьем томе сборника Абу Дауда, 2645 хадисе, пророк, и в 6 аятах Аллах отрекается от мусульман, которые живут среди кафиров, среди многобожников. Если ты не сделал переселение, умрешь на кефирской земле, ты и будешь мусульманином. Конечно, я буду мусульманином. Ты лжешь, ты Ты выдергиваешь из контекста. Аллах и пророк, Аллах, Я я нахожусь, могу прочитать. короче, это уже ты сейчас в другую вообще степь уходишь. Я с тобой на эти темы как бы Можно спорить не прочитать? буду. Аят и хадис. Нельзя, Один аят не-не-не, и один подожди, хадис. я Можно? тебе не дам здесь эту свою ересь распространять. Я тебе сказал, Да. Так, как я ну это буду лучше, да, похоронен. есть у него движение. Я тебе сказал, как я буду похоронен, как бы все, вот это ответ на твой вопрос был. А, Ну, один аят и Теперь, один хадис, да, это нет, ни прочитать? один, ни Ради аят, ни hadис. Аллаха. Теперь следующий, приведи ты лучше аргумент наших похорон, которые из язычества. Еще есть у тебя что-нибудь? Хорошо. Жертвоприношение, бежениш, жижгдас дуешь, Иса докш, Мгм. саган чеб ол кренгал дуешь, душ. А что там языческого? Дакар из ислама. Сарда, повтори. Сага, ол саг док, шуль, шадальчи док, мол дуешь, это из ислама. Ты сейчас все это вместе сплел, но это не относится к похоронам. То есть это О, ты сейчас... сагда, беженир, жертвоприношение. Это не относится... Свободен, Это не... жертвоприношение из ислама. Жертвоприношение Аллаху это из ислама. Но это не относится к похоронам. Аллаху Табарасу, насчет умершему У жертвоприношение. нас не приносят жертву умершему. Я не знаю, где ты это видел.
приносят. Как Опять-таки, Тумсо, худычу. у нас никогда не приносят жертву ради умершего такого. Нет, ради Аллаха всегда. Садокш, беженцы. С умершего. Вельчунт ир о Умершего. С умершего. Иса, Цунтир, вот именно ему же это приносит. Нет, Цунтир не докш, ему. так сказал? Это не Аллаху, это не Аллаху, а именно умершему. За Тумсо счет дел, да, него. особо дело. Цунцара даст бьешь, смотришь? Тумсо особо дело. А хахтарду вопрос. Тут Тут по-любому надо, в чеченском языке надо будет разобраться. Вот тут 384 участника. Асхунт ир ахш дало эльч. Маршрутки, чё, масалан. Тир Хун лома дало цоола, голды, цооли. Аллахан тир лома цоола, цооли. Дейл ас диало. вельчунт ир Асам сабахтут. цундер, бо Аллахан тир луш, мадаца, цунтир луш. Садокш, бежен цунтир луш. Вот. А если Цунвиш я моя. говорю, что я его с Аллахан него тир слышу? луш, моя цаяцы. Цунвиш Суне. моя. Вельчунт ира дейлдуающук, то есть с умершего ради Аллаха. То есть, Сначала чтобы там ему... идет веллак, первая причина, по которой Подожди. это животное закалывается, это тот, кто умер, а не Для Аллах, не дело. того, чтобы это принесло пользу умершему. Но это не В ради исламе умершего. приносит пользу умершему. В Я исламе с это тобой не приносит собираюсь пользу. сейчас заходить в вопрос Видишь, в исламе новшества, не умершему новшества, как, что, как. Подожди. ничего не приносит пользу. Не, тут важно, Приносит. важно то, что намерение людей. Ты говоришь, что Нет, чеченцы в исламе убивают... умершему ты Подожди. не можешь сделать ничего. Подожди, дай выговориться. Дай мне выговорить то, что я хочу. Говори, я его выключил. У нас говорят, что убивают, режут, приносят жертву с умершего ради Аллаха, дейлбях, чтобы эта садака принесла пользу этому умершему перед Аллахом. Ты сказал здесь, что чеченцы убивают, будь то там корову или же барана, ради умершего. То есть они ему жертву приносят, ты Не, говоришь, он а не прямую параллель Всевышнему. провел. Он сказал, что это языческий обряд, а имеется в виду в язычестве жертвы приносили именно этим богам, языческим. То есть здесь вот в чем суть. Те, кто делают, даже если они это ошибочно делают, то они это делают с убеждением, что они Аллаху приносят эту жертву. С Вот я этого об счета этом и делают. говорю. Намерение. Там на же это довод намерение есть. людей. На это довод Включи есть, что его, можно Тумсо, это пускай делать. выговорится, А пускай его ответит на этот нет, вопрос. я его не вижу. Все, ушел, да? Это просто сейчас было, чтобы есть кто-то здесь чеченский не понимает, это просто человек сейчас нагло попытался соврать. Я думаю, даже Путин бы сегодня на прямой линии позавидовал бы такому таланту наглости. Он говорит, что прямое у нас слово с умершего тир. Он говорит, что это типа умершему, типа ему режут, типа ради него. А, вот Да он сказал. сами Хаджи Мурида его выкинули бы из кольца. Так Когда изначально. Братья, знаете, одно Асалмаки. еще добавлю. О, Асалмаки. Абдулла, да, скажи вот, как ты перевел ир, как типа ради умершего? Аллахан тир, Иса Адокова. Му Аллахан ир Аллахан тир, Иса Адахан, Цанохчуй. Абдулла, ты же сказал, что это языческий обряд. Я вас спрашиваю, Иса, Аллахан тир, Языческий обряд, подожди, языческий обряд подразумевает приношение в жертву Богу. У нас не было никаких богов, которым жертву приносили. Это ложь на наших предков, которые возвеличивают вот эти идеологии. Наши предки никаким богам, никакие жертвы никогда не приносили. И нет этому ни одного доказательства. А при чем здесь наши предки? Ты сказал, что это язычество. В язычестве приносят. Это все отец, все творец. Запиши в гугле, что означает на чеченском дело. Это все отец, все творец. Подожди, Это пантеон богов, это пол Ардель, Аршадек. Куда ты пошел? Подожди, ты куда меня уводишь? Ты же сам сказал, что это из язычества. Язычество, но это еда, дель олшук, дал мула олшук, дал алашто, дал маршал, да при чем здесь дал алашто? Ты говоришь, что... Это язычество. Подожди, Шабарди. Ну ты же не сможешь меня настолько запутать.
Ты же сказал, что приношение в жертву животного с умершего – это язычество. Это Теперь ты наш языческий обряд захоронения человека умершего. Ему а теперь ты приносят говоришь, что у жертву нас не приносили никогда в жертву. Это именно как? ради него и именно в честь него и от его имени даже. Вот даже имя его, от его имени закалывают животное. Не ради Него ты Аллаха, сказал. не ради Смотри, тела, ради него, ради его Хорошо. души, А теперь ради скажи его... А теперь Блин, да скажи мне на чеченском языке вот это ради него, как они это говорят? Itvelchundva, sunt irsa, sunt sin barachtuan. Вот Itvelchundva, они говорят, да? Itvelchund ира, сундва, я штука шадик. Весь этот, все это происходит из-за него и ради него. Вот И именно ради... да? Ду. Смотри, я с тобой... Сун син. Стоп, его придется иногда отключать, я прошу извинить, но иначе невозможно разговаривать. Я в одном с ним не могу не согласиться, что если кто-то когда-то у нас в Чечне со словами «вельчун дях» зарежет какое-нибудь животное, нет никаких сомнений в том, что этот человек не мусульманин. Что то, что он сделал, это куфр 100%. Но я вас уверяю, даже среди отбитых прям на всю голову суфиев вы никогда не найдете человека, кто вот так вот зарежет. То есть вот такого нет. Никто никогда не говорит «вельчун дях», урсок, что всегда говорят «дейл дях». И самое важное, всегда, когда режут, обязательно на арабском говорят «Аллаху Акбар, бисмилля», с именем Аллаха и Аллаху Акбар, Аллах великий. Только так приносят жертву. То есть этот человек лжет. Именно он Бог Томсо, Табардеш, Алитиш, Габардеш, Дикдачужу. Так, в исламе же нету, чтобы приносили жертву животного именно ради него. Как хочешь, можешь этими словечками туда-сюда вилять. Покажи мне в исламе, что нужно именно убивать животного, когда человек умирает. Где это? У нас тоже это не нужно. Я не знаю, почему ты это приписал. У нас есть те, кто это делают, есть те, кто не делают. Но да. В исламе это делают. Я тебя отключаю. Как только я начинаю разговаривать, и ты меня перебиваешь, я тебя отключаю. Пока я не закончу, потом я тебя включу. Даже если мы скажем, что те, кто это делают, если они делают это неправильно, но все равно они это не делают ради этого человека. Они все равно делают это, приписывая это к исламскому обряду, считая, что они совершают что-то, что приписывает им религия ислам. Это уже нет, они же делают все равно ширк, да? Нет, они ширк не делают, это неправда. Приношение в жертву не Аллаху было бы ширк. Они приносят жертву Аллаху. Аллах, я тебе уже ответил на этот вопрос, поэтому я снова разговаривать не буду. Я думаю, тебе стоит задать вопрос тем людям, которых ты называешь язычниками из своего тейпа и из вирда. Спроси у них, вы режете, делаете это садака не ради Аллаха, а вот ради умершего? Вы с его именем режете? Послушай, ты знаешь, просто ты меня... С него. Не ради него, с него. Да, удивительно. С него, да, ты... Я не знаю, ты вроде бы по голосу не маленький, взрослее меня, но ты неужели ты не владеешь? Аллах'ın dokştu, velçün ti dokştu. Allah'ın dokştuk, Allah'ın dokştuk. Allah'ın dua velçün ti dokştu. Tun da. Allah'ın ti dokşma da sa. Ayık mı ba? Tun dav dokştu izdon. Ayık mı ba? Mar ashab maddiye ta'allayta, maddiye al-maddi. Томсо, дай-ка на секунду. Наоборот, дал. Юшелхум дейл дюхье аллах. Подожди-ка. У меня, Абдуллах, к тебе один вопрос тогда возникает. Послушай,
Вот ты пытаешься постоянно нас привести к тому, что этого нет в исламе, того нет в исламе. Давай предположим, да, что этого нету в исламе. То есть то, что эти люди условно совершают, это новшество в исламе. Но они же это новшество совершают ради Аллаха и говорят, что оно узаконено в исламе. То есть они вступают в конфликт с теми, кто говорит, что это новшество в исламе. Но никто не говорит, что это их выводит из ислама. Они совершают, даже если совершают новшество. Я сейчас не говорю, что это конкретно новшество. Я вообще, ты этой логикой ни к чему не придешь. Ответ, да, твой брат говорит, что эти все люди хуже наркоманов и алкоголиков. Да, говорит, он здесь подтверждает. Хорошо, вот я, например, говорю, что эти люди, условно, хуже наркоманов и алкоголиков, да, к примеру. Но я их из этого из ислама не вывел. Они могут быть хуже наркоманов Ваши и алкоголиков. братья, получается, тогда еще. Ну, братьями. Язычниками их не называем. Да, то есть братьями их не назовешь ты, но из ислама ты их не выведешь. То есть брат — это как бы другое понятие, понимаешь? Братство не пытаешься откуда-то вывести. Как не пытаешься? Ты же называете, хотя вам нужно было сказать, что они хуже голубых, вы называете их хуже наркоманов и алкоголиков. По исламу они хуже голубых. Подожди, ты тут уже, конечно, очень сильно наговариваешь на суфистов. Подожди, это тоже свое утверждение? Да. Это ты сейчас очень много всего договорил. Ты говоришь, что... Подожди. Еще один момент. Ты говоришь, что они хуже голубых? Это ислам говорит. Нет, ты говоришь это? Я что не говорю? Там осмоет, сайдейшн, сам мечат, наркоман. Ну просто ты их язычниками называешь. Язычниками их назвать я их не оскорбляю, как ты. Хуже наркоману, алкоголику. Я не буду называть. Кто дал так их обзывать право? Тебе кто дал такое право? Цар дештел адувай дючтек хуже наркомане дубовшты. Субханаллах, фуя ючек. Ислам тебе дал право их называть хуже наркоману и голубым. Аллах'ın gerek bu iş хуже narkomanel diyorsun, kıyol diyorsun, zulüm diyorsun, zina diyorsun, boş nağıl bid at Allah'ın dostur kuşveg, çaril хуже, izduvay dючтek kıytı. Бушел буастин, кандер диyor, камал, son çuval hamı koyuyor. Чувак, нахал жуаптылыш. Шая жуаптылыш. حرموتي براتو دواقين جاي ناخن بيترش أبوس البوتي أسيت مسيت вообще арвах. Да, давай. Это вокшуса, тахат дек дучу. Şu hamı tediz, sen şey al hamı koy, mesela son çoğutun, kamel işten de. Это хадук беше зикр деш гумол деш шенохчи дал шу Европе хочен иш наркоманч алкоголь шу даёлхум шу бошму. Собардела, вот у меня сейчас вопрос, ты сам это затронул, ты сказал, что они читают маулид. У нас понятие, что маулид это новшество, но является ли маулид языческим обычаем? Да, то есть у тебя, подожди, все, что не из ислама, но язычество у тебя? Ислама, что из ислама делают наши Смотри, мы к тебе отвечаем на вопрос. Но ты, когда тебе это, походу, невыгодно, ты уходишь. Нет, подожди, хороший вопрос он задал. Давай вот раз на вопрос мы тебе ответим. Что у нас делают на похоронах? Омывают тело, закачивают талан, хоронят ислам, ляхт, то есть могила вырывается. Противоречие исламу. Я же сказал, ты будешь перебивать моментально. Хоронят в соответствии тела в могилу, в соответствии с исламом, поворачивая его направо. Все, на этом похороны закончились. Все то, что дальше идет, обряд тезета, это уже поминки. Это не имеет отношения к похоронам. Похороны заканчиваются в момент, когда землей засыпали могилу.
И вот это вот все то, что связано с этим телом и его захоронением, у нас обязательно происходит по исламу. То есть его омывание тела, заворачивание саван, совершение джаназы обязательно и непосредственное погребение. Это все вот эти вот моменты по исламу. Я ответил на твой вопрос. Теперь ты из этих моментов скажи мне, что там происходит не по исламу. Зикр, да, собираются люди, стоят 3 дня, соседи кормят гостей, которые издалека приехали, хотя в исламе вообще нельзя, короче, никоим образом, ни жертвоприношение приносить, не кормить, вообще нельзя 3 дня в исламе, чтобы даже 3 в дня доме... можно как раз. Ответ, Дервали, ты сейчас Да, дайте ему закончить. В исламе никакого тезят, как вообще это, я вам могу всех ваших шейхов, улемов, вот это full age говорит, шейх, я прямо говорит, что все наше, полностью все наше чеченское, вот это тезят, полностью противоречит исламу. Так, смотри, Тезят вообще не противоречит. Подожди, Берман, подождите. Ты начал с похорон, а перешел на тезят. Я тебе сразу обозначил, что похороны заканчиваются в момент, когда земля засыпана. Волны заканчиваются, когда... Стоять. То есть дальше это поминки, это не относится к похоронам. Я тебе привел все составляющие похорон, и они все являются из ислама. Я тебе сказал, приведи теперь пример вот в этих похоронах, погребении, чтобы это было не из ислама. Ты привел зикр. Могильная плита. Ты назвал, что это зикр, это не из ислама. Могильная плита, мы с тобой уже сказали, что мы с тобой здесь расходимся. Я говорю, это из ислама, ты говоришь, не из ислама, и поэтому это не приводи. Ты привел зикр, но зикр, те же, кто из Накшбанди, Айлах Вирда, Докки Вирда, Дени Шейх Вирда, эти люди не делают зикр. То есть они тоже чеченцы. То есть это даже не все чеченцы делают этот зикр. Поэтому это тоже не аргумент. Ты можешь что-то вот в этом обряде? Как не аргумент? Не аргумент, большинство делают. Какое большинство? Половина чеченцев, они не кадариты. Не делают большинство. Только те, кто кадари, тарика, только они делают зикр. По исламу они хоронят? Конечно, по исламу. Я же сказал, по исламу. По исламу. Зикр дяш, до поэморси, асхабшиш, зикр дяш. Ты пытаешься зацепиться за зикр? Да, это бид'a, это не из ислама. Чурт мечаду, исламя, чурт дуль 1,5 метра, чурт хватно ислам. Сейчас по-любому, что это могила, там должно быть какое-то обозначение. Могильно, вот это, земля, барс, бо исламя. Покажи одним, вот, мусульманские могилы. В зависимости от географии, то есть от ландшафта, да, будет, где-то будет барс, где-то в исламе этого нет. В исламе вот это ты решаешь, что этого нет. То есть это у тебя надо спросить. Ты решаешь, да, изучить. Но хочу шаул шейху, исламер, да, Бог. Да, ладно, бахтва шейх шану. Да он лжет. На противоречие, ласре, шумоцун, шейдегатум. Я, ехам, да, баэтесо. Дахлат боесо, асхабоет. Не, мы баэтсу, хазион. Олши дэшло, чугубусална, шута олши вешмо, он ما بقى تاعت ديش دون هو شي ديش دون ما تكون تسويش شيخ يا وجهه شو ثاني تقول يا اوكي شو حياك مش لدو سون سويس Evolution halsa şey ya خبرني سنسي زبديش دي حرسيا هو مش حمتي يقديش يعني انتريسن شي يقصوا عنه تتنينا فتنا جوالو ارو اخيش نا قصداوي ديك قمر ما ديتسو اخذوا ولا شي دغه на противоречие Я не пойму вообще, откуда родился. Ши дغه противоречишь. حوسش ذكر داش نوخش موالر تقدر имеется в виду свои аватарки. موالر تقدر هيك وبردش هيك دوقان ياشنو توم زيغات حقن هذا حقن هذا يزبا خوشن زيغات ما هو تعرف ممكن حدوق تردوش حوق نوخش زيغات حدوق تردو
Ну, да, пита, доктор Дубакас, мотивация, да, ты тоже говорите, вас и русский. Томсо, Швеции, хрен, а эти шариат, да, Да вот смотрите, плевать. что хочешь. Будто да, сэр. Плевать Можно, тоже. подожди-ка, можно вопрос задать ему тоже вот из такого числа? Ты где сидишь? Что ты устанавливаешь? Скажи. Не-не-не, вот без приколов. Ты же вот нас упрекаешь, там, если ты там будешь сидеть, что там установишь. А ты где сидишь? Вот ты почему не устанавливаешь? Демократию, Окей, хорошо. Ну а что ты тогда демократию не устанавливаешь? Я именно придерживаюсь демократический принцип Конституции 1992 года. Смотри, подожди, я тебе сейчас то же самое скажу. Я живу в Германии и придерживаюсь законов, не нарушаю. В чем проблема? Являешься кафиром. Ну, смотри, подожди, смотри. Аятов и хадис подтверждает, что ты кафир. Хорошо. Хазян, Саир Кадырович, вы кафир. Рамзан Кадыров, Тункант Адам. Это мы сейчас к этой теме перейдем, подождите. Вот у меня, смотри, вот ты еще 1000 таких, как ты, зайдут сюда и скажут то, что я там кафир, мне такфир вынесут. Вот ничего это не говорю, это Аллах и пророк говорит. Нет, это говоришь ты, что это говорит Аллах. В 6 аятах Аллах и пророк говорит, что ты кафир. Смотри, я просто, чтобы ты понял, я тебе говорю, если я откуда-то буду брать аяты и хадисы, ты будешь последним источником. Просто номера могу сказать, люди могут это проверить. 4,97. От тебя ничего. Не интересно, это не интересно. Мы с тобой не говорим о номерах, об аятах. Мы с тобой говорили конкретно о похоронах, о чеченских каких-то, так скажем, традиций похорон, которые полностью соответствуют исламу, понимаешь, которые на основании ислама. Может быть, если это расхождение в каких-то моментах, но в целом она соответствует исламу, что заключение брака, что похороны человека, что оставление кровника, например. Все это у нас делается в рамках нашей религии. Тебе вопрос обратно задают. Приведи то, что чеченцы делают из язычества в этих обрядах. Ты же сделал утверждение, что 90% обрядов у чеченцев в похоронах – это язычество. И вот там 10% там сверху так посыпали это исламом, типа. Ты такое заявление сделал, и ничего ты не привел. Совершенно верно. Мы привели конкретные аргументы, то, что в этом похоронной процессии, что она является именно исламской. Если в ней 90%, как ты говоришь, не исламского, то ты, получается, должен столько контраргументов привести из язычества. Но ты не приводишь, ты приводишь зикр, который, опять-таки, те, кто этот зикр делают, они говорят, что этот зикр, он из ислама. И у них даже есть своя история, что там ангелы чуть ли там до престола Аллаха дошли, он увидел, что они крутятся, сказал, что это, одобрил, и вот так, мол, это пришло. У них своя какая-то история даже есть. То есть, несмотря на то, что это в целом нововведение, мы, конечно, не согласны, но назвать это, то есть назвать тех, кто это делают, язычниками, и что они делают это, утверждая, что это языческий обряд, это возвести на них ложь, конечно, это неправда. Хотя при этом, если в язычестве где-то нечто подобное происходило, я в целом не удивлюсь. Но, однако, нельзя это приписать, именно вот это вот явление зикр сегодня, приписать это к язычеству, потому что тогда нужно будет и их всех назвать язычниками. Кунта Хаджи надо будет начать назвать его язычниками. Поэтому, короче, этот аргумент не подойдет. Плюс к тому, среди чеченцев половина там, и среди суфиев, точнее, сегодня уже чеченцы, нельзя сказать, что большинство чеченцев сегодня суфии, это раньше так было. Сегодня, хвала Аллаху, все, кто молодые, они не на суфийских убеждениях. То есть, если сегодня провести социологию, то мы, скорее всего, обнаружим, что большинство уже это сунниты. Но среди даже этих суфиев, половина из них это накшбандийский тарикат, придерживающиеся других суфийских убеждений, они не совершают зикр. Поэтому сказать, что чеченцы хоронят, так тоже неправда. Только часть чеченцев хоронят с этими зикрами. То есть этот аргумент у тебя полностью выбивается.
Тебе надо что-то другое. Ты говоришь про барз, вот этот вот холмик, который на могиле образовывается. Здесь важно отметить, ты пытаешься привести, вот, значит, есть эти кладбища в арабских странах, и там нет этого. Ну, там почва другая. Это песок. А куда в Чечне нам девать эту землю? По-любому, когда ты засыпаешь, там образовывается вот этот вот бугорок. Ну, некуда его деть. Если кто-то скажет, его нужно вот так вот типа рассеять, ну, тогда расходится эта могила, тогда больше площади нужно. Из каких-то соображений люди это так делают. То есть это тоже не аргумент в пользу язычества. Поэтому давай какой-нибудь другой. Жертвоприношение величантири исламе. В жертву приносит. Это ведь мы тоже уже разобрали. Ты ведь сам как бы Же облажался не на из этой ислама. теме, Почему ты не говоришь, что это не из ислама? Нет, потому что нельзя так сказать. Сама жертва, приношение жертвы ради Нельзя Аллаха, это так из сказать. ислама. Нельзя приносить жертву животного ну, вот это, от имени умершего. Этого нет в исламе. Это фатва твоя такая в исламе? Это не моя фатва, это идеология. Ты, Ислам полностью смотри, записан. и по поводу того, можно это или нет, ты с ними поспорь, с теми, кто это делает. Мы послушаем твой спор. Я с ними не буду Но спорить, Элиоса, но... нет, смотри еще раз, придется опять тебя выключить. Значит, ты по поводу того, это можно или нельзя, поспорь с ними, мы послушаем твой спор. Наш с тобой спор идет о том, что это не язычество. То есть там они приносят в жертву Аллаху с этого человека, то есть для пользы этому человеку приносят жертву Аллаху. То есть твоя претензия, даже если в рамках ислама это разбирать, эта претензия будет только в моменте, когда это приносится. То есть, возможно, он приносит не то время, когда это нужно делать, возможно, это не соответствует сунне, что так не делалось. Но его нельзя обвинить в том, что он приносит жертву не Аллаху. Вот в чем суть. То есть его ты максимум обвинишь в том, что он делает нововведение, но ты не обвинишь его в том, что он приносит жертву не Аллаху. Тумсо, можно вопрос ему задать? Сейчас, подождите-ка, давайте закончим с ним по этой теме. Еще есть у тебя какой-нибудь именно по погребению, есть у тебя что-то, вот, что ты привел как аргумент, что это языческий обряд? Томсуа. Чурта ду аргументы барза на жертвоприношению зикарду. Это мы разобрали. Да, 40 дней траура, 40 дней траура. Послушай, я тебя повторяю. То, что ты уже привел, это больше не приводи, мы это разобрали. У тебя есть что-то новое, что ты можешь привести? Не из того, что происходит через 7 лет после того, как он умер, а вот именно про похороны, про погребение. Сайхан, лучше расскажи, почему с ментовки ушел? Sabır вопрос модуастун хеттене Абдулlah al-Huntila нахать. Huntila kiech doel. Ma teised seda üürslug. Isam ifritša tüleršein teed see James Abdullah. Kert baksna da gasto da gayatan bol o bu sobdina ol Older, bu sobdin çordati. del bu sobdin çam simuloş varan çwa ayet hadis ya uç del Oran çwa uç del Oran çwa. Allah o oran çwa uç Allah Allah ودير الله سنس ايو اما Allah ilah olter so Allah is a deelt eyo asam dela enoch markado shadik вist qualite ano соборница дел Oran çwa uç багы uç Роб Господь это дел перевод Господь. Смотри, по похоронам мы закончили, я правильно понял? Больше аргументов нет. Принимать я сейчас аргумент. Ну понял, я эти не принял, у тебя больше других нет. Мы закончили на этой теме.
Хаваш Ответь на вопрос утверждение, по что похоронам, мы с даже тобой свадьба закончили, у и нас. сразу тогда перейдем на другой. Сначала ответь на этот Ну, вопрос. если ты не принимаешь аргументы, там дальше нечего спорить. То есть других у тебя нет? Я правильно понял? Просто ты когда сказал, что Я там привел 90% самое из язычества, основополагающее. смотри, когда ты сказал, что там 90% из язычества, подразумевалось, что ты должен привести в сколько раз больше, чем мои. Если я привел ему 4, да, или 5 аргументов, чтобы на 90% было больше, он сколько должен привести? Кто Как математик есть в минимум, чате? наверное, 20 штук, наверное, около того. Нет, больше. 20. Даже больше, да. Если ты 5 привел, он должен 45 привести. 45. Вот Минимум. смотри, ты должен привести 45. Даже из тех аргументов, которые ты привел, и которые я не принял, их всего было сколько? Зикр, чурт, барз. 3. То есть ты даже в своей основе привел на 2 меньше, чем я тебе. Если у тебя больше этого нет, то ты скажи сейчас: окей, все, мы на эту тему закончили, мы теперь переходим к бракосочетанию, и мы дальше разберем бракосочетание. Но вот это давай закончим и зафиксируем, что ты не смог привести 45 аргументов в пользу того, что погребение у нас происходит по языческим обрядам. Куда он делся? Мне кажется, его нет. У вас что, разбор? Если он не хочет на бракосочетание... Говори, Бергман, Я не пойму, у вас что, разбор исламских обрядов с язычником, что в чем прикол? С Айханом Ну да, у разбирать нас... это. вот, подождите, Лучше он по вернулся. ментовской теме спросите его, что-нибудь там. Поинтереснее будет, он там разбирается. Подождите, он вернулся. Он лоузерает, Берман, милу. Ну, Ответь на вопрос. Мы закончили по погребению? У тебя есть еще аргументы? Жертвоприношение. Ацелорис. Это не относится к погребению. Если ты закончил... Нет, Подожди, это уже давай то, не что будем после уголять погребения. одно и то же. Все, я наш весь этот разговор, вот это вырежу и туда добавлю всех ваших шейхов, то, что говорят про наше погребение. Пускай мир будет, люди сами рассуждать. Окей, мы тоже Насчет это вот выложим. этого. Тебе об этом переживать не стоит. Это Мы тоже будет выложено. ваших всех шейхов вот приклеим вот к этому нашему разговору. И сами... Окей, то, что ты всех будешь шейхов. делать, ты не должен нам сообщать. Это твои проблемы. Ты скажи, у тебя есть еще Хорошо, аргументы хорошо. по погребению? Ты ничего не принимаешь, мы это все Ну оставим. ты только мы 3 просто привел, вот и я этот их не наш принял. разговор Еще у тебя туда. должны быть их как минимум Тебе- 42. То, что есть, я тебе твои шейхи пускай приклею, пускай сами они объясняют. Ахмад, элер бусобден, асан зудди алуиш бусобден, Я сказал, что бракосочетание у нас соответствует, да, в рамках великих Это заповедей. соответствует, да? Окей. Мусульмане же прямо у своего отца просят руки дочери. Нет, почему? Это не просят. условие. Ты можешь попросить от тебя, может, например, человек, которого ты уполномочил. Мы же это уже разбирали. в Подожди, каком-то чате. в исламе именно этот зять может попросить руки дочери у отца, правильно? Может, но не да, но должен, не обязан. Вот, а чеченец может? Нет. не Нет, может. у нас это не принято. У нас человека уполномачивают. Хорошо. В исламе бахта нахбовати, залодяш, Да, абсолютно никаких проблем, да, совершенно верно. Очень красивая традиция. Пророки, Кстати, асхабы нет. отправляли жене из Ну, я ислама, не знаю, получается. асхабы отправляли ли... Я так, знаю, мне есть кажется, хадисы, такие где случаи, когда прямо отправляли. просят, Подожди, секунду. дочь хадисы. Секунду. Ну, смотри, ты сейчас мне скажешь, что есть хадисы, где прямо просят дочь, и если ты даже их привел и высказал, то это не противоречит тому, что говорим мы. Мы же тебе уже сказали. В исламе зять может напрямую у отца попросить. Может, то есть он может это сделать. Но это не является обязательным условием Чеченец может. бракосочетания, что зять сам должен... Чеченец не может. Чеченец Вот может. я знаешь еще, что не Вот могу понять? тогда. У тебя есть такая интересная, как бы, ты, наверное, считаешь, что ты в диалоге, в диспуте ведешь как-то себя лучше, то есть ты выигрышно смотришься.
Ты говоришь одно и то же, потом снова это повторяешь, потом снова это повторяешь. В этом нет Все, никакой второй логики. То есть, вопрос. если мы Можно обговорили тогда? с тобой уже одно, то есть, Тогда смотри, мы второй пришли к вопрос. тому, Люди сейчас устанут. зафиксируем. Давай зафиксируем. Не, давай зафиксируем сначала. То есть, мы с тобой сходимся на том, что данная Нет. В наша исламе традиция, чеченец не она может соответствует исламу. просить, как мусульманин, руки у отца. Мы на ответите, этом не сходим. Подожди. Ты говоришь, что в исламе чеченец не может просить. Что значит в исламе чеченец Ислам-то не может просить? может, а Чеченцы? чеченский его менталитет ему не позволит просить И руки в чем дочери проблема? у А в отца. чем проблема? И в чем Ислам не проблема? обязывает его просить. В исламе, например, можно взять Уже не и своего будет ребенка там. никогда этого делать. Что это, как бы, аргумент в пользу чего это, окей? Да. То, что из ислама можно, чеченцу нельзя. И что? Ислам что? ущемляет чеченцев. И что? Так это И наоборот вот, например, в получается, исламе... Тумса, подожди-ка, Тумса. Смотри, в исламе можно там при своей матери даже отце своего ребенка взять, поцеловать, в этом не будет проблем. Ислам тебе это не запрещает. А у нас традиция это не принято. И что теперь? В чем проблема? Типа, ислам обязывает тебя целовать своих детей? В исламе можно жениться на двоюродную сестру. Чеченцу это можно? Нет. У нас это не практикуется. Учитывая И в чем проблема ситуацию и дальше? обстоятельства. Подожди. В исламе можно, у нас это не практикуется, у нас это не работает так. И в чем проблема дальше? В чем проблема? Это 33 сура, 37 аята. Аллах дозволяет жениться на двоюродной сестре. А почему чеченцу? Именно, вот, да, смотри, послушай. Аллах дозволяет целовать своих детей. А мы в кто присутствии такие, своего чтобы отца, не дозволили, не дозволять? Дело не в том, что мы не дозволяем. Мы не говорим, что это не дозволено. Мы просто это не практикуем так, как это у нас не принято. А Это кто совсем другие дозволит реалии. жениться на двоюродной сестре? Аллах Всевышний это дозволил, этого достаточно, но у нас это не практикуется, то есть мы не практикуем такой брак. В чем проблема? Чеченцы не дозволяют это делать даже? Послушай, дозволяют, ученые сошлись во мнении. Ученые сошлись во мнении, если почему чеченец не женится на двоюродной сестре? Потому что Из-за это противоречит культуры нашим может обычным. это не принято. Так, подождите, Ты дайте лучше я перед перехвачу зеркалом его. встань и вот так с собой разговаривай, ты вообще даже не слушаешь то, что Мы тебе слишком говорят. мы упираемся в этот момент. Здесь, помимо того, что с этим человеком просто спорить ради спора, этот спор У него должен тупая нести... логика прогнулась, и он... Здесь, этот спор должен нести какую-то пользу для тех, кто его услышит. Поэтому эти моменты нужно разъяснять. Раз мы коснулись вопроса бракосочетания, его нужно как бы на молекулы разложить. Ислам регламентирует обряд бракосочетания тем, что он должен происходить обязательно между вали невесты, то есть ее ответственное лицо за нее, представитель жениха и два свидетеля. Между ними должен произойти договор, должен быть оговорен махар, какая-то ценность, и должны быть произнесены слова «я за тебя выдал», «я взял в жены». Двое свидетелей должны это засвидетельствовать. Если бракосочетание должны быть они. Если бракосочетание происходит, видишь, ты бы не открыл свой рот, я бы тебя не отключил. Сейчас вот тебя выключил, тебе придется слушать теперь. Если бракосочетание происходит между мусульманином и мусульманкой, то все действующие лица должны быть мусульманами. Если же действие происходит между мусульманином и христианкой или иудейкой, то христианку и иудейку замуж должен выдавать либо христианин, либо иудей. То есть вот правило бракосочетания. И то, что эти люди пытаются теперь, то есть Аллах вот регламентировал, показал, вот это соблюдите, и все. Если вы это соблюли, то ваш брак считается заключенным. Теперь они пытаются сказать, что вот где-то именно сам непосредственный жених присутствует, и вот с той стороны бывает отец невесты, и они заключают этот брак,
Аллах это дозволил, а мы это не практикуем, значит, это некое противоречие. Но на самом деле здесь никакого нет противоречия, потому что Аллах это просто вот указал, вот эти условия соблюдите, а далее сам жених там находится. Или это будет представитель жениха. Там будет ее отец или будет другой его представитель, которого он уполномочит. Не имеет никакого значения. То есть это в зависимости от ваших обычаев, традиций. Ислам это и доказывает то, что ислам это религия от Господа, потому что она подходит для любых народов. И нет там никаких каких-то обязательных вещей, которые бы могли быть не приняты кем-то. Понимаете? Теперь второй момент, что касается бракосочетания между двоюродными, троюродными. Они именно двоюродных так обозначивают, как будто бы у нас между троюродными это нормально. Как будто у нас между двоюродными племянниками и там дядями типа это нормально. У нас и там это не, как бы не принято. Но это вопрос, который относится к мубах. В этом, то есть нет в этом нежелательности, ни обязательности. Это вопрос мубах, дозволенности. В исламе все, что любые как бы действия, слова и так далее, любые явления, они делятся на 5 категорий. Обязательное, желательное, дозволенное, нежелательное, запретное. Любая вещь входит в один из этих, или даже там, может, сразу в 2, но по-любому к чему-то из этого относится. Бракосочетание между родственниками, типа двоюродные, троюродные, это вопрос мубаха. Он не относится ни к желательному, ни тем более к обязательному. То есть это то, что ты хочешь, оставляешь. И если опять-таки в каком-то народе это не практикуется, это просто оставляется. Вот и вот очень простой ответ на этот вопрос. Если он До не против, прихода ислама, Давай, говори. чеченский народ не знал, как нужно жениться. Понятия не имею. У нас нет, Ассаламу алейкум. у нас не осталось никаких преданий, которые бы... У нас не осталось никаких преданий, по которым мы могли бы судить, как мы тогда вообще женились. Мы не знаем этого. Да, всегда во все времена женились похожим образом. Да, 100%. И шии бусов вези, шии юаи кантиши бусов Снова на русском. Вот этот жених и невеста оба должны быть мусульманами. Невеста не обязательно. Нет, невеста может быть мусульманкой, христианкой или иудейкой. Мусульманину можно, то есть на христианке, на иудейке и на мусульманке жениться. Верно. Сахаттар да меги. Sabadell. Dia, hangi dia что или Кучах дока, слушай, бусул диван, и мох чудена, хайшан. Sabadell. Не уводи нас, пожалуйста, пока другую тему. Давай с этим закончим. И бусул дня, религиозный, если по религиозному обряду не делать так, как именно предписывает религиозный обряд, вот это все. Что, если не соблюдать это? Что получается? Какой вывод? Что там не так бывает? Хухультига. В зависимости от того, что именно упущено, то где-то, может быть, брак будет считаться недействительным, а где-то, может быть, что-то просто нужно будет дополнить, но в зависимости от того, что было упущено. Если вообще недействительно, мулла не был, вот это вот, просто Мулла быть и не должен. Мы же определили, что я когда сейчас говорил про условия действительности. На арабском они ничего не сказали, ничего на арабском не сказали. Опять придется тебя выключать. Я, когда условия действительности брака перечислял, я там муллу вообще не упоминал. Нет такого условия присутствия муллы. Нет никаких арабских слов, которые там должны быть произнесены. Ничего подобного нет. То есть это все, это уже дополнительные какие-то украшения, там, улучшения этого обряда. Но ни в коем случае не входит в условия наличия там муллы.
или имама какой-то мечети, или чтобы это само действие проходило Ну в все, мечети. я понял. Если их не соблюсти, что там будет? Хухульцика, Ну, если например, вообще давай сразу ничего не приведем соблюсти. пример. Если, например, мужчина и женщина просто съехались, и не было никакого, вот, ни двух свидетелей, не было представителя невесты, представителя жениха, не было махра, не было вот этих слов произнесено, что я за тебя выдал, я взял. Двое свидетелей этого не засвидетельствовали. То есть ничего из этого не было, а просто он переехал к ней жить, или она к нему, то у них нет брака. Те дети, которые у них появятся, будут считаться незаконно рожденными. То есть это не брак, внебрачные дети. И все то, что между ними будет происходить, это не брачные отношения. Я понял. Нажа, так, поэмори, да, На русском. как встретились мать и отец пророка? Мы не знаем, у меня нет этих данных, я не знаю, как это происходило. Но предвкушая твой вопрос, я приблизительно понимаю, что ты хочешь... Пророчество в 40 лет. Я хочу сразу, в принципе, понимая, к чему он ведет к тому, что типа между ними там брак был, скорее всего, типа недействителен, он хочет сказать. Давайте, чтобы это было не моим предположением, мы у него прямо это спросим. Ты это хочешь сказать? Это правильно я тебя понял? Я это прямо говорю, что не было же у нее брака по исламу. Вот смотри, ответ на этот вопрос, если бы они немножко напрягли бы свои мозги, они бы получили бы сами этот ответ. Дело в том, что ислам, во-первых, до прихода ислама любые браки, которые заключались в соответствии с той религией, которая была распространена, или обычаями и традициями, они, конечно же, признаются. То есть все то, что было до ислама, сказать, что это недействительно, потому что пришел ислам и ввел новые там правила бракосочетания, то это неверно. То есть уже даже из-за этих соображений их утверждение, попытка как-то опорочить родителей пророка, были бы тщетны. Но здесь еще другой есть момент. Дело в том, что даже после прихода ислама, ислам признает те браки, которые заключены в традициях иных конфессий. Как, например, бракосочетание между христианами, которое произошло в церкви, там, венчание между ними, или же там у иудеев, в соответствии с их религиозными взглядами. И даже без религиозных каких-то, вот бывает, в ЗАГСе зарегистрировались, провели свадьбу, то есть это все в соответствии с какими-то светскими правилами, они брак заключили. Ислам этот брак признает. В исламе нет такого, что мусульманин может в наглую пойти, допустим, и посвататься к чьей-то жене, потому что он, типа, считает ее незамужней. Это же, типа, не по исламу они заключили брак. Такого нет. А знаешь Этот почему? брак, он признается. Поэтому ваш аргумент, он абсолютно как бы не жизнеспособный. Знаешь, почему он признается? Это мне или Берн? Кому-то это Томсо. А. Тебя спрашиваю. Ну, продолжай. Подожди, так получается, что я могу по своим обычаям жениться. Подожди, одну минуту. Подожди, дай Бергману закончить. Потому что основой брака является гласность. То есть, когда люди вокруг знают, что ты такой-то женился на такой-то... Чеченцы негласно женились когда-нибудь? Да подожди! При чем здесь чеченцы? Вообще, в целом, вот то, что ты сказал, там, ЗАГС, не ЗАГС, в исламе и вообще в целом является основой гласность. Когда люди знают, что такой-то муж такой-то, все это является основой. Вот. И почему вот эти тайные браки, тайные никахи являются запретными? Потому что основная основа вот это отсутствует, гласность. То есть люди не знают, Нет, Бергман, подожди, это уже спорно. Давай, короче, не будем. Это не спорно, ты можешь загуглить, посмотреть. Это спорно, потому что не считаются, скрытые браки не считаются запретными. Это неправда. Как не считаются? Окей, короче, давай сейчас не будем уходить в это, давай с этим Абдуллахом закончим. Ну что, по твоим словам так получается, я могу по своим чеченским обычаям, традициям дальше жениться, как христиане, иудеи, мусульмане. Да, если ты Если у тебя есть другие, если бы у тебя были,
то ты бы наверняка это бы сделал. Но у тебя, к твоему сожалению, нет Другие, что? Другие, как нету? У не меня есть исламских у свое, тебя нет. дал борца, боль. Исламу этому никакого отношения не дал борца, боль, оло. Про пожелание Bilmiyorum, ты... Barça mı böyle? Подожди, собрались. То есть ты сейчас просто решил пожелание упомянуть и сказать, что это... То есть ты хочешь сказать, что Нет, ты... мы Подожди. говорим, да, не, собор. Это очень интересный момент. То есть ты, грубо говоря, можешь просто съехаться с какой-нибудь мадам, потом тебе позвонят пару твоих корешей и скажут, что да, борца был, и это у вас будет такой брак? Овоч буйс я нагатер, он жал я. И ханги али. С кого ты? Она спросила. Там махрам ворится. Ну не махрам муху, собственно, تعوي. Буйс я наг ханги али. Ты сейчас давай на русском, чтобы все понимали. Махрам Кто это... к тебе пришла переночевать Подожди, в момент твоего так называемого тебе, дай спектакля? ответить. Я тебя выключу, Да, дай ответить. давай. Махрам – это тот, кто является родственником, тот, кто не может жениться на девушке. Вот это махрам. Со мной моя жена, она не может быть мне махрам. Understand? Теперь можешь задать вопрос. Как она твоя жена? Она же жена другого была. Вообще, она же замужем была. Ну, ты в своем уме, как она может быть замужем, если она моя жена? И может, у тебя какие-то есть... Подождите, может быть, у тебя как есть она, твоя жена? Подожди, Но свидетельские показания, она не говорит, что она твоя жена. В свидетельских показаниях может быть, у тебя есть какая-то информация, которой нет у нас, и ты можешь о ней поведать, то мы с удовольствием послушаем, ознакомимся с ней. Свидетельских показаний она не говорит, что она твоя жена. А можешь их привести, эти свидетельские показания? Свидетельские показания, Шазудет. Ты что, Чингиза послушал? Тебя, подожди, не вклинивайтесь, пожалуйста. Тебя вначале не было слышно. Вот ты сейчас сделал утверждение, у тебя есть идеальный шанс, потому что здесь на публику, на 400 с лишним человек ты это заявление сделал. Это будет выложено в Ютубе, это многие люди услышат. Ты можешь меня вот сейчас реально опозорить? Она была официально твоей женой, которую вы женились, да? Полностью исламским соблюдением всех исламских норм и штелей. Да, вот те 4 пункта, которые я тебе обозначил, условия за действительности брака, все эти 4 условия были соблюдены, совершенно верно. Но ты знаешь, что можешь сделать? Ты сейчас сделал утверждение, что... Имена свидетелей просто можешь сказать? Серьезно? То есть ты считаешь, что я сейчас тебе в свет назову имена, которые потом можно будет использовать? А почему ты скрываешь свою свадьбу? Я не скрываю. Товарищ майор, ты о чем? Чего ты взял, что? А как я ее могу скрывать, если об этом уже знают все? Пусть даже не по моей воле. Ты знаешь, что ты... Просто кто знает, что это твоя жена? Да сейчас уже весь мир после известных событий. Спецоперация «Позитив». Мы знаем, как вы эту спецоперацию «Позитив» провернули, как шведские власти наглую заставили выдать тебе убежище. Вот это твой брат Шмаков спецоперацию замутил. Мы можем уйти от беспонтовой темы, которая вообще... Я хотел бы к тебе вопрос, Аблад. Обязательным условием является именно жена, вот эта девушка, которая выходит замуж. Она должна быть мусульманкой, и тот, кто женится. Уже говорили, она не должна быть мусульманкой. Зачем сейчас спокойно? Давай другую тему сейчас начнем. У меня к тебе вопрос есть. У меня к тебе есть вопрос. Ты сказал, что ты живешь в Европе, и ты как бы демократ, ты за демократию. Ты
дальше планируешь жить в Европе, или у тебя есть представление Чечни прекрасного будущего? И если да, то... Демократическое государство 1992 года, Конституция, все демократические законы, только вот прямо вот четкие законы, которые изложены, что даже про религию, там, 43 статье, любой человек, гражданин, имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Это как в любой демократической стране, как ты, например, в Германии живешь, вот там тоже как бы то же самое. другие законы, которые в этой Конституции есть, то, что основной религией Чеченской Республики Ичкерия является ислам. Это эдиговская подлога, это Эдигову несколько пожизненно. Окей, ну ты ему потом дашь их, хорошо? А тут еще говорят, что как раз ты как раз в той сфере работал. Тогда у меня следующий вопрос к тебе. Просто это тоже интересная тема, с вами это часто проговаривать. Твое мнение тоже интересно. То есть ты признаешь Конституцию Чеченской Республики Ичкерия, правильно? 1992 года без каких-либо подлогов, изменений, основополагающих статей, что сделал. Это просто посягательство на государственный строй. Окей, так, вот, давай-ка вот здесь остановимся. Кто посягнул на государственный строй? Эдигов? Эдигов, Сулейманов, Закаев, который сбежал тоже всему миру кафиром, объявил. Подожди, при чем тут Закаев? Закаев что, в Конституцию изменения вносил, что ли? Закаев полностью то, что хотят услышать русские, чтобы он говорил. Вот у тебя образование озвучивает, что мы у нас государственная религия ислам. Именно то, что русским нужно. Подождите, сенсей. Просто я не понимаю, конечно, уровень у тебя образования очень высокий. Ты говоришь, что это нарушение как бы конституционного строя, выход против конституционного строя, то есть поправки в Конституцию. На основании чего это выход против конституционного строя? Почему ты так решил? Это просто твое мнение или ты опираешься на... Основополагающие статьи Конституции не имеет никто менять, кроме референдума. Граждане вот эти все решают, собираются и решают основополагающие статьи Конституции. Ни один человек не... Стоп, подождите, сенсей, подождите секунду. Ну дайте мне довести, я вам дам слово. Дайте секунду. А почему нужно проводить этот референдум? С чего ты это взял? Почему? Ты сегодня сможешь в Германии? Я не в Германии. Мы с тобой сейчас говорим за Чеченскую Республику Ичкерию и Конституцию Чеченской Республики. Кто имеет право, кому даны права менять основополагающие статьи Конституции? Прочитай ко мне. Кто имеет право? Те же люди, которые принимали Конституцию. Прямо из Конституции чеченского народа. Ни один не имеет. Даже президент. Да? Вот народ только может проголосовать, сделать референдум. То есть это просто тебе так хочется, правильно? Вот ты так видишь, ты художник. Это прописано в Конституции Чеченской Республики. Как это там прописано? Да. Эту Конституцию, что народ писал? У меня вопрос к тебе сейчас. Где это прописано? Кем это регламентировано? Это прописано в Конституции Чеченской Республики Ичкерия, что основополагающие статьи Конституции имеет право решать, заменить только народ, сделав референдум. А принимал их тоже народ? Подожди. Да, назови статью. Слышь, вы же за шариатское правление. Не уходи. Куда вышла? Просто, знаешь, интересно, что... Подожди. Вы же говорите, что наш народ хочет шариат. Подожди. Знаешь, просто сейчас интересно, ты делаешь утверждения и не можешь их подкрепить словами. Вот я же... Заходишь в Конституцию, читаешь. Подожди, просто знаешь, вот твоя логика и логика твоего шейха, да, который ваш главный как бы идол, в том, что вы белые люди. Подожди, послушай. Ты вот белый человек, такой цивилизованный. Я мусульманин, по-твоему, бедуин, который ничего не знает.
Ну вот в этом разговоре, понимаешь, Какой не ты... мусульманин, 6 Подожди, аятов, послушай, хадисы ну вот пророка знаешь, тебя просто отрезвись. это же, ну просто, ты же просто сам себя закапываешь. Почему ты настолько не подготовлен к этой беседе? Почему ты даже не знаешь, что ты хочешь? Почему ты не можешь отстоять? О какой государственности, о какой демократической Чечне ты говоришь, если ты даже ту конституцию, за которую ты сам говоришь, она и наша конституция, 91 год, ты ее даже ни разу же не открывал, я это знаю. Я тебя сожру по этой конституции, понимаешь? Я и 5 тебя съем в этой конституции. Ты ее ни разу в своей жизни не открывал. Ты даже не знаешь, как она принималась. Просто приведи мне статью. Скажи мне, кто принял эту конституцию. Куда делись основополагающие статьи из Конституции? Кто им давал право Кто убирать давал оттуда право их? принимать эту конституцию? Кто давал право принял ее? Кто вписывать эту конституцию? государственная религия ислам? Светское государство, кто давал право туда вписывать государственную Народ религию дал, ислам? народ уполномочил депутатов. Народ, кто спрашивал народ? А народ никто, когда эту конституцию принимали, тоже не спрашивал. Почему ты тогда не возмущаешься? Выборы были, демократический строй. Какие выборы? Какие выборы были? Какие выборы? Какие выборы? Кто выбирал Дудаева? Кто выбирал Масхадова? Подожди, а при чем тут Конституция и выборы президента? Кабардеши, у нас нить теряется. Шдухдарыш, вас надо модерировать, потому что вы сами не можете привести этот разговор, довести до конца. Вот он говорит, что для того, чтобы сменить какие-то там, внести изменения в Конституцию, нужно провести референдум. Теперь надо, чтобы он это... Мы соглашаемся с этим утверждением? Давай вот так вопрос. Мы с этим утверждением соглашаемся? Мама, ты соглашаешься? Нет. Хорошо. Мне нужно... Значит, что мы должны ему сказать? Значит, мы должны ему сказать, приведи, пожалуйста, статью, которая регламентирует проведение вот этого референдума. Заходим в Конституцию Чеченской Республики без подмен и подлогов, которые сделали преступным методом, идигов, который преступным методом собрал. Послушай, я не хочу твои лозунги слушать. Конкретно статья, которая регламентирует, что для внесения изменений, поправок в Конституцию нужно провести референдум. Можешь назвать, чтобы мы ее прямо сейчас открыли и почитали? 5 глава, основополагающие пункты, вообще исчезла. Там прямо записано, что основополагающие статьи Конституции не имеет права менять никто. Вот это еще исчез пункт, где указывается, что это демократическое светское государство. Туда написано государственная религия ислам. 43-я статья исчезла, которую я прочитал. Но ты же говоришь, что она... Который прямо указывается. Подожди-ка. Мы не говорим про то, что исчезло. Ты же эти поправки не принимаешь, поэтому мы правила игры берем. Окей. Оставь то, что исчезло, вот это все в том оригинальном виде, в 92-го года, Конституцию. Вот в ней назови нам эти статьи, статья, которая гласит, что если вы хотите меня исправить, говорит Конституция, если вы хотите внести в меня поправку, то вы обязаны провести референдум. Назови такую статью. Уже резина, до того буксует он. Ты приведешь статью, если ты не приводишь, то я аргументирую тебе на основании Конституции 91-го года. Подождите, он что-то пропал он отсюда. Сейчас, подождите минуту. Это была выставитейшая 92-го года Конституция, да, выставитейшая. Даже если провести референдум, эти же пролетят как фанера над Парижем. То есть, если всенародные референдумы среди чеченцев провести, что ислам является основополагающей религией, все основано. Референдум провести, демократическим образом, референдум провести, ахар вылетит, надо полностью. Короче, его здесь нет, я сделаю предположение о нем, что он, наверное, пошел искать эту статью, наверное, ему нужно немножко время, чтобы ее найти. А вот он появился. Он появился. Демократический
Послушай мой Демократический вопрос строй, сначала. да, я лахвайн Он слышал. слина, гуат, хапиру, кварти, охорюк, это чуа болча. Это Адвитан, Подожди-ка, отвлекайся. Хайдин дол хастеран жоплон. агаз, Ответь на вопрос. ислам, подожди-ка, я вопрос Амир, опять что тебе твой? пошлю. Мы с тобой должны довести до конца, а не просто здесь вести полемику. Ответь на вопрос, какая статья запрещает выносить поправки в Конституцию без проведения референдума? Не в измененной, а вот в самой оригинальной версии. сейчас завожу вакант, подожди. Так, Конституция. Ахмат Сила, шеф, чемпион. Ничего себе. PDF файла. Конституция ЧР 1990 года. Вот. Заходим. Минуту. Там удивительно, знаете, что? Сейчас на экран выводим. Не надо на экран выводить, просто зачитай. Как скажи. не надо? Скажи просто номер и зачитай. Надо, свобода. Так. Да, зачитай просто статью. И скажи, какая статья обязательно. Так, заходим. Саламу алейкум. Алейкум ассалам. Ярнаус, Махай Шухайдо, Халиф, это под ником Халиф, он участвует в этом радиомарше чате постоянно. Да. Подождите, освободилась. Это, в смысле, тот, который оскорблял, что ли? Да, это Набил. Да, и он. Тумсо, до сих пор не понял. Сюда тагиац бахагон, он просто сейчас более цивилизованно пришел. Если он цивилизованно говорит, то оставьте его, но Подожди, это не тот, я не говорю про того, кто меня оскорблял, я имею в виду, который там оскорблял Аллаха, посланника, это не он? Да. Они все оскорбляют. Не, сам делаешь. Именно Ернаус, твой самый биогон. Он говорил, что Аллах на букву П вышел бахагон, Ернаус. Это ж молодцы еще полчаса назад. Я же об этом Это точно? Это да, 100%. И он, халиф Богона. Его голос очень легко узнать. Его не спутаешь ни с кем. Его речь, его говор. Аллах, Если это он, тогда Дейл Мостаху из Бионок, он здесь говорить не будет. Это не он. Он, Сабрде, Ивушина. Халиф всех мусликов бяха глушены, да, в этом радиомарше. Самый Бионаус, он вер. Я еще полчаса назад об этом говорил. Инзери, Чамбоч, соглашен Ернаус. С первых слов это было понятно, просто я не понимаю, зачем это. Не, я, знаете, я по поводу того, что он сказал, хочу просто сказать, типа, если шариат установится, короче, тебе будет плохо. Я хочу сказать... Свободница, минута. Саламу алейкум. Хуярис Тумсу. Я хочу коясын удалить твойтен и на Ост-Уиз. Это тот человек, которого Амирхан просил удалить. Во всяком случае, если это он, то понятно, почему Амирхан просил удалить. Просто этого еще обвиняют в том, что он бывший мент. Пазл понемножку собирается. Я купил, что перебил. Я хочу сказать по поводу того, что он сказал, если шариат установится там или здесь, без разницы, будь то в Чечне или в других местах. Шариат существовало почти 10 веков на территории от Испании до Китая, и люди жили прекрасно. Те же раввины, иудейские, писали, что они живут прекрасно именно при халифах. Те же христиане, копты или будто в Сирии или в других местах, они бежали с Византийской империи, где их преследовали. Именно в халифат бежали, прекрасно жили.
Чего ты довод приводишь вот эти дешевые, вот эти дешманские, вот эти ваши легенды, которые у вас там крутятся в вашем сортире? Мир прекрасно знает, как прекрасно. Станислав, пожалуйста, абонент, минуту, экскурс, историю оставим, но я хочу один момент определить. Смотрите, я готов с этими людьми дискутировать и по поводу ислама, и по поводу наших обычаев, традиций, и конституции, там все что угодно, вообще проблем нет. Но вы сами, вот вы исламофобы, должны один момент понимать. После каких-то высказываний, оскорблений в адрес религии, в адрес Аллаха, в адрес его посланников, да благословит Аллах и приветствует. То есть любые вот такие оскорбления закрывают вам дверь для того, чтобы мы могли с вами вести диалог. То есть после этого никаких споров, ничего быть не может. Поэтому я не знал, что это тот человек. Вот сейчас несколько написали, засвидетельствовали, что это он. А он допустил очень жесткие оскорбления. После этих оскорблений с ним вообще никаких разговоров быть не может. Поэтому я дальше его не включаю. Дальше мы здесь с ним не разговариваем. Если бы я заранее до этого понял, что это он, мы бы и столько с ним здесь не проговорили. Это для вас. Если вы хотите, вот вы, товарищи исламофобы, если вы хотите вести эти споры, если вы надеетесь, что в этих спорах вы можете кого-то, допустим, сбить, что вы сможете выглядеть хорошо в этом споре, победить там как-то аргументами своими, то для себя сами же оставляете это место. Поэтому сейчас тебя мы не включим. Можешь сюда присылать других, кто не допустил оскорблений из своих уст. С такими людьми мы здесь готовы подискутировать. Для тебя сюда дорога закрыта. Так все, кто в этом ЧДП находятся, они все оскорбляют ислам и поддерживают. Абу Ибрахим. Да. Ассаламу алейкум. И вот этот, ты как-то рассказывал про тот Никархон, Нюхакархо Вац. Вот он же, он лидер вот этого вот ЧДП, канал, это он все ведет. И этот халиф, у него там второй человек, в принципе, он там постоянно сидит и немеренные оскорбления выкладывает, выговаривает. Вот он, вот этот Никархо, Нюхакархо, и этот Аслан Арцуев, это Цато Бимуатсон, они все как бы на одной теме. Нет, Арцуев не из них. Арцуев, насколько я знаю, не входит в их тусовку. Но он не из них, но у них дружеские отношения, насколько я понимаю. Я, знаете, хотел бы добить коротко эту тему, которую мы вели, просто потому что человек тут говорил насчет Конституции, что в Конституции указано, что только референдумом можно менять законы. Давайте я вам просто зачту из раздела 3 Конституции ЧРИ. Это система государственной власти и управления. Есть 62-я статья, и в ней указано: парламент Чеченской Республики правомочен принять к своему рассмотрению и решить любой вопрос. К исключительному ведению парламента Чеченской Республики относится принятие Конституции Чеченской Республики, внесение в нее изменений и дополнений. Дальше я уже эту статью не буду зачитывать, потому что там дальше определение внутренней политики и так далее. Это как бы уже не относится к теме. В целом, что еще хочется добавить? В основном во всех странах этого мира, Запада, которые он еще педалировал на Германию, да и Швецию, нет разницы, везде вносит изменения в Конституцию парламент. Даже в той же России Государственная Дума вносит изменения в Конституцию. То есть всегда изменения, они вносятся именно парламентом. В основном. Может быть, есть какие-то государства, где не так. Но в основном эта система работает так. И у нас это было точно так же. И принималась эта Конституция парламентом. Соответственно, без какого-либо референдума. И изменения в дальнейшем в нее носил тот же самый парламент. И позиция этих людей касательно того, что какие-то там изменения в эту Конституцию внесены якобы против конституционного строя, они незаконны, они не имеют под собой никакого основания. И если эти люди говорят, что это незаконно, они могут сказать: да, мы не согласны с этой поправкой, мы бы не хотели, чтобы эта поправка там была. Но они не могут сказать, что этой поправки там нет. Она есть, она прошла, и она совершенно законно находится в этой Конституции. То есть они не могут сказать, что она
там незаконно. Они просто могут не согласиться с этой поправкой. И если же они говорят, что это незаконно, то получается, они вообще ставят под сомнение всю основу нашей государственности. То есть наше государство было образовано, в 91 году приняли эту конституцию, в 91-м, правильно я сказал, Том, что в 92-м? 92-м. 92-м, да, вот. В 92-м эту конституцию приняли, и в 92-м году ее принимали без референдума. То есть, если у вас условием является референдум, то вы сегодня должны сказать, что вообще нету такого государства Чеченская Республика Ичкерия. И тогда вы говорите то же самое, что говорит Россия. Вы, значит, полностью поддерживаете ту подачу, ту политическую позицию, которую заявляет Россия, что вот это все незаконно. Соответственно, Россия говорит то же самое. Россия вот как раз-таки утверждает, что она провела референдум в Чеченской Республике, и мы все народом пошли и проголосовали за Ахмада Кадырова. Вот как раз-таки тот ваш референдум, о котором вы так говорите, вот Россия нам его и преподносит. Так что, друзья, вы определитесь, на какой вы стороне и о чем вы вообще говорите. Sherzod, Чеча, Кадыра, Винцернум, Шедоша, Олицер, Сандуа, Цаол. Севни, Аллах, хан Лю, Ушпай Моран, Массан, Лю, Кадыра, ван, Лицаба. Саумер, я там, когда этот Куросава еще зашел, там месяц-два назад, я до этого момента вообще бубацар. И я начал так просто слушать. И они вот день и ночь они поливают ислам, Ичкерию. Вот Ичкерия хан, независимость. А вот то, что вот с 2000 года по 2025 год, 25 лет, то, что сейчас там в Чечне происходит, ни слова. Цадорсаол, ни слова. Как будто у этих 25 лет вообще их и нету. Все претензии. Ичкерия, ислам, ваххабисты. Ичкерия, ислам, ваххабисты. Сабрия. Цехезах, цадорш цехезах, меча агайта. والله دوب كديرو اتن بساكيو بوتين مولو مелдек дүйш докточу шундайта. И, короче, дальше едем. И у них вот это. Да там, кроме оскорбления религии, они особо ничего вообще вот не говорят. Все претензии, вот Ичкерия, ислам. Туча оскорбление сейчас это уалчу чудич. قدين دوس بش وقت شو بولج وصل أو نانسي تدسي تي قيش وطخن ديش لكله هون قطع ولا خدتش وين تركنا ترش وين ملو نقش ترش دايا نا عربو ترش تركش وزي ها خيك دات أو ها طخن خيك دات دي المدات بوش نقان لم از ات حق أنت وزي وخن اتشتلا وزي تنك هنالنا يشخجات أدوه دويتشدك وديني أواحي شدين دليلو مليل دي بوش دات نو ويدك ويغلطشي ويعيدك باقويسن مليل باقوي ويدك حمد داق ملوك Там прямая связь получается, да? Антон, Арбот, Этилинчулт, через 2 поколения уже сейчас ложь. ما تركيشو شوية خزاتو ترش تركيزو. Дикно матах аларам шадар, но и тильч неизбежно сейчас лорд и должен. Ну, асхик дук, он эцеги соседний Дагестане, Магомед. А мухуль что, через сколько поколений примерно, а прогноз будет, через сколько поколений? Если иш дадыды, хак энткант уже дагдуклас. Халмуду хайон, а сенс мысл дал он. Але мы что-то забылись, перешли на чеченский, давай на русский обратно вернемся. Он говорит, что сегодня, если мы даем имена арабские, то через 2 поколения, то дети моих детей уже там женятся на своих двоюродных сестрах. Но у нас обратный пример. Мой
Отец моего отца, его отец, то есть получается третий, да, отец, это Абдурахман, раб милостивого, арабское имя у него было. От него у нас фамилия идет, Абдурахманова. Его сын, мой дед, мой деда, был Абдул-Маджид, тоже арабское имя. Его сын, вот в его теории, получается, тоже должен был иметь арабское имя и должен был уже жениться на своей двоюродной сестре. Я должен был получиться от брака между двоюродными. Томсо, Подожди. не так, Но получилось, знаете как? Подожди, Степанова. Но получилось так, что мой отец уже имел чеченское чистое имя, Умелт, и женился не на двоюродной сестре. А вот смотрите, как с его сыновьями получилось. Это чисто чеченский царь. Среди нас есть я, например, чисто чеченское имя, а есть вот мой младший брат Мухаммад, чисто арабское имя пророка Мухаммада. И опять-таки у нас никто не помышляет даже женитьбой на двоюродных сестрах. У меня дети имеют арабские имена, их дети, возможно, будут иметь уже чеченские имена. То есть почему вы вот это вот, откуда у вас это берется? Никогда у нас этого не было, никогда у нас эта проблема не приводила, точнее, это никогда не являлось для нас проблемой, но вы сегодня вот вышли и пытаетесь нас убедить, что в этом есть проблема. Да потому что они сами озабочены. Да, я доскажу. Томсо, раньше... двоюродной сестре. Куросава, сделай что-то с своим микрофоном, тебя вообще... Что там? Подожди. Томсо, вот смотри. Шайх Мансур, это арабский район. Sabıdış, üst kalite işte, hala adreset. Алян Томсо, например, 25 лет тому назад война, один модер дойш, вообще кезгнах, очень мало знали. Даже он с газеты арабское слово увидел, сразу это вырезали и ложили там на полку, короче. Не знали религию как есть. А сегодня, когда уже интернет, все это появилось, доступ появился, и начали интересоваться, там очень много, что не соответствует с нашим из-за этого и сейчас это началось. Вот точно так же и первую войну, вторую войну они затащили именно из-за этой религии, нас разъединили и сделали вот это, объявили этот шариат, хотя они вообще не знают, что такое смысл. Кого разъединили? Давно пшусо. Собри, хозяин, все нормально, не обращай внимания. Мы говорим, как есть. Но сегодня же... Абдурашид, подожди минутку. Я не понял, к чему это. Вроде бы мы говорили про арабские имена и браки между двоюродными, которые приведут неизбежно нас к бракам между двоюродными, но мы теперь перешли к тому, что... Причем между этими связи никакой нет. Куросава, минуту, подожди. Между двумя этими темами нет никакой связи. Куросава, минуту, подожди. Ты теперь говоришь, что у нас раньше не было тех, кто хорошо понимал ислам, теперь они появились, и что-то там выяснилось, что что-то не соответствует. Если выяснилось, значит, надо просто привести это. Вот из-за этого, что вот то, что можно жениться на двоюродной сестре, это так сунна. Это всегда у нас знали. Это не сунна. Подожди, кто говорит, это сунна? Мы это уже обсудили. Это вопрос мубах, дозволенности. Это не сунна. Это не знали у нас. Ну и не запрет же, правильно? Да, это не запрещено. Это вопрос, просто можно. Хушем. И все? Можно? У нас полно как бы моментов, у них которые постоянно можно. эта проблема. Подожди, щечаля, хушсах лабо, сцхенахам, плабол. Говоришь хилла, да, я Давайте, подождите, сразу компромисс. У вас вот ваши не знали, наши знали. Давайте так скажем. Вот вы были более невежественными, наши были более продвинутыми, знали. Плюс-минус Санхенру, плюс-минус они были ровесниками, я полагаю.
И вот, когда я это своему отцу сказал, это был 2004-2005 год, по-моему, Элч. Ну окей, я же, ну сказал же, зачем ты слово это проговариваешь, Подожди, Курасава? Ну все, сейчас. компромисс, Я и компромисс, таких, Ладуга. Твой не знал отец, мой знал. Все, компромисс же. и таких были тысячи И алгерцев. А было тысячи Сейдыш тех, кто вообще не знали. слушали о Компромисс. таком. Если твой Ну, отец не знал, это же не значит, что все теперь не должны знать. Ты согласен с этим? ну ты прекрасно знаешь, что из Дукболчан большая часть об этом никогда Да, дух не молчан, слышала. смотри, Из Вахабиз это Нью, если ты хочешь сказать, Вахабиз Чудеандуи так, больше. придется тебя тоже выключать и включать. Если ты хочешь сказать, что об этом узнали в 90-х в целом народ, то ты лжешь. Нет, у нас это знали. И у нас как это могли не знать, если у нас буквально под боком в Дагестане это практиковалось? Как мы могли это не знать? Что вы такое говорите? У нас это всегда знали, просто Так, а не вывод какой? практиковали. А вывод какой? Дальше не знать, типа, надо или что? Да, вот это тоже интересный момент. Что нам теперь дальше это не знать? Собердеш. Аба, павоква, маухери цухена, накадне умш. والله Форматироваться سون надо به всем. شانم تخیر سون به شانم تخیر Адрашид, хати мою арбуайц, хо проблем Да, я как раз вообще. только это хотел спросить. سچ قچ یازی نگیوس بقالت نخچیو نو Хуйу اسبوع хацин бнофо цихуйу حيبقلو али шуя. حيبقلو Ай ده нофчити ала хай халдеца. كير يقصتي تمام ديك دو كيريو أو حاجة ده بيرو تمتع دين خلي دين وشده نيبو ساكور بيشوا بيرو تمتع دين دا ترون ديوك سيجا ده نيزي تل سمسكريوش أباقس أهم سبا إبانا شده أندر باق توام شو بيدين بان حاجة شده أندر سابردل إيه توام بان شاغ دل ها بيدين Везде إشوا ها пиздят, خيتي ولا ها لا كورسا بيشوا بيرو Подождите, بيدين подождите минуту, Сабадыш, у нас полемик не случилых у нас. بيرو Подожди, я на правах там модератора все-таки буду вас останавливать. Скажи, вот вы двое, Курасава и Адрашид, вы пытаетесь все-таки там навязать, что вот у нас этого не знали. У нас под боком не было Дагестана, где эти браки практиковались между двоюродными, где брат мог умереть, и его брат брал его жену, оставшуюся, вот, сноху себе Да, в это жены. было, я согласен. Тогда почему вы говорите, что у нас это вот прям для нас новостью это стало? Да, потому что мы считали, это их какая-то местечковая традиция. Может быть, вы вот конкретно هذا считаете? именно وای просто Але пик как, ам до але как цига так, хи але разниц нет. свою хайшун войны Дагестане юка. Цига зудиалош хайна, например, кök хатлоти оли дахути шей нормально, свайп дахоц индас, away that is халга цахила хинца that. В этом плане قيق ام دو قيتش وتصندي وتسير يشتغل شبوف معينة ويقيتوا إيش مدى تدينش Адрашид, Курасава, это было известно спокон веков, и дин чуденж, дуиндаху ушумна штаруш, коммунистический замелшан, забвение хиварахдуи, деда шай, дешай, в забвение халки ирадуи, цеха бахар, низ дачун, халдол поколение, хуш дашун, может он прекрасно. На русском говорите. Да, я имею в виду, что предыдущие поколения, вот, за исключением вот этого времени... Я еще один момент скажу. Вот они говорят, это не знали, что это было новое. Но, допустим, у нас в семье, там, все, кто в селах, кого я знал, все знали, что Али, радиллаху анху, которого у нас почему-то называли Турпал Айл, и продолжают даже так называть, все знали, что он был женат на дочери пророка, что он был его двоюродным Я об братом. этом узнал, когда мне было лет 26-27. Поэтому я Видишь, говорю, это как раз ваша такая местечковая, вот ваша семейная история, вы не интересовались, там, может, были... Ну, я как раз-таки, слишком отречены.
И так и Куросава, я поэтому говорю, что раньше это было известно. Просто вот этот отрезок времени забвения, вот это деды, Казахстан, высылки, вот все вот это вот как бы смешалось, Вы, а до этого все так, я не прекрасно знали принимаю это. ваши Все доводы, что ваше слово против моего прямоцелуцинок. А ты твой так и тему. Я это не Ну, принимаю. послушай, Хезишон, ходу гайшун, идин Ажан, вика минохчи чуахилду просто коммунист хабехкан, дадехкан, и коммунист шейн, идин шейгар дадехкан, шейн навизат, иногда точнее шей дейшан, из распространять, деш защищать, деш вокшусан болнах. Бу это Цадех, то есть то, что у нас традиция было, Белды мы адехнак у нас виками в нохчи горах чуабусул есть бин хилду, башни это 100 до лет сих назад пор. хабехкан, это коммунист, бусул керсдин полностью дадехкан, мажуаш даеш, тиот юбкшай, андой дахуаттин, вайц ахуаттин, дар и 90-х вайнт, хачубалл, вайдать сос чажаки, цагаджик, гордон. ويتصح دائما اشتيوت يبكشيان مش داعي خيرت ليلا غير شوية всю жизнь ويتصح زود بيش تسخي ولون كمونيش حابك عين история عمي كمونيش حابك كان يدين دادي كان إيش تحسن بول نخبت прошивки نشون هنسا مت شو هنسا مت سباكن شو إذا обычно خلا خلا خلنا ну говорю иду شو уже قال هم سخر هندوسا سنديزون دو Тон прошивки на коммунист, тхон ямагачиш и прошивки. Интернет тучу дал разные мнения, шиша лотрик, кандиза, ажа лотрик. Адела, не выводи этот разговор на конфликт. Сбавь оборот. Конфликт, моя цель просто пропаганда. Нормально, Сети кайдан, сам да, прошивки не бах коммунист, свечах кайдан, сети. Где я оскорбил тебя? Короче, какие выводы? Я прошу сбавить обороты, Аджимал, давайте. Вот кто-то озвучивает мнение. Не, давайте на русском скажем тогда. Коммунисты пришли где-то 80-90 лет назад. Они не только у мусульман, у христиан, у всех забрали религии, там тысячами церквей, мечетями там разбили и полностью этот свой атеизм распространили. Вот эти люди, Куросава, этот другой Ад-Рашид, то, что они сейчас распространяют, это то, что им, точнее не им, а им дедушкам, там, не знаю, отцам внушили коммунисты, они это сейчас распространяют и пытаются нам объяснить, что у нас всегда так было. Не было у нас всегда так. Подождите. Подождите, все. Давайте теперь. Тумсо, тебя плохо слышно. Кого? Меня плохо слышно? Да. Тумсо. Хозяин, Тумсо. Ты далеко. На русском языке. هر قطوع خیلی گویا شین سال دیسکوتیره است دینه گویس عبدالله علیک چون تیغی چخل شر سعر قوات دیا تیم توبن يقروا توبن تيوقر خل بوصل بدين بيخدش بوصل بدين اسكربلات الشارع قوات سر حقوق شو اسكربي دين دات هر ويسان قميل ديا شو وقميل ديا دو هوكن سو صبدش اخ سي تقدر دايتاسون كذا تبلاك شتبوقي ناو سلام داش ومах общу عملوا قوتشو اتسانكشل يعني не пойму حسن سقو قوتشو احد مالو تبلاك بو قميل كديش سيتي تسقيش ديا دا قميل Давайте договоримся, субханаллах. Давайте договоримся. Сидеть и тахвидвой нормально, уважительном тоне. Кто-то вот высказал, мы отвечаем. Вот так ведем диалог. Дайте мне сказать слово относительно всего этого, изолируя. Я бы хотел вернуться к обсуждению чего-то, а не просто каких-то лозунгов, которые... Можно мы обсудим что-то, субханаллах? Вот была тема, что арабские имена
приводят нас к браку между двоюродными. Вот мы Не только имена, ответили. их образ жизни, вот Давайте эта теперь дальше. арабизация, она всенепременно приведет вот к их системе ценностей. Ну, Куросава, сколько у нас вопрос. арабских имен, например, 100 или 200 разных мужских арабских имен, вы сможете их чисто чеченскими именами заменить, мне интересно. Я думаю, что не сможете. Знаю, вопрос Вам придется взять психологов какие-то лингвистов. европейские или персидские имена, чтобы их заменить даже, если Вот вы Куросаву, попытаетесь. например, Асланбек зовут, по-моему. Нет, подождите. Да, Смотрите, на протяжении маслабу 5-6 того веков, кого. на протяжении 6-7 веков у нас вот эти арабские имена практикуются в нашем народе. Мы что, стали, как бы сказать, жениться на своих двоюродных сестрах? В чем проблема? Наши герои носили, Да, чушь рассказывают. эти имена арабские. В чем проблема? Нам что? Например, те же арабы воевали с Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, и с его сподвижниками, потому что он тоже менял их традиции, которые не соответствовали исламу. Мы тоже от них избавляемся. Худу куза, именно шуал. Подождите-ка минуту. Куросава, вот ты сказал, ты заявил, что арабизация неизбежно приведет к браку между двоюродными. Давай с тобой определим тогда, что входит в арабизацию. Вот эти арабские имена входят в арабизацию? Прием, Куросава. Что случилось? Почему ты не ответил? Я могу сказать, да, это тоже Он часть обиделся. этого. Так, ну вот тогда я Тумсо. отвечаю на это. Я говорю, да, что у нас уже несколько веков эти имена практикуются, и не привели они нас к свадьбам между двоюродными. Значит, все это... Маала Тумсо. Пятый, кем они были? Мусульманами были. Мадита, гунтита. Были. ويتغن حو ويتغن جوا يسن بعون شقوة تتاع كم были وي как будто вот они люди хилок царь حتى нам еще преподносили حولتك بخن از محمد پیامبر ده سلام خیرتون تکتی بخن تو کلیر اتو نیق بنا باش وين история مثلا دوق جانا وين بصولي موت إلينا ну хорошо я не буду уходить далеко но я что хочу сказать сегодня она идет ускоренно потому что интернет и пропаганда действует сильнее идет. Вы запереживали, да? Да, я тебя кое-что спрошу. عربوت إشهادك إنوخش شاشلالو شتو شوي عربوي حق بيحكن ويزخوتيتن ويأكبير ويتن ويبويش ويجري هيزاش ويتيغيتن أفتماش هيجين تولي شوي ويجوش Войн истедена, между прочим. Ну, я сейчас скажу. Давай, я тебя понял твой вопрос. И что ты войн хамахай? Долго гайска эйдал хаде, ой захватитин, ой 300 чем-то тысяч человек, войн ты шей нахт и хитин. Цервой хиза деш, цервой гайска культур навязайте реч, то школ, что аматушка земля вож, еще шлюкач. Закон герзит, ой захватитин, да и адош. وين تدوش تعوم دو تصندع أو تعاد دوش أوش تعبوال بيش شيء شيء أبسوش ده ديش وما ديش تويشو شين غالوش نه توشو تش مجو تعدوقهم ديناش ديلنا أوتخير دوق كديرو Путин إشت полностью пак могу хочук сон осал алцале Игоршуна осал дагмелдинок да чудышн луцан. Я не это хочу сказать. Сегодняшний вечер, сегодняшняя пропаганда, она идет уже
Халхилага, оказывается, Бусулдица Хилла – это небо и земля, суфизм. И он нас учит. Асад Аливос, дуса Сайламас, дуса Мархат, дуса. Это что? Ну, а зикр, ну, молта, ю. Ну, а уже, я что понять не могу. Подожди-ка минуту. Ты можешь объяснить, вот ты, допустим, против этих арабских имен, потому что они нас арабизируют. Твое предложение какое? Запретить эти имена? Нет, я вообще-то хотел, чтобы каждый... Я тоже дал этих всех своих детей эти имена. Так. Но почему бы нам не восстановить свои? Каждый китаец, японец, милла, они восстанавливают свою историю. Я понял, а конкретно предложение можешь сказать? Да, могу. У меня предложение, кто сегодня, кто молодой, кто женился, он, чтобы давал имена наши чисто чеченские имена. А как это ты имеешь в виду? Ты просто хочешь так призывать или ты говоришь запретить им давать? Не, я призываю дать им. Я призываю. Если ты призываешь в этом, нет, пожалуйста, призывай. Но кто-то другой может же также призывать, давать имена. Ну, это я не могу запретить, естественно. Ну я еще что хочу, хажил, Тумсо. Хати, вон, хайга, нафтит, Тумсо. Асха, действительно, ела. Но, как я говорю, тахан уже, Коран, Аичи, Хадиши, Бухари, Муслими, уж мелдек уже доступно, цигюк, киегу долдачи, цигах, дукуманш, цадокса, азуманш. Это, а вот сегодня так, кегинах, Вайн цадокш, подожди, сразу определи, Вайн цадокш, Вайн где элт идюльшумшам, да, слышишь? Нет, он стилен, да, запрете нам отдаться. Это. А кан хакан сабурне, кан хакан тугаван, кайла расал, хажа кут язин, дуэлы, шичали, чудак да, вигуа. А ишмаэт. Инсел цаяли, шмоина, иштияли это ряск. Дева. Шун здесь, это что ходит, ордует, адеч, шухой сахашун. Хажа, самая стагер всех зависит. Стагер всех зависит, что он из ша. МЛЧО запретить дин далахша ялош, вегуиш, ешичела, ешела, яльон, короче. Прямо расал, чего. Нам нужно понять, что он предлагает. Хорошо, вот ты сейчас это озвучил, у тебя есть вот такие переживания. А какие предложения тогда? Что нам, отказаться от ислама? Чтобы твои страхи о возможной женитьбе между двоюродными через несколько поколений, чтобы их предотвратить, вот эти страхи твои, нам теперь что сделать? От ислама отказаться? Не изучать религию, быть невеждами. Пусть он ответит. Адрашид, ответь, пожалуйста. Ты же должен, помимо осуждения, те люди, которые вас слушают, они же должны какую-то дорожную карту получить. Что нам делать, чтобы вот не прийти к этому? Это так страшно, что у нас там через несколько поколений могут двоюродные пожениться. Что делать, чтобы этого не произошло? Дай нам инструкцию. Надо запретить интернет. Можно я вопрос задам? Вы уже разобрали эту тему насчет женитьбы на двоюродных сестрах. Вы сказали, что это не сунна, но если я полюблю свою сестру, это будет сунна? Если что сделаешь? Если я полюблю свою двоюродную сестру, это же будет сунна? Если ты чеченец, то значит ты больной, если ты полюбил свою... Нет, ты вообще-то по умолчанию ты своих родственников любить должен. Это нормально. Нет, это еще зависит, кто, кем, какие нации. Это мы не говорим за других.
Это именно за нас, я веду... Андрей, подожди, ты не ответил на мой вопрос. Я же тебе задал вопрос, ты проигнорировал. Почему ты не ответил? Не, да, удалил. Я говорю, вот у тебя есть страхи, что через несколько поколений у нас там двоюродные начнут жениться. Тогда вот что ты предлагаешь? Сабарди, что ты предлагаешь, что надо делать, чтобы этого не произошло? Нам от ислама надо отказаться? Нет, зачем? Что делать? Надо Имена всего... Вот смотри, сегодня... Сегодня мы все равно, у нас нету государства, мы разбросаны по всему миру. По всему миру мы разбросаны. Сегодня, когда если еще раз как-то удастся, чтобы восстановить наше государство, там уже запрет дать. Конституция это, что бы это ни было, запрет. Только это... Ну а как? Так, Подожди, сегодня... Я так и думал, Подожди. У нас неизвестно, когда будет государство, а люди рождаются сегодня. У нас эта опасность, она уже есть сейчас. Ты меня убедил в этом. Да, есть. Что мне сделать, скажи, чтобы мои потомки... Призывать. У нас другой мир. Это же и так у нас делается. Ты ничего нового тогда не предлагаешь? То есть ты это все говорил просто, чтобы предложить нам призывать не жениться на двоюродных? Что мы и так делали всегда? Нахче. Адрашид, ты много случаев знаешь в Чечне, когда это двоюродные женились? Нет, он сейчас не знает, нету, он говорит, сегодня нету, еще нету. Ну, имена... Я правильно понимаю, что у тебя предложение... Адрашид, иди мой, сялхан ты что Сабардаиш, дайте мне с ним закончить, бисмилля. Адрашид, в общем, в итоге весь твой призыв, он закончился тем, что ты ничего нового не предлагаешь, правильно? Я предлагаю, чтобы мы пришли к своему вайделяктыш, вайрылкш, вайэдал, вайдакхаит. И что даст твой вайдэлахтыш, вайрылкш, адыш, мы разве и так... Да, солнцемелок, Аллах, иншаллах, бож, эздук. Короче, все понятно. Даже Папуа, Индонезия. Подожди. Получается, все-таки от ислама надо отказаться, правильно? Если это отсунах выртен дала, да? Делах, ислам, ты дала, делах. Отсунда был давах, чур гучу. Подожди, не отвлекайся ни на кого. Так получается, ты просто сразу побоялся это сказать, да? Ты призываешь нас отказаться от ислама, всех христианцев, правильно? Да, не все к этому призывают. Подожди, Пергман, подожди. Дай он это озвучит. Просто по-хитрому. Типа. Адрашид, скажи, нам нужно отказаться от ислама, правильно? Таведи, волшу, что? Совет десо кузау. Хотахан цаайти цаадиси. Признать, да, ты? Уже бусобу шуацак. Да, все верно. Лицемерие, он лило, что это. Зачем нам это Ты надо? не отвечаешь на вопрос. Дайте надуа. Я тебя не буду, я тебя буду выключать. Если ты не ведешь диалог. Да он уже вел. Я тебя еще раз спрашиваю. Правильно ли, чтобы для того, чтобы избежать брака между двоюродными в будущем, нам сегодня надо срочно отказаться от ислама? Шан цаля отказаться, Мадин навязывает ишляцас. Кто тебе навязывает? Он сам навязывает, я что? А тебе кто-то приходит? Вот чур арвел, кварт бахкач, мау коза, мелок сонам цадиз обособлен, он бадок деза.
Ой, хон и بس дизелит, хозяин, хон и дизелит, хавар хида вахар. Причем тут хон и диз так сидит? Ну أتذكر тхун диз, история تصير منلو почему ты за история нас? حقيقي. Послушай, он из садиз, да ради бога. Но и тхун диз, почему ты тогда приходишь и пытаешься нам навязать вот это хайн садизер? Ну садиз хон, таких как ты миллиарды в этом мире, ну что поделаешь? حون هنديز حقي هو Ай, قيتينا قوة. Тумсо, Хон изначально кытинах, гушварди, Рустам. Нет, соборница, чем Да, ты конечно. он сходу кытинах, мохыл, предки шкибеш. соборница, все кытинах, мохыл, тхада бусулбхалич, цунда бусулбхалич, цунда бусулбхалич, сайдайш, лелиндол, сай бусулб динт аухсо, а хоть и идут, хаук наоборот, хада 100% бусулбхала, хауасно, аде цинах, то на хадице. 15 поколений. Это что за довод такой был? Да и в принципе это садей, и элдат из дом. Тан, сон диск и бусулб дин, вот я его люблю. Все тогда, и такие же, и нохчи комана дис, мой народ его любит. Мой народ ради этой религии кровь проливает. Из-за того, что он ради этой религии кровь проливал, весь мир о нас узнал только из-за этого. Поэтому, любим мы это. Вы не любите, да пожалуйста, там, я не знаю, где-то собирайтесь в кружки, называйте своих детей чисто чеченскими именами, там, рассказывайте им, что они не мусульмане, а воспитывайте их в каких-то, я не знаю, традициях. Это ваши проблемы, мы же вам ничего не навязываем. Почему вы нам это навязываете? Кира, Леча, Хоза, Бохшбая. Потому что... Дин... Бяхму глаз. Дин диши, цадиши, حقيقة ما حقيقة сразу خوش خلوش لا تخونا أخبو جيمال критиковать деш дин يخاص توش دوي قمع حما خيزي сразу قيتر صور تاريعوي Лицемерие, лицемерие. تيشي цатиши خيو ما تخو وصول ستاب Им постоянно напоминают именно... полностью чахуй. Хаза, герои твоего народа были на исламе и возвышали имя Всевышнего. Если им нужен был секуляризм, они договорились с царской Россией. Они договорились. Я говорю о твоих предках. Я говорю о наших героях чеченских. Кто у тебя в героях твоего народа? Мансуру, Бойсхару, масала. И бусу блин да дехкач многче истории правители Оказывается, да, вы эти дикариш хилак, да. Ну, дица, ажа Мансур бусул. Шейх Мансур бусул, Байсан Буру бусул. А бусул коч, бусул правители не бусул, блин, даешься хила. Давай на русский язык перейдем. Короче, Давай. История, по которой они живут. Подождите-ка, мы же вроде бы пришли... здесь Марко. Мы разве не пришли... Я не понял, мы разве не пришли к компромиссу, что вы нам не навязываете, мы вам не навязываем? О чем мы дальше здесь спорим? Чехсадаллайс. На русском языке главное. Давайте продолжать. Да, чек дала еще на сонам лер серновый нахчедек алсмо дичит куча. Томсо. Построено на исламе. Шорелсон, адекел бишдек алёвю. Адраши, наша история чеченская, которая нам известна, по крайней мере, она не тесно, она полностью переплетена с исламом. Ислам это хайол, чувая история. А шум цаёзущел историю, юица маца унфан хил. Это аж, шейх уицу вера, что выдумывать ешь, сказка, что скармливать ешь. Расскажи доисламскую историю Чечни, хоть что-нибудь, одного правителя. Назови одного хоть правителя, можешь назвать доисламской Чечни? Подождите.
Ты захватывали, не можешь знать Дал такой говорит, чеченский зачитаю. патриот и не знаешь свою историю, Видишь, что он ли? освобождаешь на секунду. Адрашет, вот смотри, ты говоришь, вот что, доля, хажиш там, зайдите, посмотрите, выучите. Ты нам хочешь дать такой ясный, хороший путь, который, по твоему мнению, будет лучше ислама, но ты не знаешь его. То есть ты сам не знаешь эту историю, и когда мы тебя спрашиваем, ну приведи нам эту историю, где ты нам говоришь, ну зайдите там, почитайте. Так о чем ты говоришь, что у тебя нету даже своего, какой-то своей основы. Шабур дела, Мухаммад. Есть у меня эти чувства, как зашла ислам на Кавказ. А что я здесь? И что я найду? И вот увидишь, сейчас я Махамда, что более. Нет, ну я увижу, как пришел. Это арбула цель историк. Что Хагучева он цель лекция, памятник, дикий Вот я говорю, память. у тебя, смотри. Короче, навязали. Ты, секундочку, дайте. Бергман, вот это, Подожди, ты, смотри, Адрашит ты Хакири, говоришь, Ты в подожди, ты натуре говоришь, агрессивный. дайте закончить, братья. Вот ты предлагаешь что-то, ты ставишь свое в противовес, но ты просто воздух гоняешь и ничего на эти весы не ложишь в противовес. Тебе прежде чем сюда зайти и подискутировать на эту тему, тебе нужно подготовиться, понимаешь? Вы все... Да, иштрилля, Мухаммад, Подожди, послушай меня. Смотри, если ты действительно переживаешь за эту нацию, что вот завтра там у нас из-за ислама двоюродные между собой жениться начнут, то если ты такой искренне переживающий, любящий этот народ, то я не знаю, вы там что-нибудь решите, соберитесь в анонимном кружке там атеистов, деистов, я не знаю, как это называется. Ну, вы хотя бы что-то подготовьтесь. Почему одно и то же постоянно? Это неинтересно, когда вы просто говорите, зайди куда-то и посмотри. Ну, ты же ко мне пришел, ты же ко мне с этим пришел и хочешь арабский. Арбо дин маанда его иштана чу более хадиш лахой иш. Адрашит Эрмуала, Хадавун. Хадина Хадавун. Это название. Название, Маэла, Человек застрял в 90-х. Не застрял, не застрял. Абдурашид, смотри, ты не можешь просто показать нам путь. Ты на себя роль пророка такого не надевай. Ты не можешь путь показывать. Что не говорит Арбушин, что всегда давчан, что король Ардушин Бог. Если ты что-то утверждаешь, то есть обосновывай это. А не так, что я это говорю, и вы найдете это, если пойдете вот по такому-то пути. Ты слишком себя переоцениваешь. Поэтому, если ты утверждаешь, пожалуйста, обоснуй это. Скажи, вот он тебе задал вопрос, у тебя есть данные там, вот об одном нашем руководителе до исламской нашей истории, вот что-нибудь можешь предъявить? Ты должен сказать, да, могу, вот такой-то год, вот так-то его звали, вот на таких-то был убеждениях, такие-то были события тогда. Ты вот так должен ответить. А не так, что ты пойдешь вот по этому пути, там повернешь налево и найдешь там ответ на свой вопрос. Он же сказал, что у него всех детей арабскими именами зовут. Пусть это расскажет об этом. Видимо, был, Пусть когда он он назвал так. пьяным был? Сейчас он джахилем, когда был. Я думал, пьяным был, выпившим. Не, просто это интересно. Вот у них же есть родственники, семьи, короче. Они там то ли скрывают свою сущность, то ли, я не знаю, зачем они вот тут сидят в чате, вот это рассказывают, свои эти больные фантазии, когда у них дети с арабскими именами ходят. Я вообще не понимаю, это что за диссонанс. Мне еще, знаете, что интересно, вот они там кричат о том, что из-за ислама, да, у нас сейчас через несколько столетий будут двоюродные жениться. Интересно, а вот их в этом мире прекрасном,
Если вот все пойдет по их сценарию, и тогда поженятся, тогда это начнется интересно, тогда на кого это будет пенять? Кто будет виноват? Тумсо, можно тебе два вопроса задать? Да, конечно. Когда пол будут менять по их сценарию. Тумсо, знаешь ли ты народ, у которого до ислама было запрещено жениться на двоюродных сестрах, но после ислама они начали это практиковать? И для них это Бергман, пьяным. Нет, я не знаю. Может, есть такое, но я не знаю. Виделся Абдурашид. Нету такого народа. Наоборот, есть пример, как египтяне. Они могли жениться на своих сестрах, особенно их истеблишмент. Но после ислама это было им запрещено. Второй вопрос. Я знаю, что они ответят, поэтому я тебе их задаю. Второй вопрос. Знаешь ли ты демократическую европейскую страну, где брак с двоюродной сестрой запрещен на законодательном уровне? Нет, насколько я знаю, такой страны нет. Азербайджан. Запрещен, да. Да, сейчас недавно запретили. Но это не европейская страна. Я просто сказал так для информации. Да, это, по-моему, Рашад рассказывал, что у них недавно это запретили. Это новость официальная есть, можно почитать. Да, Там, короче, люди в истерике. Из Евросоюза, из евросоюзских стран, заметьте. Да нет, в Евросоюзе не то, что этот брак не запрещен. Здесь вообще, в принципе, там, любые инцесты, там, это все как бы законодательно, это не запрещено. Не, в целом, сейчас инцест прям, он может расцениваться как домашнее насилие, там, типа, извращение. То есть, если об этом узнают, то органы опеки и так далее будут тормошить. Да нет, почему ты сразу думаешь про детей? Причем здесь дети? Я про совершеннолетних людей говорю. Понял. То есть, если захотят в европейской стране бракосочетаться мать с сыном, например, отец с дочерью, там, брат с сестрой, где здесь законодательно это запрещено? В России, например, полстраны рождены от таких связей. Россия великая. Это чисто по традиции. Снохачество была такая традиция, короче, веселая, когда муж уходил на работу, а его отец... Подожди, Бергман, давай не будем в эти подробности заходить. Небольшой экскурс. Я понял, что ты сказал, типа, если мать с сыном захотят жениться где-то в европейской стране, кто им запретит? Ну да. Нет, Томсо, это не так. Это я сейчас проверил. В Гражданском кодексе 1307 статья «Брак между родственниками по прямой линии родители, дети, бабушки, дедушки, внуки невозможен, так же, как и между родными и сводными братьями и сестрами. Если попытаются заключить такой брак, ЗАГС просто откажет регистрации. Такой брак юридически ничтожен». Это где, в Германии? Да. Ну, значит, Господи, есть. благослови Германию. Значит, есть. Вот так вот. Не зря я сюда приехал. Почти в шариатской стране живу. Пицца ты ананасилч, Тумсо гнил цан ухолш. Ишти хатар дарсатуна уастик дал жижгалнаш шадинчур арвел мобайцу. Хакицани жижгалнаш туитицу. Ламаз маргадуши, аханя цадешни, бусумбин. Так эзиция фолкснаться, удочкой они вот этим заходят, чтобы их сразу не блокировали. Хотя Тумсо, в принципе, и не блокирует их. Чума вена, это иствуал. Тумсо с архис шмабается и вроде бы. 90-х сожимал шхена, юфта, цнах ларакцац истории, чудинен имелю, сказки, чдац. Ишт и цастак дагва этих сондац, и сказки, точно до 90-х, да, телефон, интернет, шхена, любой сказка, те широк проверить, да еще отсюда.
Да, талиб шубор, бой или англичан шубор, бой любой цаума тешер, ишт ихум ждует шукар хенца, да, ist так точно. Ихам дагай тихцусу. Курасава уйхучай или РЛ. О, Курасава, Хезер, вопрос тебе, вопрос. Что-то товарищи мушрики приуныли. Я, знаете, что удивился с каких его слов, если он, конечно, правду говорил. Он сказал, что он совершает намаз и держит пост. Так А может, потом он просто врет. заявил, что он как бы... Потом он заявил, что он не любит, он, короче, ислам. Явно он не мусульманин. И вот если это правда, то, что он сказал, что будучи не любя как бы ислам, не будучи не мусульманином, если он при этом еще и молится, и постится, то есть, представьте, это человек себя напрягает просто на ровном месте, не веря, точнее, понимая, что за это ему не будет. Вот мы-то молимся, постимся, потому что мы уповаем на награду от Аллаха. Это его приказ, и мы знаем, что исполнение этого приказа, за это будет воздаяние. То есть здесь есть, в этих действиях есть логика, причина. А там, получается, человек просто над собой издевается. Это просто мазохизм какой-то. Прикиньте, если ты не веруешь, и при этом встаешь на молитву, заставляешь себя там омовение брать, потом идти, напрягаться, молиться, а пост, это же вообще ужас. Если нет религии, если нет веры, то прикиньте, эти люди Просто сами по себя напрягают. привычке. Это мазохизм. Среди пророков реально те делах тешфул стабильно кыла маздеш бут марха копши хомтин глела соцатиш просто это на не свельч или цена сага жижда не свельч или цена марх досточдина да это не свельч деш передуно стабильно Он чисто как традиция, он их выполняет. Не, сабудне ас традицион, хундаштерес. История. Сон халуах дуаз таган, иш действительно бусовде вайн дючена, меллюк нана иша ваша он мелвизак цу элсмане воушкиет ку Мухаммад Паймадеев салам хирцон شيء последний دعوش شوق عينو باش إيش تحدين ما دو تكون داش تيتا أدو تسدوزر دوز خوشارة تسديتنا مدر يعني знаю но أحمد نسلي أحمد أحسن نسو وهم عامش وتلقيره همانش تمتا يسلا متا دوغ همانش حطنا محمد Паймадеев салам хирцон وأس 11 وقصو أس متى باقصو ديلا تيشوات تغان أز تعايتي حديثي أعتشير تيويش ليتا بوسو بات بوشش مو خير حديث سيحشوات صبوح بوسو قرآن سيحشموح وات بوسو Дедах, цатиш, бастар, это олар. Яр историк حديث достоверно خل недостоверно خل قرآن ديل دوش دو قريتوا صحيح بخاري صحيح مسلم أو شبقدش دو ترى после Корана бош личхич муцатиш شاف قرآن شيء هم سراونيوات ده إيش ما يعرف قرآن الله الله يدوش عطونا في شواتي ويزلقش دقمنش دقتقاها دوش ده تختيهم صاهم 4:24 تأش لاتون أخي استيقظ ير أس حجو ير إستوري يشتري شو كوكازي وان بصولت إمودين 900 году دشمن عربوش تربش دشمن يزن
Бавазури ушон, будлан ушон. Это что ешешез. Хог лушон так. Так, хохордут хон, ислам чмо Вай, цыга, вай ты моется, ходукшон. Добровольно, это моется. Ну, я же тебе сказал, что у тебя это не получится, вот это вот, дать направление. Не пойдет тебе, ты должен это здесь обосновать. Не пойдет. Мы же тебе не говорим, давали это Коран дон, суннат дон, это корор дон, мы тебе не говорим. хотя бы. 900 там, конкретно, вахдил, ходульш, если ты хочешь здесь кого-то как бы переубедить, вахдил. Ешешсон, просто я не могу. Двоечником был в школе. Все, я понял. У нас тоже память тогда нехорошая. Коранный хадиши диштак, сега крор дон шадак нистик харстик мегалды. Не, самое интересное, знаешь, что он говорит, мечом насаждался нам ислам. Россия почти 4 веков пытается насадить свой секуляризм, христианство, этот атеизм мечом. У них не получается, каждый раз народ возвращается, как я не знаю, к своим истокам, то есть истокам ислама. Получается, Адурашид, у тебя как бы пробел, у тебя конкретный пробел. То есть мечом пытаются насадить нам одно, не получается. Ты говоришь, когда-то в 9 веке нам пришли и мечом насадили ислам. Получается, тогда наши предки были какие-то слабые, да, сразу приняли этот ислам, а вот эти, которые уже в исламе были, они более мужественные, получается, которые с империями, борются с империями, Российской империей, Коммунистической империей, борются, и вот никак не отпускают это. Получается, наше поколение, вот это вот 6 веков, она более крепче, чем было то поколение, за которое вы пытаетесь держаться. Ко империи выдержать, даже это Шамиль Волчайна Хатсон дал, Бусовде Чудачана, Цундал, Туамбин Бук. Ко империи выдержать, Дагестан выдержать, делегацию. Вот Дагестан, он учи вебеш, окус чуверкач. Ажан 400 лет Ердагдуя, чуть-чуть хадис, чуть эй, чуязина, полностью ты это волшеб. حاجات بتبيت شبعون دنت إتصالوش تعبخن إيش تخردرون ويتار دعوة تار تأنت بتبيت إيش ثاني إيش كرست بولش نوخش بون إيش وين نخبون زكون نخبون إيش هو هدوش هو عش بوش هو دعوة حاجة مو عش بحاجات أو ديك عش بون كراس حنت قيس والتا ويزا وي مو عش لتا قصك ده واس например صور خدا تونش خد مالكش نش دويجون ولش تونش ولت عشان تروش صور خدا واحد ويز أتون بارح يج وليد ويز أزويزي سونم طلع وليد ويدينو عام دينقو ويدايت مو خلويز مالكش شغل ما تسويز ليلو ويز حاج ويز شو ديتا ولا تاع سونو صراحه مشاكل نوختي شو سوي لا والداوق امدلنر دا سوي لا والدات خاص امدلن واحد انق زروني واحد انق حاجات نطرح تدليت عباخي شيش ميالي تبعنا بريمير مثلا دق متك جبخشي بوصل دين لرد صدر بعنتي شي شيت ثاني تحا يوسن زنادن إيه هون صديق أشتاق حوق ده لرلي يا حي ما هم ينتع تحيا زودت معي يا وين نخش وضع حشيش ويقول ميل دق زنا دق نخباي إن ويزود بيرجدي إن بيخ بولش بوت دينو حوق إماليل دي يا نيسو ليلي يا زود على لري يا حيشيش لري يا حديستانت لري يا دق مدو إيش خاصهم ده هون صديق هون ديزي حدين عليه دي ليل ده شو حقوق إماليل دي يا ليل ده غير شو مصر إن شاء الله سنا خش بوين خش توين يقير يقمتك يقمتك سدنو سن خزي شوين خلي ما سدنو عام دندقوا يقمتك سدنو عام دندقوا Мы первые нападем на Россию. Нам не надо заводы, комбайны. إيش بتاعوا روسيين ويخضال خوشهم إردات وين مدات إيش بيت إيش دبخنش بتاع وإيش دعوة دقة دقة
Причем здесь это, ну, аудючу? Сегодня вот так по ниточке, по мелкими шагами. Я знаю, это, я так понял, это прямая Мухтар, связь, видимо, между тем, что Удугов там сделал, и тем, что у нас прадеды стали давать арабские имена. Это мягкий, а да, что они арбуют, что ты их не хардал, мелхаз ашир дарвай. Да. Ne tumsa khaz ashlik der tahan madar buchlar de tawa khaz ashlik Абдурашид, ты сказал, ты сослался на аят Корана 4.24 Эдаря. Что тебя в этом аяте смутило? Таhudu вайду насиловать баши тахан анизуд даже сбасаю тиги вахач болит захватить тига дина валер что man швой дошло. А ты вообще, ты понимаешь этот аят о чем? Давай сначала это разберем. Да, что понимаю. в этом аяте говорится? Аутосер уя тиги дайте на дуаз. Давай сначала прочитаем этот аят. Давай. И замужние женщины запретны для вас, если только ими не овладели ваши десницы, если только они не стали вашими невольницами молодой. Таково предписание Аллаха для вас. Вам дозволены все остальные женщины, если вы добиваетесь их посредством своего имущества, соблюдая целомудрие. Короче, тебя дальше не смущает. Тебя, видимо, смущает именно вот это. Если только ими не овладели ваши десницы. То есть, как можно себе дозволить замужнюю женщину, если она замужем? Ты вот это хочешь сказать? Да. Подожди. Просто да, нет, ответь. Ты понимаешь, что этот аят относится к сражению, и он ниспослан во времена, когда полностью все имущество, все, что захватывалось, если они не покорились и сразились, то это все переходило в собственность тех людей, которые захватили. Это все становилось трофеем, делилось. То есть ты понимаешь, что об этом идет речь? Это и до этого 1000 лет. Это... Да, это вообще-то было. В целом. Это церква, до них. Во всю историю Хиллаиз, во всю историю трофеев. Вайхили это, вайхили. Свободни. Вайхили, окей. Хилладер, масери хиллунды. Да хилла, боимся, хилла. Хорошо. Вай, допустим, санат лет. Игал хаях кончул, да. Озгала мелдол хум вайн доли. Да, ну, рабы членов, Вай казаки мелдол зудбеш, летлина. Собордеш, там минутам, бисмилля, что всех валит истинца, и даил дашь магартиш, какой собордеш? Абдурашид, давай, аргументируй. Хажанца единично, ауца подлецы, цого сахилтумсо. Нет, забудь то, что тебе кто-то сказал. Я тебе задаю вопрос. Вот если бы мы были бы в то время войском, мы куда-то подступили, город захвачен, все, имущество, все, что там есть, это переходит в собственность, делится, становится трофеем. И в такой ситуации это не становится дозволенным, в твоем понимании? Нет. Но там вопрос... Дробыш, халык чуляхтыш, бичеш, раскаш, цахалыш, чуа. Дук халык, дук ханза бол, дук бичеш, чуляч. Дробыш, хинза буквы ляч, да, раскацик, беждыш даже. Свободня, ауто все, цыга хильдуаз, цыга дальше, да, иш, маизи. Цыга, цаши, цинда, дина, волш, нистела. Так, хативин, Мухаммад поймали, хэтна, да, салам, альцон. Ишт, короче, индаш, беснацер, это мегшду, и этим мы совокуплились, бах. Совокупляться дошло, дождь вообще, это дождь, животные совокупляются. Воймата, чист секс, так, это будано, синага, иш цахил это. Животных я сейчас взять. Не, ну, цан отмечаешь совокупление. Ой, цахитит,
специально заблуждать, цакетит, язешь, мадуя, гуманш. Так, Вы подождите, рабыш, давайте. цагал бичешем, халуй челяш, газ, Саваш, бежнешь даже, подождите. что халишу. Ой, Саваш, сабудне, Сан бичеш, уда, хинза бутуш, далуш, сачер. Абдурашид. далуш, дабелш, Микрофон, да, я зарышу. Бех мудица. мобил, аж весь кулиш лишваться, а мне придется вас выключать. Бех мобил, аж да, я возьму. Хажил Абдурашид. Ах, да, ложь, дерга, ты говоришь теперь, мэй рош болш, дин, мух дойтер дерцерц и гумбара. То есть, как они могли стать собственностью? Но ты контекст вообще, ты теряешь. Ты понимаешь, что подходит войско и говорит. Аусал, аш я имдил, так, что мума хейца сахвит, то есть мы не меняем вообще, вы уверовали, мы не меняем никакого строя, те, которые управляют, там, все у вас сохраняется. Хода делах. Либо второй вариант, вы не уверуете, тогда мы меняем элиты, но у вас все, что имущество, все, что вам принадлежит и так далее, все у вас остается, но мы управляем. И либо вы отказываетесь от того и от того, тогда мы сражаемся с вами. И если мы в сражении вас одолеваем, побеждаем, то все ваше имущество, ваши жены, это все становится нашей собственностью. Мы разрушаем город, то есть мы все то, что подразумевается под военными действиями. И эти люди отказывались от первых двух вариантов, выбирали сражение. В результате сражения, то есть то, что изначально им было обещано, потом это просто было реализовано. Какие у тебя вопросы? Учитывая контекст, Баунас, ты это не переноси на сегодняшнее время. Ты не пытайся это сказать, что вот сегодня вот так. Это на тот момент, это в принципе так воюют. Томсо, 7 век до ответ, сабур делаешь. В 7 веке сдаволлаш, азмухволлаха, цун историха, تو ازت اقویت چه نخه شی عرباش بوتر عرباش موی دقت بیشن اگر بیشن افتچنخ تا دعوت آن با برکنا باتسان آن زخوتیو اش دقیقیت تاگر حیوقش رشریت زدن دعوغن نتون تا بخش دینش قیعیت تون ازوقی واسه شقات آم تاشی خلقیت مصو بندی چاگوشه تيجا إيش لكتشر Ты сейчас по тонкому льду ходишь. Во-первых, я шлючу, шало да ладно, харцу, и кулшно, сидит и хочешь шлючу. Моментально я тебя отключу. Ты очень будь осторожен. А дивіться, харцтегду. Я тебе привел аргумент. Ты хочешь сказать, ты хочешь сказать, что на тот момент это было что-то новое. Ты это хочешь сказать или нет? Они конкретно бандитство ли? Начало. 1400 лет назад Халхилдул, Гумштахан ли, что понятие, что сравнить. Царь историк, твоя оценка, подожди, дружок, Хазион, давай оставим этот момент. Твоя оценка того, чем они занимались, это вообще нас мало волнует. Тебе вопрос был задан про аят. Ты понимаешь, что этот аят не был чем-то новым? Ну, что, Буданов тоже прав, да? Нет, вот как раз таки я же тебе сказал, ты не оценивай это с сегодняшних реалий. Ты пойми, что на тот момент это вообще в порядке вещей. Сегодня и рыбов нет, а тогда знаешь, сколько рыбов? А? Сон нахчеш динай цахазака гуманш. Он слухай, нохчи хилла эла цахазна. Вообще западло считается. Ну так почему вы стараетесь оправдать их, а не нас? Подожди, ты понимаешь? Что ты несешь? Кто здесь нас не оправдывает? Кто здесь про нас вообще говорит? Абдурашид, ты понимаешь что вот этот аят, который ниспослан, это не что-то новое в тот период. Наоборот, это то, что Аллах дозволил, это то, что практикует в тот период весь мир в тот период, который есть. То есть все войны, независимо от того, там, мусульманами они ведутся, христианами, между христианами,
Нет разницы. Эти войны все ведутся вот так вот. То есть в то время вообще как бы женский пол, он не оценивается как сегодня. Ты понимаешь, что А нету таких прав Коран человека. послан на то время или на все времена? Что? Коран послан на то время или на Коран все послан на времена? все До времена. судного Мы сейчас говорим о Тогда конкретной практике, которая актуально. пропала. Мы Это говорим о... актуально Мухаммад, объясни, получается. где так? Они думают, что если они захватили вот этих женщин, то как бы с ними можно прелюбодействовать. Нет, и с ними тоже надо было, как бы их тоже надо было делать на законных основаниях своими женами, невольниц. Это объясни, где ж они ж думают, что просто насиловать можно было. Да, как раз таки Там такого Коран-то как-то это все право детей регламентировал. коснулось. Аяты в Коран... Коране есть, которые регламентируют то, как это должно происходить. О замужестве. Там дозволено, если право детей коснулось. Я Невольниц, пропустил невольницы. немножко. О чем сейчас идет речь? Речь идет о том, Невольницы, вообще, что... Камель, Хадайч, Сахыва. Там был вопрос. Майранш, Дин Буэл. Я говорю, что в Плевать целом... было, Майрош, Дин Буйбаци. Вопрос Майрош, Дин Бубац, он в отношении рабынь только, рабов распространялся. Если рабы, например, поженились, то там нельзя было. Такая рабыня не могла как бы быть предметом. Короче, ты ходишь в целых ночью на таолосно. Сон элуй, сон маряйол, лейн ты ходишь в целых. Amma, что касается невольниц, то есть те, кто были захвачены именно в результате войны как трофеи, на них это не распространялось. То есть там не было, она все, после того, как она захвачена, больше она не замужняя, брака больше не бывало. Как правило, надо понимать, что большинство их захватывались как трофеи, мужья убивались. То есть это в боях они терпели поражение, их мужья погибали, эти становились как трофеями. Их разделяли, и они становились невольницами. Все со своими землями, со своими замками и так далее. Там в Тавсире написано, что это было при местечке Аутос, и у них мужья были живы. Это я как пример говорю. Понятно, что не у кого-то может муж остаться жив. Это понятно. Я имею в виду суть, мы должны понимать. Разница между обычными рабами и теми, кто захвачен как трофеи. Вот о чем я говорю. А так, да, то, что у нее муж живой, это он был у нее мужем. После того, как она стала трофеем, она перестает быть его женой. Она становится собственностью вот этого человека, которому она досталась в виде трофея. Тогда так было. Не надо говорить. Если кто-то это не соблюдает, это не значит, что аят неправильный. Это и сейчас актуально. Валлахи, и камелдеш был нахбац, валлахи, и наложниц шхаляч, первый очередь, далях трубал, нахма, что бусул душу няхаш. Бейхнешь, валлахи, очередь первый лях ты был, это не будут очереди первый стоять. Ну шукер гумадаться, дин цацалур датчик, у вас не получится. Сабардеш, дайте нам с ними подискутировать. BlackBerry, озвучь, что ты хотел сказать. Я хочу сказать, то, что ты говоришь на то время, нет. Это аят Корана, он послан до судного дня, значит, он и сейчас актуален. Разумеется, но это вопрос мубаха, то есть то, что дозволено. Если это практикуется, тогда если бы это сегодня практиковалось, то это не было бы грехом с точки зрения ислама. Тут ты прав. То есть мы не говорим, что если мир вернется к рабовладельчеству, например, и к такого рода ведению войн, то мы не скажем, что это будет греховным, понимаешь? То есть тут ты прав. Это Афганистан, дук бейдж, душк ашбат, Афганистан, худу цахаран, цахуг мадизан. Афганцы, мох хабехкан хазборш, вайцаднах, ахцадаш, вай ишт короче. Шорт видео, шуктига. Радио кикар, шо зюк идахан, ашту вай цани ахцадаш, гэр твой да. Бог адраши, цани бог шусан Ишт хабио видео шкятсон, серг махиш, гурятсон да, он хабио видео шхиж волад, он ночи гурбон шорт. Смакалов шукиш першаж, я бисен бог шбатсон.
Это если, маршал души, это если сейчас практикуется по году, мусульмане двигаются от не мусульман, то есть если не мусульмане что-то делают, то и мусульмане за компанию делают, да? Что за вопрос он задал? Кто-нибудь понял его? Ну, ты говоришь на вопрос, на утверждение Блэкбери, что в исламе нету тогда и сейчас. Это аят, и он актуален всегда. И ты отвечаешь ему, да, если это практикуется сейчас, то это дозволено мусульманам. В смысле, что это значит, если это практикуется? По-моему, из ответа же ясно, понятно, что, например, рабовладельчество сегодня не существует, его как бы отменили. Мир пришел к тому, человечеству. Ты можешь дождаться ответа? Люди пришли к тому, что рабовладельчество отменено. Но какие люди? Это не делает, вообще человечество к этому пришло. Но это не делает само рабовладельчество... Человечество и мусульмане. Тебя выключить, что ли, субханаллах? Еще раз ты меня перебьешь, я тебя выключу. Если задал вопрос, дождись ответа на него. И если завтра это рабовладельчество, вдруг человечество обнаружит, что оно, оказывается, было полезным и влияло на экономику мировую положительно, поднимало ВВП вдруг в Соединенных Штатах Америки, например, так решат, и снова его ведут, то в исламе эта позиция неизменна. Это как не было тогда греховным, это и сегодня не является греховным. Вот ответ. Что здесь непонятно? Здесь непонятно твои феминистические взгляды, которые ты сейчас продвигаешь от имени ислама, что ислам двигается от мнения какого-то человечества, куфарского. Какое-то куфарское человечество пришло к тому, что рабовладельчество – это плохо. Твои феминистические взгляды не относятся к исламу, что ты уши людям заливаешь. Вот в чем проблема. Я, по-моему, вообще ни слова не говорил про то, что ислам от чего-то идет или не от чего-то. Речь не об этом была. Твой вопрос был конкретно поставлен. Что имеется в виду, что не практикуется? И тебе сказали, что не практикуется это сегодня. Почему? Причины мы даже не разбирали. Это не практикуется, и это факт. Это не практикуется, и это факт. А феминизм, дорогой мой, это вообще про женщин. Ты что-то путаешь, тебе надо немножко терминологии разобраться. Еще мы сейчас не говорили про права женщин. Это практикуется по Женевским конвенциям. Если какой-то немусульманин из западных цивилизованных стран изнасилует замужнюю пленницу, его же государство осудит и посадит. Если мусульманин это сделает, его братья-мусульмане и его исламское государство погладит по голове. Нет, неправда. Какое государство исламское его погладит по голове? Ну, любое какое. Например, ИГИЛ. Например, шариатское, вилаятовское, Нохчичок, которое вы хотите устроить. Не, подожди, ты же не про государство, ты говоришь про какие-то террористические организации. Тормози. Конечно, ИГИЛ не только... ИГИЛ это террористическое государство? Это не террористическое государство, это террористическая организация. Это террористы. Они могут что угодно себе, они дозволяли себе все, что угодно. Я думал, ты сейчас приведешь как пример какое-то государство реально. Что они делали, не соответствовало исламу, скажи. А Ердан, там есть Саудия, Арабский Эмират. А еще что? Так, за оскорбление мы как бы отключаем. Так у нас разговор не пойдет. Дело оскорбление. Сенсей Сахалвы юхтал или по-любому сенсей айруатер. Сенсей, а микрофон латича, это бесполезно. Не даешь не общаться. И вот так вот всегда это происходит. Да, сидите, кричишь, хаз нормально, дышишь, диком гагдаш. Тумсо, получается, если бы Буданов был бы мусульманином, да, по отношению вот этой девушки, то, что он поступил, изнасиловал, убил, то есть получается, если он бы был мусульманином, он действовал бы по исламу, да, я правильно понимаю? Нет, мы если будем говорить о тех временах и сказать, что если Буданов был бы в те времена, и, допустим, эта бы практика была распространена, и вот войско подошло,
оно завоевало и в качестве трофея захватило, то это было бы то, что как бы практикуется на тот момент. Но если ты говоришь сейчас то, что сделал Буданов, Буданов просто, воспользовавшись своим положением, изнасиловал и убил ни в чем не повинную девушку. То есть здесь-то не было вообще тех условий, которые были тогда, понимаете? Эта девушка находилась... Послушай, это вообще не тот случай. Эта девушка, знаешь, не была женой какого-то там воина или сестрой какого-то воина. Она не была даже в зоне каких-то боевых действий. Они просто тупо зашли пьяные в село, забрали девочку. И он не сделал ее своей женой или там, не знаю я, сожительницей и так далее. Они там толпой надругались на ней и потом в итоге убили. Ты так что это не пытайся тут сравнивать Буданова. Аяту женой не надо делать. Это право десница твоя коснулась, все, она твоя собственность. Зашли, в боевые действия идут. Завоевал пленница, неважно, кто бы она такая. Здесь в местечке Аутос они захватили женатых женщин. Поэтому этот аят... Время не забудь. Ну время пусть тогда он захватил, если бы он ее своей женой сделал бы или пленницей какой-то бы, хорошо, как-то можно было бы понимать. Нет, окей. подожди, Но он просто... минуту. А в чем его довод, я не могу понять. Вот, окей, Буданов то, что сделал, ты говоришь, что? Вот хорошо, Буданов сделал, это что? Я говорю, что если Буданов был мусульманином, вот ты сказал, что если война идет, да, если такие действия происходят, то автоматом, да, там, значит, женатые уже по исламу, они считаются разведенными, да, и все, они доступны, они твои пленницы, Да. и они тебе доступны. Ты уже подтвердил, в принципе, к тебе вопросов нет. Просто люди там пытаются сказать, это в те времена. Нет, Коран использован до все времена, до скончания веков. Так мы же это уже проговорили. Зачем ты снова это говоришь? Да. Не, просто там человек сказал, что там время то было, вот это. Ты-то полностью ответил, мне твой ответ полностью удовлетворил, в принципе, я услышал. Okay. Ассаламу алейкум. Блэкберри, а ты кто? Какая религия? Томсо Имарат, террористическая организация, реально. Имарат Кавказ, когда уже в закате перешел на откровенно террористические действия, но Хокун Жопу Шамас ИГИЛ Дерсига Хагенек, он упомянул ИГИЛ, назвав его государством. Я сказал, это не тот пример, который... То есть я от него ожидал примера каких-то существующих государств мусульманских, а он назвал террористическую организацию. В этом смысле. А так, по поводу Эмирата, да, как сама организация в конечном итоге, конечно, скатилась к терроризму. Тумсо, я сравнение сейчас, например, вы лили на историю Хезен Луи Хуманш. Вы лилка, вы айдла лили Хуманш, да, удала. Под словом «вай» мы в те времена, когда это практиковалось, «вайхилладац». Поэтому «вай» цалилдин цадулгум наш, потому что мы их не застали. Ама застать динар, что и лила мадина, «вай». Цул галдаларш. Цадуна арбо хильчут, галдал дит, «вай чар лила, ди аштагана лилор долштолгум наш дит, цахум масала. حجودون ح دوزل خو حيوعيدون بخيتري اليوم أهدون خل قين يوم تحن بيوق شمان إس خزي اللير ال ملشتون شو توه حيوع يا هو شيء دا يجدون هذا شيء زود يورق كثيرس هم تعداق لدون اللي يلدينا دوق هم وين يقع داسر الله ده ترى كديرو تشار تالي دوق والله ده تسار ليلم دينيس لا تخملو يدينيش نخلق موس يدينيش السلام عليكم حيث ام بلاد يبن دير تخلا يدينيشنا دير تخلا وعادة دين ليلدينهم دوق يزود يدير وعادة ياخذهم دوق ده تو نخشم
Мацхала. Открой, пожалуйста, микрофарм. Если твоя тактика будет именно такой, типа я то, что мне не нравится, просто не буду принимать, очевидно, я буду отрицать, то, конечно, мы с тобой никуда так не уйдем. Но это да, это то, что у нас практиковал, и сегодня практиковалось бы, если бы это не запретили. Ja, daran scheint mich das Deck durch Kombo. So der Haut reißerisch. Das nicht so Adet du bosch. Дух чисто по исламу, ялуи задела мегбош. Дух, отсон тебя дух. Халк цахил лишину. Хазян, собардия, хакарач исламу, билгала, тамагиндал, хума исламу, это чмо. Изуд едер исламу, тана эван. Тахан Мухаммад, исламу башт Бога нахуй, например, второй там будет именно шариат кайкан. هما اللي نشوفها ديلا هم شوشات درش استدم هو باخيان شوشات درش إغاز قبوي оцер бохок дат и точно по этой их книжке дуй цумант речна духшу вот вы все говорите вот почти то же самое, я не понимаю, что вы себя тут корчите, сторонники Вы то же самое, понимаешь, у вас нет на самом деле к этой России никаких претензий. У вас только есть одна претензия, вы хотите там, походу, вместо Кадырова. مزخيش بوك مزخيش اتكمونيش حق دين حديقنا قارجر دايشكر دين دا ديقنش اتئيش بنا قاريخ تسار شين شو ديونك زشي شاك ديشي داي تسار باي ارخداش كروچي не مزخيش مزخيش مال توديلك تيش دو السلام عليكم ورحمة الله Слушай, وأسألك مسارة سملوي إذنوي إيش قول سوكس ودياس أزدال عين لوكسون ريشت عين ياو دالشي بخي دالشي Подожди минутку, одно объясни. Вот и Малар, допустим, Узар, это Дину Магваш, да, а для тебя, если ты бусулб захарич, если ты не мусульманин, то для тебя же нет этих запретов, получается. В чем проблема тебе пить, например? Или есть свинину, допустим. Вот ты ешь свинину? Тумцо, вы уж отвалили, ну, маншмадатош. Вы молчок осуждать на ушек осуждать. Не, подожди. Вина, потому что бусулб Дину и осуждать вешулдейр. Цавина и кич аворан. والله تبينا بصوا لنقى مصو اتجي جايش مايو تير جاي كلوبش اميلش قوش مايو التلفزيون شو تاهم تير زودر سيجاكش Как ты перешел вообще на гей-клуб? Я тебе говорю, ну бакуек бусул дидит ولا وبصوا دينو وكنترолировать شو ما датон Катер, тут я никуда ты пошел. Я тебе говорю, свинину никакой чеченский адет не запрещает. Его религия запрещает. Поэтому чеченцы ее не едят. Ты ешь эту свинину, ты же не мусульманин. На самом деле, ломаться бусулды. Не, подожди. Собардия дон, я Аллах, собардия. Ты не ешь свинину из-за того, что просто ты привык ее не есть? Хорошо. Все понял я. А ты своих детей сейчас как учишь? Им можно свинину есть? Естественно, нельзя, конечно. Нельзя. А ты не боишься, что ты сегодня вот так своим детям скажешь, что свинину есть нельзя, а следующее поколение у тебя на двоюродных братьях, сестрах женится? بوصل دوتوغا ويليل ناس حقش أدخل
Soldu tidava lili nats. Samgar stukdu aldul. وانا صبرني عليل يجيز إهينز باسوي كنت أعتليل دويتي تغن عبيرش تغن حق إتريات سيرك قان وغوان توشيشيش يالوريون الربيزات يوم نعتان يشك حق دعيات قرق دعملت Короче, شو شكست قاش خوغلوشون شكست شو قاش خوغلوشون فكاد علي Арабизация, керстна, буй, гаск и бала, Европеч, бала, цер, церша, йон, цер, апостол, шица, айнадинг, изваш, цер, известно, христианш, буй, хал, цергар, хаэ, цер, цершон, жюктиц, эршон, цер, инзари, дух, например, боди, Европеч, гаск, церш. حانو غاسق خريستيانش بوي شابو وخريستيانش سير ياكوب تياكوب بوصل أسبو خدو وي بوصل دين عربيزاتيات إسلاميزاتيم خيل ميك وي بوصل بخلر تيتا عربيزاتيات ود أهنت غاسق تخيط بلا يوروبيتش تخيط بلا شي تراديتي شاي والخملرة يوتر но при этом шей цершаёч, лоца хайнаден. Германский цершаёч, шей религии связаны цершью церквитео. И это определение. Азан غاسقش وين ملقى уже за 200 лет. Иван غاسقش ясно. Ой, Иван цатильна. Наташа цахиловой. Церш. Они вот пошли другим путем. Он это любовь, арбоше, это любовь, торкш мой, ой, торкш. Ела, юхкест, бусул бьёч, нохчи ёч, дух церши, кой розей, церозей, цайна, тамарей, китё. Санду аламат, вообще, китё. Да, соук, совой церш, торк бакас, асан цахай надел, астерк насуна. Sona til Wait, gewoon za it nog je zo tjunsi je zo ja chiste nog je te haik elch gewoon giets dat skuli يزقو وي ايغا ما با قو ام بي ناخ موخ كيف حيت ثقيل حيدر دلامز ديت متلويحو قوبش المارك متقابل وحين تبوبيت حيد يسقلت حي لامز دعداخ مارخ مقاب زكون كرست قلي اخ كرست ناخيت بريتا حي يسقلت لولا في ناخ نقطة قيس عدا قيسق هندير على هندير شو لامز فده ده شو ده ديال هديلا فيش وعمل ضطون جدرشتي شي تشوشتي ما صارش بخوانا دوقن دوزما بل علي لمت تامشن рассуждать да прогресс сукарич сегодня интересная часть обычно призывают молитву к посту а тут не просто куча دقوا ناخذ ودوق شو молодежь ودوق شو مش هم عربودك أبوسو هنادنك الله أكبر هنادنك ويدك دي تعيش ويدك ويقام ويدك دي تعيش شاي молодежь ودوق شو وشي شاي молодежь ودوق شو ده لا وقصة جور طبعا كان وتصوش Perša sama desken boša, gledu šok ševega, он сагаттуш. Азион, дица нохчо, арабизируется деносо, хозудри маркос бич сагом да. Налорджи, сажи зудри, зуд козуд, зудр сани марка долда. Дица нохтос. Он бадак дисла. Коран полностью дешняя. Сами маяци кинишк. Кинишк полностью ешняя тяакуш. Ассаламу алейкум. Асьяшна масала. Вот есть суюк вой различишь корнеон. حاجة أنت دوت سأل هنت القرآن أهلج تيجا حون القرآن حطيت مواقع حون تحت نوشنا وراء هنت دير دوق دير سديت إنت يالجش أوقع أتبيجاتك شلات نوشن دوق نيات خيين تأخذ تحت القرآن آياتو ده البوخش شو شين حكر وردو
кончиком ваших пальцев. Вот поэтому и хубо гду ауэличи и тамшинум дукис ауэлич цат вaqtu. يعني إيش تقعدوا ديكم مش معوجة صديح المساك حاجة لهم إشادهم تحقق لا تقول مثلا هينس نوش نخينا تون أورجانيزم أدمخ تريوي تأقد عوران دعبوشة إشت عن داقز دع الأدمخ قالنيو إيش تأقدوا تمشك موجودة عتيش مبوا عشابك بيوتشبك رست تاك تقوم دازي عودل دون ويل أخا ما يدخل مدو بيرش إيش تخيل لدوغلا عم تقوال نشتوال عم تقوم داز رست تاك سامعشتا هم حقوش Оран де адуком что 1400 лет назад стаган хаиширо что хомшдой Паймар саллаллаху алейхи вассалам грамотно хели массан ха цинг иштхом шиегер язлур дайцер. Например, эйч кохдинен шахилара до Коран де стаги мас клетки та разные дуком что тига хит сад кошот забаде сад кошот рит шахал беда каза гиндоч дол хомсдой один до записать хуа Аристотель дух бухош уже это меллош даит Аристотель мелло هم اشعال بوت بيقني حال توقوي نيسو لاتش بوي باش باسنش لا ديوش حداث كان دوقوي مسألة هند إتاعه داتر ساعين دو بيالك شغلات هند سوتي غير ويعو إشتي هم دوال تيش نويعو تهمنا مو هو بيالك شوليتي بيالكشي هند إكتو كونكريتنا إشتقيتم برشدو إيات ها انت وي بيلكش طغن جدينا باش دوق عن ترداس اتبيشات كبارسو تاق ايش تقولان دوق ولا نشوحا انت دسلونا داك دوسن تان مات شاش حقول دي دات شي داكش ثاني وي داج مي داج способный تير типа تير بيلكش دو يكونش كبارسو داج شو штух собрать да этики пара تاع بيلجل دين دو بيلكش كوك بيلكش تاخد حاجه современный نوكو هيت ذاك زاد دين بيلكش هورني شيشي تاقسو عود صحهم تو بوق دو صحون تو غير وي ده это خوش хорошо حاجه يوغا اولونس يوغا повтори дом صحهم اتسمن قيتي قصه اولونس вот и научно هيت بيدك زاد دين دوتي يهم غش موضوع وي بقدات سبحان الله لحظة ديسم داسر تجولي يجوخ إذا بوصل واحد تاعته بوصل لحظة ديسم داسر بوصل ضد واحد تاعته لامس دير شو ساعتها مش نسقويره بقى مو داسر طبعا حقوش دي وقوش انترنت مالك وتسوك تاع إذا شاشين أقدني أن شهاولش عزب ده والله سقوي Шестен мостов, бая. ده تيش سخلش хотя бы أقدني أن شاشي برا تعاش دوي وناش قيمة دين عم ساعة كلها روائات وخربات ونشت أصي على قلع أما شي تيجا ستي سنبات شي هدني أن شاموني دون برا سلو عردوك سأل شي بيجن سخلش لا مزدي شي مرقوب شي شاشين عزب ده لو شوي زودني أن شا قص خيتم ده العوالع قيمة دين هذا ونصول إيها عزب يعوال رويس والله شاشين وق مسكو Ярыш қалы. Ой, мади мел бог, что он держу секс, что там уж не сабус первый гожу сон нах бой сон ламус садишь, бусул дела тиш бол, дела тиш ват ламус держу. تعبوش ديل بوغا вообще ديل ملو ячна ця дел шетна гол Аллах вас олцер чун дел мелу халис Мама, да. Мосфен дöpçülehte goy dünya kılına gudel. Muhammed Peygamber selam gıytun iştalatı. Allah doşsun 94 mim xezadat doş. Del alır. Muhammed Peygamber del selam gıytun Allah وانت ديل وقصة
Девча у... Вот она ламчуа, юрта отшельник, сон Аина Мацу в 94 году. Может быть, сумка целеку, что уже. Мама. Все равно, что шеечун тебя дал эту большую. صحهم قالتان Но تحر вы دور نفسهم ما دتلش. صحهم لدوها تحر دور خلينا نوصل بيتنا هون إن شاء الله. الله مفتخز على مزداش الله أكبر تول. يتو يتخذ هيت قداش تري واتس خير هدو ميلدو он بعدك ديزا Самое да, Абдуршид Хайд, Allah, дождь сахаздир, маба, хинц, перевод сахар, ба. وأتوقع آذر السيدة ديل بوش أي نقصة وديك واو. عاد رشد السلام عليكم. Kalkšana lēts, ejat līdziņš un vistu negadari. ها لدور شونس حبيبي أنا شو حقيش Iz düču ait 734 ait. Duiet, ja, apečatkšā lēts, mičādu. هينز أتبيتشاتك شخ قال شينزي كونكريتنا هينز هذا شخ تسلق أتبيتشاتك بوشتر لذي زي هينز راس خمسة عشر كونشي كبالس أوتنا هينز حاطينه كونكريتنا دشنش ذات حاطينه تسوير جمعون أتبيتشاتك يات ديريس أتبيتشاتك عبيلكش مدوتي قاعد يوجدش ده قرازني مدو يبيلكش Ai tīcin tafsirum yash düč duayet, abīdu āž düč duayet. إيات اس مثلا هينز نلا حقولي تردوس يا وعونا دين سنجي جوهم التفسير هينز أعمى الله هينز وين خلدات ديش حديش لغز غاس كما تاع مثلا ده إيش ديش تقصي مثلا أصلا ديش تفسير بعد نيغي داتسن سنس 4 سورة 4 آيات Аллах свой на всякий случай. Неужели человек полагает, что мы не соберем его костей, Бог? Хаттар я что тебя ай. И дальше 4 аят. Конечно, Бог, мы способны восстановить даже кончики его пальцев или сделать всего его пальца одинаковыми, так, что он не сможет пользоваться ими, как прежде. Тавсирду Ибн Касири. Тут отвечу дальше. То есть, неужели человек думает, что мы не соберем его костей? Конечно, мы соберем их. Если мы пожелаем, то воскресим его, прибавив к его пальцам то, что пожелаем, сделав их прямой формой, подобно коровьим копытам. Чаптелям. Так. Сега дуй что ли, отпечаток шей, татер дуй дати, и он дуй сега. Подожди, Артем, статьевой, он тебя. На самом деле в этом аяте действительно не говорится про отпечатки пальцев. Это, то есть, и дайлда, ты узда, ишхарю излично, он тебя кончики пальцев элду, цунахтон, иш такие кита кертон, из ибого хла из эл, это очень как бы слабый аргумент, на самом деле. 360 суставов элец дуй. Не, подожди, собрались. Мы же не для этого здесь собрались, что он Уран и Умнаши, это для этого отдельно есть площадка, и садуют свою, оставим эти темы. Не, суть и просто 1400 лет назад их стаган хоил дацел, и я рэш мадарёй. Вообще как бы, да, вот эти аргументы в большинстве своих случаев, они спорные. Мы не будем эту тему как бы в нее заходить. Томсо бяхце была, сустав шац еще органж и бусолдин доследуя греческий царь Лёрши, Шегареш, Хош, Бош, эмбрионж изучать яш юмш хилдона, изучать дечхена, айт халец, изучать дечхена, хаж просто яйти до этого известно улицын хала изучить дечхена, яхит чан худон. Аржиш согал, теж. Ара вушен до ЧДП югор вушен хернаос. Ez Эмилу Фоян, Хунз Хилла, Гуац Абдуллах, Эушкунет, que голос просто, да и спокойно им. Ez ушкун, во-первых, алгашка. مصرنا عوضا مطوع عن تخو كنديتا تأتي مقولا لبو تشوفين أو ملوال خزايا يوخا أصل حلق لرجع بارما تواتر شوية نيك مصوم شيء إيش شو
тоже ورق холцنا ديل ماستر ديل лишь إنها вообще царга тонут цара дождь куда что вообще они в буквальном смысле оскорблять дешна мабу ша суртахотан ша цунникин ша вуал хачувен мауэс сун эбахандолуш Мухаммад ахсу заблокировать ви эбахандолуш из-за того что я хотел сказать заблокировать савир сенсей заблокировать савир а микрофон даир هون эльча дающий дискуссии югендер сети قيدا إذا تأستنيو Ты قودر تنسو هون قودر خوين потому что очень هون реально قيدا أخشوا ما قود إلدر إذا دائم ديش عم بيتن دعاء سلنا براولنا دل وش بيتن دعاء تون ده الميكروفون داير بلوك صير ده شنو هاي فوق فاكر لو بيتن منو ديش شو دايرتان هردون أنا أخشوا دايوشوا ديسكوسي دايرتان Ne, يا tamam حتى isto أنت بابا olsa شواسع حط لنا diskursta براولنا حط لنا براولنا ثاني بابا شواسع لون ثالث يقيسم تحت بوحش لون إيش واحد تعبوش حواسع قدقوا عدالي دو عطيه يقوس وتعد لون يزبي واحد ما يهر شات يحقق له مواسع يحقق له تقالش ينوتشني هيتسبي أبيج يحقق له هيتسبي ده كزادين ده تن أرجانيزم أدمي شوفتري واشتاق شو حلق أتيع خلولا داتس هي أحيل شندهم بسم الله تعالى دو أقشع يو بس إمديت أقشع إذا نوتشني إيش حق هري وجي أتذا أو دون أت قوس لشندوي إذا أت دوتش ثاني دون شو بتاع بوصل بنفسي شو بوصل بنتي والروات هربوصل بين دوسش خانة إيش إيهم نشلو إيش داسن داتر كونكريت نشيء دون ديل وسق عبادة دون الله وسق عبادة قطع ديل وات ألدوسن دين دور إيش دا دي شدور إذا هم نجلت جا هردري تنقش تالي إذا أوه تأت قوس لشندوي نعم это доводишь إيش داس фонды Сенсей, Сергей Томсос, Валерьевич, в может, принципе, уже сказал тебе все, но ты говоришь, Шейник Кацани зашел и Уихар. Я тебе скажу, я думаю, да, скорее всего, потому что голос похож, но от того, что там фотку поставили, ник написали, для меня лично это вообще здесь в чате никакой аргументации не является, потому что написать все, что угодно можно. Aže samo er uavčon. Dele švoj. Ezvuji jeruj saburdin sen. Sa si hvalun. Sa er uavun. Амаутон лишь постоянно учу. Сабурдин да чеквала это да вот дистергуя. Пойда мума дата ол, янахчи камен дата, единен дата, яхайна дата. Са оот. Сата. Ва? Вохко варха. Мухаммад. Хажа. Шка манифест ютсо. Турта خواتن تون نیکیم شا از وعال چوین سگوه دیل مستا دیل حلیش محمد پیامبر صلی الله علیه و سلم تون حلیش حچوینه منیفستیروت وی شا خواتن مسترسف دیالوگ وال سگوه هو لدو واقع سنسي دون هو حين بقوة نيرن داير حق ما قال بوش لا شيء داير لا كده قال بقوة حين وقتها يحكر شو يحكر شو لحون يحصل إيميل شو إديل مستقبل عيوق شو إنشك آل دي زك آل أروح كرويز أما هو شو سيتي تقول شو دي إلش أصدق شقوال قدق والوش ولا واتسح دون إصابر داتا مو أنا وشو Я вот не понял. Да, что Элла, что Мухаммад, Томсо. Я не понял, где он сказал. Я вообще этого не расслышал. Обычно кучвах إيش دوزناش خادم بول تاج ناخا تومсос бисхулич бац. Томсос и маситус элладу. Но я не услышал нигде ни манифеста ШУЛ. Я вообще это не услышал. Где ты это услышал, я не могу понять. Да это уже не важно. Адитейш забыли эту тему. А я хотел конструктивно. Томсо. Андрюши, тебе один вопрос. Соборни эр мована сахатер духи вдом. Дейла тиш илер идейла هو شوية نشاو عالم شكلنا جوال إيش قيتم بقى الناس نادونا مشرك شخل قيتم بقى قيتم سيرة مخلي قيتم نون ديل شادي قلنا جوال أما إيش شو ديل واتن أطيش والديل سو تعاش شين عبادة تع جين دايتنا
инструкции цапаир марвает, но хома денишон. أزوان ده إيش مداتون قش مدو عن كورتا بالحيط أو ده هو إيش عن جاندا قش ده كديت ده وي شو خزي هون سبريرو ده كيف عين تعمل مدو شو ديلو يستحق ولا ديك نقشو دون شين بوق دي كده هايو إيش دوي طبعا إيش وين حداش ده قدوق ده وأز مدي ودك مدي إيش ديك خير بوشوين يود تجي إيكي حاجة حاجة دواتن تانونا وندوق كيتين سو سابني بيري دوات دي نيزنو شون إسحان آغور دال ديك وودك شون دي تنزخلش دال شيغر سابايمر وقت تنزخلش ساجين شون دواس تنزخلش شون خويل دات ديك وو هدو طبعا أش تعلي يلوش ديك دات دون أشين ديكي وو أغاستين دول إذا دال دائتن خل دول بق دول دين دوي دون أوت دين شردو شو ديك شو وو فيتو عنو شو دال أش حديث سريع دال حقوال نشو آقرو إيسان عيب نشتن دون ساعة جاين هما سيغيشتن فيتو حقوال نشو ساعة إنستروكتي سيالش يقر شاهون قالن دو سيالت وشك يدون شين عبادة مودة دي سيالت وشك ديك هدو وهدو سيالت وشك فيتو أخ أش هن سموغ تيشويز مثلا سو بوصو بدين جوات سو допустим حيق لدو شو سو نخشو أعباق سيق دون وحجل شيشالر ودون مثلا زود يدير ديك دون با أيوخ سونت ها بينس حدوش دون تؤش دات سون سأفتريتيات نيستوشن كيس سون هو دالور دوا إشتوال استغن يدو مثلا دال دون يستخون مثلا تخون بصوب ناغن صابر دي يستخون مثلا بصوب ناغن دال تخو حق ولا مش حق ولا ديت سديت ندخل دال تخون بايمر وقتنا أوت بايمر هولو تخون قرآن دايتنا أوت بايمر سنة دايتنا تخون ديكي وي شاد ديك وعدل نتخون أوخ دتيزك تخون تدلندك فردنك إذا وعدل نتخون أوخ ديك تخون ديك خردك وعدلنا أوخ دمكش لك وعدل نتخون أوخ تديش غول آخرين ديك وعدلنا دمجر دوسك وعدلنا شادقون دين وعدلنا سندل تخون ديك هدوخة أو هدوخة دال وحق ولا نشوط تخيل خائت نتخو هون قوالندو شين عبادة تقوالندو يتخو خائت نتخو لال أوت جايني شوح يوق عبادة شين موغد ديزا حديث نتخو عامي نتخو أوتصل دوك إنفرماتي يلا تخون دال تخو حق ولا نشوط شو ما تهمش نديت نشو دال دون حق ولا قيت ساعة إنفرماتي تسلوش نوت عشت حيب نشتن عمو خيرت شو إيش إذا نقام خي وقت والله موش تخيل دو تعياز بنا أطو تمش بنا ياجنا تاع إستوري ويتنا ما ياتي باتشتي حقولوش لقوة وشونت أكيد عم كل دو أشتن قلت دول تدي ويتان قل دول ديش شين هما يايتن سهج دي وي موخاش سابونين والنخش ديس هدا ديز وي أديس ديزق قوچو چوخ شوك ويشتلت ويز ميل ولا سيتقي چويتا ميل ولا حرمتو بيدعوات ونخش دات نخش ما توشا قيتا قيتش شوينا قشت ووشا ويستخش تعقيتم چوخ قيتم چوغو تو شي منين ويسكو ويهدو قشتك طبعا أسمع هون أويل هم هون أسألك هاي أويل يلا أسأل دون هم كده شهون بدون وتيانين شاي أويل يلا هذول الشيء شو دالي بيح مرة سيت أقيدش بو سي أو شيء بدال متأكيد رباط شو новый оскорбляете то что нам дороже нашей жизни и жизни всех наших близких и родных. Шуцание аж иштакидеш лучше шуцание ну априори дуи конструктивный диалог хилел дать что белгал валар гуй такиды на он белгал вал такид на но пармат уй ша манифестировать вен чувен шие суртотан шие никелан чувен охча бистрилушание сунга адики еза шербар ас тумсо аха бо типа
Я сам буду решать. Но дели пойму такидыш бол наха, шаш манифестировать без шаш из вон баш сага, охчасун камел му дает. Эду адрушит. Тхон хати такидах, это не ограничивается. Что если вы домогаетесь до наших, до всего, что нам свято, это тоже как бы идет в эту копилку. Так что цаишун такид, шайчата щу макид, чтобы у вас была дорога. Бистхил, шайкам майцан, шукам бусур дон шайдер, шукови сег холцна. Это иствола шукам, шукам традиции, шукам героиш бусур бон адрушит. Шутохан аш ба демократии, цани аш выбора, что кисин бахайтур бушун шукамбас. أمدو قلدلك طخن أهليوش لو دين تانا حقش دات حدو تشخيش أمدو دقق قيش دقيتو أدوه ليش لك ذكر Huyo دق nazvani, موت يشك dini nazvani, huyo almegi. سوفيزم يوق سيشك سوفيزم سنات هنا عندنا No buso, din madoez, haja, قرعنا تيش سغل ساعة سوفيز بخلي ليشا يا تقيتيو قرعنا أوشون باش بو اشت خوجة تكيخت بو Adrashit, Ilamas, Dashkena, Milchmata Dora, Ilamas. عربو متعدد أصلا عام مدر التعبيس من Rezo Chwatio. لا لا وريز واتقصون كان كريتنا يوتشوكو Yar Hartsu, Jerdu Nisnak, Agay Tuma Madatsa. وإزقوان تخن ويحاوخ Sabardia, Ketchum Water, Deras. Diki Hu Moders the Wall, Busol Sahilch. هاي أدم خلا أدم خلا Sabardia, Adam, Fulara, Saglash, حين ودش حين وقت ناغن مدينة Saglash, Shual Walla. هو ده وجيش ده يتنا ده وقوق خده Busol Din وده Madu. وصل دينا دلا Ахтаган дал гяч дойлцун эл. Я Бусул прошу на прощения, мовалар. а в какой момент мы будем следовать регламенту, так как там было написано, что на русском языке будет? Да, на русском. Да ладно, давайте Саюха Огус. На чеченском я уж Огуса. Все, давайте. Подготовиться один. Адрашит, Анвельчхайна, он Уешом Дацерис. Цунде Луксо Цецвел, Ашков Дуэ. Так, подождите, все, мы либо переходим на русский, либо отпускайте его. Все, Тунцо, шубиш, да, Нахчуматамел, Огуса. Там же еще очень интересный момент, странный у него. В отличие от многих людей, кто заявляет, что при упоминании пророка, алейхиссалату вассалам, он из Корана таслим делает безоговорочно в любых моментах. Даже мусульмане иногда забывают, он при том, что говорит не верует, но соблюдает достаточно хорошо. Я же говорю, он прям мазохист. Это он же старый, он взрослый человек, он выработал этот рефлекс. Издевается над собой. Это было, конечно, смешно, это все. Интересные персонажи у нас сегодня в чате, однозначно. Я их давно призывал, видимо, сегодня они решили толпой сюда грянуть и как бы... Сенсей, тебя не поймешь, то, короче, не давай слова, то я их давно призывал. Кстати говоря, действительно, ты тот человек, который, когда их здесь нет, ты их прям зазываешь сюда. Когда они приходят, ты начинаешь возмущаться, почему им здесь слово дают. Тумсон, я рассчитываю на таких, как Куросава, понимаешь, а не на таких, которые домогались действительно до всего святого. Оскорблением и мацар посвишвар паймар сахаб саллаху алейхи вассалам сахаб шбандич буальч дуй этса дадер задиш дартсинсдам. Вот Тумсон, сацера Багдадиш. Его же уговариваются бандиты, да, им сосировать. Уговариваются, с киногу про другого речь.
Риторик, Да, цателю. сегодня эфир этих исламофобов, да, ты понимаешь? Ну да, они сегодня, Да, у них кстати. было нашествие, они опять делали свои попытки. У них вообще во многом, я замечаю, они как будто бывает разведка боем у них идет. То есть у них еще нет сформулированной стратегии, тактики в Доктрина. дебатах. И вот, допустим, у нас, это я сейчас громко сказал, например, если мы возьмем каких-нибудь апологетов ислама, то в любых дискуссиях, те, кто ведут дискуссии, например, с христианами, у них есть там какие-то свои тактики, стратегии, они знают, что на что отвечать, допустим. Есть уже какие-то вопросы, какие-то там попытки этих же дебатеров, когда они знают, как на них отвечать. Те, которые внутри исламских разных течений ведут дискуссии, споры, тоже уже есть наработанная схема уже, но там кто-то отвечал, имамы веков 10 назад уже какие-то моменты разъяснили. А у этих ничего такого нет, у них просто здесь и сейчас вот вообще вся их доктрина образовывается. И поэтому у них какая-то вот разведка боем идет. Они заходят, начинают какие-то свои доводы приводить, получают контраргументы, в основном у них не бывает ответов, у них как бы вот эта атака захлебывается, потом они, видимо, у себя там где-то обсуждают или что-то там думают, вырабатывают какую-то стратегию новую, с ней заходят. И, в общем, вот так постоянно делают попытки. Вот сегодня в чате была, видимо, очередная такая у них разведка боем. Мне, знаешь, вот этот момент понравился, когда они приводят довод, практикуется исламскими странами, и он не привел никакой единственной организации, ИГИЛ он привел, а как раз-таки исламские страны, ну, в любом случае, формально, вот и Саудия, Катар, там, Арабские Эмираты, что там еще есть, тот же Афганистан взять, вот те мерзости, которые он пытался навязать исламским государством, они же не практикуются в этих странах. Вообще близко даже не практикуются такие моменты. Вот просто даже на этом его можно было заткнуть, так как сегодня эти страны формально в шариате. То есть тоже Саудия, Катар, потом там Бахрейн. Ну, в любом случае у них шариат. И по шариату живут эти государства, живут неплохо, свои законы. Да, у них есть смертная казнь относительно некоторых преступлений. Мерзости там не практикуют. Они никогда в жизни не приводят в довод эти страны. Они пытаются приводить вот эту организацию. Даже тот же Афганистан, если взять сегодня, когда они проводили поджопниками США из своей стороны, они начали с того, что ликвидировали вот эти опиумные поля, начали засеивать их пшеницей, потом начали выявлять вот этих извращенцев, которые практиковали всякие мерзости, тоже их пресекать, где надо казнить, ну, вычищать. То есть даже в том же Афганистане, который они с ухмылкой, с укором пытаются, там даже наводится порядок. От той грязи, которую насаждал именно США там. Может, у этих людей какие-то психические отклонения, потому что в том, что они говорят, нет никакой логики. Я вот не могу понять. Религии. Вот просто люди, варвары, в свое время поняли, что религия — это единственный путь развиваться человеку. Кто принял там христианство, кто принял там иудаизм, а потом и ислам. То есть человек развивается за счет религии. Эти за счет религии развивались и 100 лет назад придумали этот коммунизм, безбожие, и думают, что они самые умные и что они могут без религии обойтись. Кстати, тут было проговорено о Тумсо, мы обсуждали это, я пытался слово взять, но не успевал. Что у них нет доктрины. У них есть вот действительно такая местечковая тактика, как Тумсо говорит, боем. И я тут смотрю, как некоторые люди, видно, что они взаимосвязаны с этим Бхарматом. Ну, друг друга, видимо, они как-то уведомляют. Вот этот вот, например, который Тумсо вопросы задавал с Блэкбери, кажется. Явно был человек, вот это вот Пармата.
Он как бы дает такую пищу, другое заходит, и у них такие комбинации еще работают. И вот еще есть вот этот тип, которого мы заблокировали. У меня подозрение, что один тут сидит, он же сидит, точнее, под другим ником. На самом деле очень хитрый. И еще что интересный момент, вот у этого их главного идола, вот этого Пармата, у него есть как бы вот в команде люди, которые не являются общечеченцами. Вот тот, который Блэкбери, Томпсон, например, вопросы задавал, он явно или русский, или же, ну, явно он, короче, не чеченец, потому что его акцент, он не Акцент чеченский. армянский, явно. Возможно, я не знаю, я не знаю, точно не могу определить. Но вот интересный даже момент, вот эти вот связки, то есть сразу Враг моего врага мой друг. нет, сразу возникают какие-то вопросы. Интересно, что это такое, почему это так? И вот вообще их вот эта постановка, как будто это люди, шагающие не сами от себя. Я даже думаю, что они люди, которые, может быть, приняли христианство из-за там этих документов, я не знаю, и они прикрываются атеизмом или чеченскими традициями, не знаю, и хотят как можно больше нанести урон исламу, что ли, не знаю. Все мимо. Все, что вы сказали, ваши все предположения, это все мимо. Мы из разных народов, просто мы единомышленники с форматом. Единомышленники в чем? Ну, есть такая часть ислама, которая воинствующая, из-за которой люди умирают. И мы просто показываем, что такое настоящий ислам. Слогал этого. Смотри, сам как 175 миллион людей убито христианской цивилизацией. 125 миллионов людей убито атеизмом. Это прошлый век. Ислам даже не на третьем, не на четвертом месте по введенным войнам и убитым людям. Он на 5-м месте. И вы пытаетесь заявлять, что ислам воинствующий. Возьмем последние 30 лет, просто даже не 300 лет, в котором вся европейская цивилизация христиано-атеистическая, просто по уши в крови. Возьмем последние 30 лет. За последние 30 лет вы убили более 5 миллионов мусульман в разных точках мира. Я никого не убивал. Я бывший мусульманин. Нет, вы убили. Вы знаете почему? Не-не-не. Потому что у вас идеология одна. Вы придерживаетесь именно одной идеологии, безбожия. То есть ваш Бог – это то нечто, которое вам позволяет все. У вас ограничений нет и не может быть, потому что нигде эти ограничения у вас не прописаны. Этими же критериями руководствуются те, которые бесчинствуют на этой земле, убивая и проливая кровь невинных людей. Вот. Все. Слушай, сам Харач, ты сказал, когда он тебе предъявил, что я никого не убивал. Но здесь как бы я тоже никого не убивал, и присутствующие никого не убивали. То есть по какому принципу, получается, вы не по адресу ведь заходите? Ну, тут я смотрю, тоже такие же ваххабиты, саляфиты здесь сидят. Тут много, они сидят, слушают. Нет, смотри, некоторых узнаю. Ты вроде бы сказал, что вы типа вот с радикалами у вас какие-то терки. Так? Да. Я, в принципе, понимаю, что ваше появление – это следствие появления радикалов. То есть вы как будто бы такой груз на второй стороне сейчас, то есть для балансировки вы появились. Но при этом ваша деятельность, она направлена не на них. Вы не идете на каналы этих радикалов, вы с ними не спорите. И вы их-то не опровергаете. Вся ваша работа направлена против ислама. Тумцо, мы идем. Вы просто не знаете, как мы работаем. Мы идем, мы их выявляем, ищем, узнаем, кто эти люди. Я вижу вашу работу, потому что вы сами выкладываете. И все, что вы выкладываете, это чисто антиисламская риторика. У вас нет конкретного противодействия организациям, этим террористическим, там, радикальным. Нет, у вас вся работа это вот против ислама.
Вы просто Да, а как неграмотных нам людей этих как бы людей сбиваете. выявлять? А как нам Да этих зачем людей их выявлять? выявлять? Если такие радикальные Нет, видео не здесь снимать, дело то не в они не придут к выявлении. нам. Здесь дело не в выявлении. Ты же мусульман не выявляешь. Ваша деятельность, она, вот вы записываете видео, в этом видео идут нападки на ислам, на пророка, мир ему и благословение Аллаха, на какие-то основополагающие исламские доктрины. Но у вас нет нападков конкретно на ИГИЛ, там, на их каких-то руководителей, на их какие-то их доктрины, там, то, что они делали или провозглашают. У вас этого нет. Я вот сам видел, как эта исламизация идет в России также. Как эти мечети резко начали расти, и все начали бороды отращивать, и подались в салафизм. У меня много друзей ушли в салафизм. Ну, в Понимаете? салафизме-то нет проблем. Проблема же, ты же говоришь, что вы боретесь не с салафизмом, а с радикалами. Вот радикальные салафисты. А где ваша работа против них? Вот один ролик у вас против них есть? Вы же не Есть, мы боретесь с А ними. при чем работаем. тут Ну, ты можешь одно ради... видео скинуть, где вы целенаправленно, допустим, против ИГИЛа что-то записали? Ролики в этой Так системе не радикализм главное. начинается с женитьбы на двоюродной сестре. Послушай, Приблизительно, Сэм, да. можно вопрос? Да, Вот конечно. сколько этих радикалов забирает жизни людей, россиян на сегодняшний день, и сколько жизней людей забирает война, тем самым власть, так сказать. А против этой войны, против этих убийств, так сказать, вы боретесь, что-нибудь предпринимаете? Ну, антивоенные Или для ролики же вас, тоже как бы есть. ну, а вы Понимаете? Ну, мы лично все или понимаем. ваша организация что-нибудь против этого делает? Я понимаю, вы против зла в целом, да, а не против того, что именно мусульмане совершают. Не, мы много с кем общаемся, и с политиками, и из Европы тоже общаемся. Работаем со всеми. Ну, в смысле, вы общаетесь официально, открыто, вы что-нибудь делаете? Мы же не организация. Мы единомышленники. Да нет, о А чем тут что вы говорить? делаете? Вся ваша деятельность, она в интернете. И я тебе говорю, у вас нет ни одного видео, о котором вы действительно опровергали бы или противодействовали бы радикальным организациям. У вас этого Ну, нет. Вся ты ваша все деятельность видео против ислама. посмотрел, да? Все видео посмотрел наши. Да, вот все посмотрел, изучил от и до Надо все, что есть, и повнимательнее. вот нету у вас ни одного. А если ты хочешь это опровергнуть, ну скинь. Можешь Были видео. назвать критерии? Один канал из-за тебя был забанен Хармата, следующий опять приперлись, тоже забанили. И этот шейх тоже Так забанил, тот жалобу канал, кинул. который я забанил, на этом канале не было ничего против ИГИЛа. А можешь Ну, назвать окей, критерии, по окей. которым вы определяете радикальный салафизм, как ты сказал, или ислам? По какому критерию вы это определяете? То есть как ты понимаешь, ну вот этот мусульманин нормальный, короче, а вот Ну, этот те, мусульман кто... не. Тот, кто Ну, Так я курит, не это вы же против, не пьет, мы не короче. понимаете, против мусульман, поймите, мы не вы же против не мусульман. работаете точечно Нет, ты сказал против... только что ты против радикального ислама. А как, по какому критерию ты определяешь? Вот ты смотришь, да, на человека. То есть как ты его Мгм. определишь? Он радикальный мусульманин или нет? Какие у По тебя? То есть общению, у тебя конечно же же, есть по список общению. вопросов, которые ты себе сам задаешь, и ты определяешь ход твоих мыслей, ход твоих действий. Ну, Вот. сура 9.29, пожалуйста. Не-не-не, вопросы, причем же сура? Ну, вот я вопросы задаю. Подожди, Он как Гагариненькая, придерживается этой подожди, суры? не Нет. уводи нас, пожалуйста, в теологию. Подождите минуту, подождите. Скажи, пожалуйста, сам Карач, Басаев Шамиль, он для тебя радикал? Я, знаете, в чеченских вот этих политических лидерах не сильно разбираюсь. А в чем ты хорошо разбираешься? Я же не за политику Чечни тут топлю. Я же сказал, я за ислам. Так он тоже не только как политик, он как и исламский деятель. Шамиль Басаев, он, по-твоему, он вообще кто? Радикальный? Но Или я он не вообще чеченец, позитивный? я не имею права обсуждать Подожди, ваши если политические... он исламский деятель, ему надо всех деятелей знать, я не понял. Это что за прикол у тебя? Подожди минуту. Он пророк, что ли? Я не могу понять. Подожди, если ты говоришь, что ты не разбираешься в чеченских темах,
Ты не можешь рассуждать, а почему ты здесь среди чеченцев? Здесь ты с нами, Я почему же ты это про обсуждаешь? ислам говорю, про ислам. Но я тебе тоже там говорю, про ислам говорю. С Ты точки зрения складываешь одно ислама, с Шамиль другим. Басаев, он кто? Причем тут Как для одно меня с зачем? другим? Я не чеченец. Зачем ты у меня спрашиваешь про чеченских лидеров? Я Ты обсуждаю говоришь именно про ислам. ислам, я тебе говорю, ислам Шамиля Басаева радикальный или нет? Я еще раз говорю, я не знаю чеченских лидеров и политику их не обсуждаю. Окей, я тебя спросил, а что ты тогда знаешь? Ты говоришь, я вот про ислам. Я тебе говорю, а вот ислам Шамиля Басаева радикальный или нет? Ты мне один и тот же вопрос задаешь. Я тебе уже ответил на это. Тогда Он же спрашивает получается, через ты... призму ислама. Через призму ислама он тебе задает вопрос, не через призму политики. Нет. Ты про личность спрашиваешь. Я говорю, что я не говорю про эту личность, потому что я его не знаю. И я не чеченец. Я никакого права не имею лезть в чеченскую Понятно, землю, тогда вопросов к правила. тебе нет. Хорошо. Тут у меня вспомнилось выражение. Включи этого Warrior, он не будет ругаться. Раунд. Почему ты не ответил Warrior. на вопрос? Warrior, включите, пожалуйста. Так я ему тоже Это привел тоже наш. то, что именно мусульмане, то есть не то, что мусульмане, а именно вот этот секуляризм и христианская цивилизация убили очень много людей за последние 120 лет, включительно последние 30 лет. Что ты по этому поводу Это скажешь? под именем христианства делалось или что? Естественно, под именем Где демократии. в Библии написано где-то «идите Там, убивайте» смотри, тех, кто не я верит в тебе Аллаха. сам смотри, когда тебе скидывают бомбу во имя демократии, какая разница на того, кого ты скидываешь во имя демократии или во имя Христа? Ты о чем? Это ж глупость. Ты Вы у что? меня спрашиваете за Я христиан тебя каких-то, спрашиваю, за какая демократов. разница? Если во имя демократии на тебя скидывают бомбы и убивают миллионы твоих сограждан, это Каких как? моих Давай, сограждан? можно ему вопрос прямо? Он за россиян беспокоится конкретно. Да, Я при вообще Вот чем? не за сегодня Я, Россию. россияне он каждый просто день обвиняет. тысячами Ага, погибают. yes, Что ты против yes. этого делаешь? Что ты предпринимаешь? И почему ты сосредоточен именно на исламе? Если ты Сабрина, против зла, против А убийств, почему ты я должен должен, против всех быть почему против, я должен должен идти быть за пристрастным. Россию, против России? Я за Украину, Нет, ты например, не моя должен политическая. против, я не должен против России идти, ты должен против как бы этой войны, против этих убийств должен ты быть. Если ты же говоришь, ислам опасный, там, воинственный, там, для Ну ты за людей. меня А додумываешь, брат. Да я Может, уверен, он нет, ты радуется. так сказал, ты почему ты убийств именно сколько. против исламской опасности, а против опасности, которая у тебя под носом, против этой опасности ты вообще не Вот меня выступаешь? эта религия затронула, мою жизнь и как бы моих друзей, и поэтому я против именно Смотри, радикальной части сам, ислама. что чаквалы это? Ну, значит, ты... Я сабурдин чаквалы, ага, да. Сам, смотри, вы украинцы, да? Секундочку, дайте секундочку. Один Сабурдин, вопрос окей, задам. Сабурдин, Тумсо, окей, Тумсо, один Сабурдин, вопрос задам, и все, я закончу. По-братски, Ладно, короткий Сабурдин, вопрос. я задаю вопрос Сэму, потом он отвечает, и ты задаешь вопрос. Смотри, Рокки, Ой, сенсей. ты украинец. Всю вашу историю вы боретесь то с Я немцами, не которые... украинец, А кто ты? неважно. Ну смотри, возьмем христианскую Украину, а ее как бы осаждает то Европа, Да мне не интересно это. западная часть, то Россия с восточной части. Их бьют по морде. Причем тут ислам, например. Ты зачем На меня отводишь Хиросиму, от темы? Я же на сказал. Хиросиму и Нагасаки Мне бомбы не интересна ядерные. эта тема. Слушай, на Хиросиму и Нагасаки ядерные бомбы скидывал ислам. В печах. 6 Сенсей, он миллионов. говорит, что ему В это печах. не интересно, у него чисто проблема с исламом, он В печах, сам да, бывший Мамад, я понял. мусульманин. Я просто последний Ой, повод. сенсей. В печах Книги 6 что? миллионов евреев, мусульмане, как бы пивали в печах, то есть мудро жарили или как Сенсей, это. зачем у него это спрашивать, если он тебе говорит, что ему это вообще, то есть он не занимает, то есть ему плевать на это все. Он чисто, у него проблема с исламом.
У него он видит только зло. Обосновать он должен, в чем проблема. Ну, он не хочет это обосновывать. Просто давайте оставим человека. Я за политику эту не хочу говорить. Я же Он за сказал, у меня есть политику не определенные знает, он группы там за... исламистов, есть проблемы у меня. Вот он Тумсо, Вот и дайте все. Я же не против секунду, всех дайте мусульман. это. Пусть Дайте он скажет, секунду. он хочет Тумсо, ты тут? спросить. Тумсо, один вопрос тебе. Слышно? Тумсо, Слышно, да? Задавай. в первую очередь, скажи мне, ты чеченец или мусульманин? В первую очередь. Слушаю ответ. В первую, да? В первую очередь, ты чеченец или ты мусульманин? В первую очередь. Меня А? Тебя не слышно. Он не чеченец А сейчас вообще. слышно меня? Вот сейчас слышно, да. Что-то на этом вопросе у тебя связь Все нормально, пропала, да. я В первую немножко очередь, ты чеченец или подозрил мусульманин? Все, я понял, Бывает, услышал твой бывает. вопрос. В первую А, очередь я бывает. мусульманин, От потом моих я чеченец. вопросов все барахлит, бывает. Все понятно. Ты мусульманин. Окей. Больше по-братски не говори. Смотри, только нигде не говори, что ты чеченец больше. Продолжай быть мусульманином. Вопрос закрыт. Мне, в смысле, просто надо подчиниться. Что это было? Я подчинил тебя. Все, вопрос Искренне закрыт. радует, Твоя что свобода. искренне радует их вот этот, именно что они такие, их уровень, что такой. Это очень радует. Потому что И никаких, после этого где тут радикальность? никаких Надо шансов у них задавать в будущем вопрос. нет. Да, вам Ты, будет, походу, настолько глуп, что нацию и религию не различаешь. вам будет очень это неприятно, но я буду продолжать говорить, что я в первую очередь я мусульманин, Можешь продолжать без затем, проблем. Ну, затем я чеченец, я еще, видишь, имею возможность закрыть тебе рот здесь, продолжить до конца, и ты будешь вынужден это слушать, как бы тебе это неприятно не было. Такие вот вы мазохисты, вы даже не можете отсюда выйти, вы сидите и мучаете себя. А посредством какого мышления вообще этот вопрос возникает? Это дедуктивное, и, не знаю, индуктивное, или от общего к частному, от частного к общему. То есть как это вообще вопрос может в голове возникнуть? Ты кто по национальности первый? Или там ты какой религии? То есть если я Это русский, и круто звучало, наверное. если я русский, и я там, допустим, там буддист, то есть я буддист, значит я не русский? Что Нет, это в его вообще? системе координат, наверное, Это этот вопрос круто звучал. И в первую очередь, это что значит? Одновременно и чеченец, и мусульманец. Так не бывает, что ли? Мусульманин, то есть. Так не бывает, что ли? Мусульманин, это этнос, Ну, это понимаете? превосходство арабов над вами. Вы выбираете именно арабов в первую очередь, а не Подожди, Я знаете, секундочку. что подумал? Это Это вопрос меня, превосходство евреев, если... этот вопрос меня, знаете, на что натолкнул? Представьте, что вы с тренировки пришли такие все потные, голодные, заходите домой, и мать там или жена, не знаю, ты говоришь быстро, я хочу покушать, я голоден, положи, пожалуйста, покушать, а я пойду пока ополоснусь в душ. И она тебе говорит, ты в первую очередь голоден или ты грязный и потный. Ты говоришь, ну, в первую очередь я, наверное, потный, главное, приму душ, и тогда больше никогда не говори, что ты голодный. Давай пошел в душ. А как включить звук человеку, если ты ему отключил звук? Сам Карах. Ислам не от Сенсей, арабов дай-ка, пришел. я к этому момент хотел один отметить. Сам Карач, ты сейчас что-то сказал, это превосходство арабов над вами, чеченцами. До этого, когда тебе про Шамиля Басаева вопрос Тумсо задает, ты не знаешь, ты не чеченец, ты в это не Не лезешь. только над чеченцами я не говорил, что Подожди, над вами я подожди. над всеми имел в виду. Ты как конкретно сейчас в контексте нас это говорил, потому что это было конкретно в контексте нас, потому что вопрос касался Тумсо чеченец или мусульманин. Он даже И вот произнес ты, это над вами, чеченцами, он сказал. да, и ты это конкретно сказал.
И получается, у тебя тут немножко несостыковочка. То ты за чеченцев не говоришь, потому что ты не чеченец, а тут ты прямо за всю нашу нацию сказал, что это превосходство арабов над нами. Ты как бы определись. Ну да. Давай египтян тогда возьмем. Вот египтяне называют себя арабами, хотя они не являются арабами. Ну окей, Нет, тогда давай я возьмем тебе Басаева. советую Они египетский даже час забыли перейти, свою окей? нацию. Нет, давай мы возьмем Басаева. Если ты не знаешь про Басаева, то не говори нам и про остальных. Либо давай про Басаева закончим, а потом уже про других поговорим. Либо нет, так не пойдет. Да что вы меня привязали с этим Басаевым? Ну, просто для нас важно. Ты уходишь от конкретного ответа, а тут ты начинаешь Если рассуждать о человек не в теме египтянах. про Басаева, Абу Садам Шишани, если человек не в теме про Басаева, он не владеет информацией, Так почему он вы... про Египет тоже не владеет. Агария, Нет, жена. здесь Может, дело он не в том, что... владеет про Египет. Может, он Здесь, владеет. здесь дело не про Египет, подожди. Здесь вопрос в том, что он сказал, что он не знает вообще в чеченскую тему. Кто у нас герои там и прочие лидеры. А потом заявил, что это превосходство арабов над чеченцами. Здесь уже есть противоречие. Либо он знает и просто понимает, что его сейчас мы поймаем, либо он должен на вторую тему не говорить. Пусть тогда Здесь оставляет чеченцы, вопрос чеченцев. здесь чеченцы были использованы как любая другая национальность. Вместо них можно было любую Нет, здесь конкретно национальность были мы сказать. обозначены. Ну, Здесь были мы потому что эти обозначены. чеченцы в основном собрались. Поэтому он и сказал. Совершенно верно. Тогда будем говорить о чеченцах. А о египтянах поговорите на египетских каналах. Они пришли сюда не то, что здесь чеченцы собрались, а здесь, что мусульмане собрались. Здесь же не Здесь только мусульмане и чеченцы. чеченцы собрались. Только же. А почему он именно египтян привел пример? Почему не турков или не иранцев, например? Ну, Потому что иранцев, придумал. персов, кого угодно, хотя афганцев, которые тоже забывают Турки свою нацию. последние 700 лет превосходили арабов во всем военном, во всем плане, во всех Это планах. Османские империи, это совсем Ну и другое. что? Это Почему? А это суфийский значит, что арабы их ислам они превосходят, что ли? принесли. Не, Суфийский ислам это принесли. Они не получается, арабы их подчинялись халифу. превосходят, что ли? Ислам. Османская Они империя никому не халифу не подчинялись. Их подчинялась. султан был сам халифом, он когда взял Он Мекку и себя так Медину. назвал халифом, Ну, да. как бы Он был там ни было, султан. он контролировал все святые города мусульман, и он был суннитом. И как бы турки последние 70 лет, они во всем превосходили, можно сказать, все остальные мусульманские народы, в том числе и арабов. Почему вот ты не 700. говоришь, что арабы превосходят вот турков? Почему ты этот пример не приводишь, например? Нас В они, может, хадисах в чем-то написано, в превосходят, хадисах. потому что мы очень малочисленный народ, и поэтому, может, они в чем-то превосходят нас. Но я не считаю, что я ниже или выше араба. Я много арабов знаю, например, они тоже не считают, что они выше меня в чем-то или лучше меня. Ты уж поверь. Так это В Коран, не ты. хадисах написано. Вот в этом-то и различие. Там нет разговора про то, что кто-то конкретно считает. Это именно в Коране так записано. Ара, Что откуда ты Курайши Коран это знаешь? выше. Чего? Что написано в Барзев, Коране? Джан, откуда ты Коран знаешь? Ты даже не можешь определить мою нацию, хотя бы по моему имени. Вот, например, я твою нацию не должен был определить. Я должен был думать, что ты какой-то курайшит, но не чеченец. У тебя даже чеченского имени нет, и фамилии нет чеченского. А у меня Почему? есть, прикинь, имя чеченское. Вот у меня брат, да, старший, у него чеченское имя. Абу Он мной... Садам это чеченское имя? Не, мне Нет, Тумсо. Скажи, Тумсо это пожалуйста. чеченское. Это не имя у меня. Абу А Садам это почему не ты имя. представляешь Абу Садам? Ну, кличка это, что ли? Могу? Ну, то Он есть не Да, представился прозвище тебе такие. Абу Садамом, он представился тебе Тумсо. это погонял здесь. У тебя какие проблемы с Ну, исламом? хорошо, без проблем. Тебя как это ломает? Они такие же Хватит. агрессивные, как и я. Как доктрину под собой подразумевает, вот с этим у меня проблемы есть. Да что, а православие как А у вас доктрину что? несет? У вас что? Знаете, на Извините, у самом вас деле Да? прикол в том, что вот эти люди, они не являются атеистами, там, какими-то деистами. Определение этих людей — это именно исламофобы, потому что действительно вот здесь вот в европейских странах есть атеисты. И эти Что атеисты, такое они просто... исламофобы? Я не Исламофобы — это понимаю, вы... что это за слово исламофобы.
Люди, Исламофобы — это которые люди, боятся которые... ислама, Сам Карач, фобия. Да, заткнись, у них послушай. фобия, да, ислама. То есть у них исламофобия. Я не боюсь ислама. Не то чтобы боятся, а Ну, в все реальной время жизни давай встретимся. Это не значит, что ты обсирают, в там, подвале Гриш, прячешься Да, от ислама. Нет, ты просто критикуют, его да. любишь. работают. Дайте я Это закончу. такой старый вот этот прием, когда вот фобию говоришь, а я не боюсь. Гомофобы тоже не боятся геев. Просто так Так, при чем называют. здесь гомофобы-то? Мы Это про пример. ислам говорим. Фобия. Вот так же, как Фобия. вот вам пример приводили египтян, вы так же. Ты либо будешь слушать и соблюдать правила, либо тебе будут выключать микрофон. Не перебивай. Видишь, умную мысль говорят. Так вот, фобия здесь, основа фобии. Да, это переводится как страх, но это не от того, что боятся конкретно геев там или кого бы то ни было. А что ты само это явление, оно тебя пугает. Вот в чем суть. Поэтому исламофобы — это правильное название. Вы именно воинствующие против этого понятия, против ислама. Вы именно такие прям воинствующие противники. Да, вы придумали новое слово и дали ему значение сами. Это не мы придумали. Не то, что воинствующие, вредящие, вот как При, могут, так и вредят. при всем Да никто не уважении, вредит вам, а? при Мне всем вот уважении, мне, конечно, приятно, верьте что кому ты... хотите. Мне, Хоть конечно, Аллаху, приятно, хоть что кому. ты решил, что я это новое понятие придумал, но к Не ты сожалению, именно, не ты, мусульмане. до меня это понятие придумано Да, очень-очень да. давно. То есть различные фобии, они как бы присутствуют очень-очень давно. А ты Так это сам же не форма откуда, фобии. В Карач? том-то и дело, то, что это не форма фобии. Здесь нет страхов, нет иррациональности. Здесь есть рациональность. У В фобии должно быть гомофобии тоже нет иррациональность. формы страха. Там тоже не боятся, там наоборот охотятся на них. Вы поймите, что под фобией не подразумевается, что ты где-то испугался и в угол забился. Я же только что вроде объяснил, зачем мы обратно к этой теме пришли. Ну, здесь должна быть иррациональная составляющая для фобии. Кто Оно такой не гомофоб? просто... Давайте начнем с этого. Кто такой гомофоб? Вот человек напал на какого-нибудь нетрадиционного чувака, напал, его избил. Он гомофоб же? Его же так называют, гомофоб, но он его не боялся. Вот точно так же у вас, вы исламофобы. Вы нападаете на ислам не потому, что вы там боитесь угол забить, а вы их ненавидите, потому что ислам. У вас ненависть. Тут есть конкретная вещь. Например, если человек напал на какого-то человека, который является той или иной сексуальной ориентацией, это никак его не трогает до другого человека, который нападающий. Это иррациональная причина для ненависти к этому человеку. В исламе же есть доктринальность, которая гласит о том, что ислам должен быть воинственным. И да, у нас есть причины, почему мы не любим и против ислама, потому что доктрина, которая говорит и гласит, чтобы нас убивать и нас забирать в рабство и все остальное, конечно же, никому не может быть понравиться. И, конечно же, если ты представляешь Тумсо как чеченец, то ты должен понимать эту вещь, то, что доктрина ислама говорит о том, чтобы пленение, а не о том, что убеждение. Слушай теперь внимательно. Свободен, дай мне с ним закончить. То, что ты считаешь иррациональным, это твоя субъективная оценка. То есть твой этот гомофоб тоже тебе свою рациональность приведет. Что он напал не просто так, потому что от того, что ему делать нечего было, а он видел там угрозу для своих детей, для потомков и так далее. Он тебе тоже объяснит целую там доктрину, тебе выкатит. То есть мне твоя субъективная оценка, она неинтересна. Я лишь дал общее понятие того, что ты являешься исламофобом, так же, как там кто-то является гомофобом или еще каким-то фобом. Вот и все. Это не субъективные, это Кораны. Так, и Коран, это и дело, Тумсо, потому что, смотри, гомофоб не говорил, что изнасилует моего сына, гомофоб не говорил, гей не говорил то, что там возьмет там сына, там и так далее подобное, там в рабство, все прочее, это не было. Что поэтому по этой причине... Не возвращай меня туда, я тебе сейчас снова то же самое отвечу. Здесь утверждение не возвращай стоит меня туда. в первую очередь. Послушай, подожди. Тебе гей этого не сказал, но у тебя там был гей-парад прошел, понимаешь, по городу.
И ты из-за этого, вот тебе любой гомофоб тебе вот такую доктрину выкатит. И ты Что защищал они тем самым традиционные ценности. пропагандировали, и это твои дети и так далее. Поэтому не рассказывай мне своих субъективных суждений. Нет, если кто-то утверждает, что он собирается или намерен, вот именно, вот он говорит, заявляет об этом, ну, то, что у него есть намерение причинить мне зло, то тогда в таком случае это и есть объективная причина. Если какой-то По гей твоему нападает на меня, субъективному имеет желание, мнению, просто пример по с геем, не надо брать твоему, даже гей. подожди, по твоему субъективному мнению это объективно. Вот и все. Я тебя Ты опять защищаешься, пытаюсь. как это может быть Слушай, субъективное я мнение? На тебе тебя опять... нападают, на тебя, На ну, тебя никто не человек, другой нападает. человек говорит то, что собирается, намеревается с тобой Скажи сделать, мне, кто на с тебя твоим домом. нападает? Скажи мне, кто на тебя нападает? Доктрина ислама предполагает, что будет на меня нападение. Оно Нет. говорит, что я собираюсь взять тебя в плен, если ты не примешь ислам. У меня нет убеждений к тебе, ну, то есть я не собираюсь убеждать тебя, я собираюсь тебя завоевать, захватить, поработить, чтобы ты был покорен мной. Он не говорит о том, что я, ну, могу предложить тебе вот этот, вот ислам. Ты можешь мне сказать да или нет. Нет, он говорит о том, что он собирается, и как только он возьмет силу, что у него будет когда-то сила, чтобы прийти ко мне в мой дом, чтобы диктовать мне свои правила. Вот так. То есть вот в Это этом есть нет, объективность. нет, неправда это. Неправда это. Слава, это... Дайте То ему есть неправда. ислам, твой ислам этого не говорит, так, как я понимаю? Слушай, Нет, Твой вот в ислам не таком, говорит о том, вот, чтобы вот в той захватывать, форме. порабощать и все прочее, и так далее подобное. Нет, вот в той форме, которую ты сейчас высказал, нет, не говорит. слушай, Ну, я до мы не этого... против твоего ислама. Я до этого говорил таким же апологетам, как вы, что под исламом почти 10 веков в Сирии, как бы в Турецкой Османской империи, в том же Египте жили прекрасно христиане, иудеи, практиковали свои законы, там чуть ли не своя валюта у них была, свои церкви, все прекрасно, даже из Византии бежали именно в халифат, потому что халифат обеспечивал им защиту, не брал их на войну, ну, как бы не мобилизовал, и налогов было намного меньше. То есть они жили прекрасно в халифате. Почему за 10 лет их не вырезали, как ты говоришь, их на блюдечке выненчили? И В как... Сирии режут. Подожди, Сирии дай режут мне сегодня. закончить. Подожди мне, дай закончить. Христиан, Вот там, это друзов. антиихейская церковь, все вот эти церкви, которые есть в Египте, в Сирии, везде, в халифате, в Панатыке, почему их не вырезали по вашей логике? Почему они до сих пор Сегодня режут, существуют? сегодня. Там ни одного христианина не должно было быть по Да нет, вашей сенсей, это логике. слабый аргумент. Он тебе ответит, что они как бы жили униженно, и поэтому их не... Это вообще, давайте, это спор ни к Сегодня чему. режут. Сегодня режут же. Не, Нет, сегодня в странах, которые разрушили христианские страны и где анархия, в таких странах много чего, да, происходит. Это Но же кто нормально. разрушил и разбомбил? Кто разбомбил эти А за страны, что надо например, убивать Сирию, людей? Ирак? Где в Подождите, Саудовской он, Аравии? Ну там, подождите, он сейчас сделал заявление, он говорит, режут сегодня. Где режут? Друзов режут, например, в Сирии там. Кто режет друзов в Сирии? Подмосковье. Вот в Подмосковье режут, да, это правда. А где Не друзов? знаю, Кто режет? Подмосковье, Нет, вроде какую-то одну нет, новость один момент. нашли, там люди столько видео, как людей режут, да, вот. Где? В В смысле, Сирии, друзов? говорят, друзов режут. 7 октября вон Да, напали это на сильно Израиль, беспокоит. там зарезали, изнасиловали. Подожди, Израиль уже сколько, 70 лет оккупирует, режет, убивает, апартеид установил. Причем здесь ты наоборот берешь один случай 7 октября и теперь из этого делаешь правила. Ты что? Кто там Ну, оккупант? значит, убивать это нормально, да, вот этот джихад. Сэм, ты знаешь, Давай. что вы путаете? Вот Подождите-ка минуту, соблюдайте, это вообще интересный момент. Убивать это ненормально. Оккупировать, убивать это нормально? Оккупировать, убивать. Оккупировать чужие земли, Сколько убивать, миллионов выселять, арабов живет в Израиле? апартеид устанавливать это нормально?
сколько миллионов арабов живет в Израиле и сколько там мечетей есть в Израиле. Ты не И уходи от сколько в ответа. Я Палестине же тебя не есть там спрашиваю, сколько синагог. там мечетей и так далее. Я тебя спрашиваю, Ну, оккупировать, убивать, апартеид устанавливать. Это нормально? ненормально. Я в это, как бы, мне на это все равно. Ну, я именно говорю про Возвращаемся к само вопросу тогда убивать. обратно. Обратно возвращаемся к вопросу, где сегодня режут христиан? В Сирии, Сирии, господи, Где в Сирии? Сирии, сколько есть. Местных там Нет. резали, расстреливали. местных там Нет? взрыв устроили в Нет? церкви, короче, поубивали всех там. Ну Сами какие-то же и террористы снимают сделали. мусульмане. Сами Нет, же они и подожди. У них сняли. всех есть страх, что они станут наложницами. Не переживайте, чертей всем не Сэм, берем. можно Подождите, вопрос? подожди, Томсон, можно ему вопрос? подожди. Каждый здесь пытается что-то вставить, у нас не получается так разговора. Дайте мне с ними докончить. Где в Сирии убивают, режут христиан? Когда такое было? Я не видел. Недавно, вот пару месяцев назад было. И месяц назад видео появляются периодически, как они казнят В Сирии друзов. казнят? Да, Сирийская власть. мусульмане. Да ты не беспокойся, то, Подожди, что в ты Сирии хочешь, в там смысле, пару какие-то человек там... убили. Ух, Так, Бергмана придется отключить. Подожди, вы не обижайтесь, я буду отключать, кто будет мешать. То есть где-то, уже даже не важно, где-то какой-то преступник совершает преступление, это значит мусульмане убивают христиан. Так я тебя понял, правильно? А если наоборот это происходит, в подмосковной школе убивают мусульманина, то это не убивают мусульман. Это другое, Ну, да? ты также частный случай ты приводишь одного человека даже. Но ты Там тоже ведь приводишь частный целую случай. толпу людей убили. Кто убил? Когда? Ты о чем говоришь? Ну ладно, если ты не знаешь, окей, не будем это как бы разбирать дальше. Я знаю, что правительство Сирии никого там не убило. А Есть при чем какие-то тут правительство? преступники. Я про исламистов говорю. Да блин, эти исламисты, они мои враги. Причем, что ты мне про них говоришь? Так я ничего не говорю, я же тебя не предъявлял, я сказал, что вот Ты исламисты предъявлял? убивают. Ты говоришь, христиан где-то Тебе лично вырезают. нет. Вот ты у меня спросил, где убивают. Я тебе сказал, в Сирии убивают. В Подмосковье Сирии тоже мусульман убивают. тоже убивают. Ну, Тоже есть, наверное, убивают. да. И мне тоже это не нравится. Нельзя убивать мусульман. Если он хороший человек, там, вот как в Австралии эти ходили, стреляли, один мусульманин отобрал оружие. Ага. Молодец. Тогда получается, нет такого, что христиан убивают. Везде всех, кто плохие люди, убивают везде. Значит, нет такого правила, что мусульмане христиан убивают. Значит, ты Ну, просто из пальца христиане высосал это. массово никого не убивают. А чтобы массово было, это сколько надо человек? Я не знаю, в Писании хотя бы у них написано, что надо убивать идти. А писанием что считается? Конституция США считается писанием? Нет, я про религиозную книжку говорю. Ну, а что ты имеешь в виду под религией? Вот есть писание. Ну, у тебя есть Коран и суры, там, Ну, это у например, нас там есть. А написано. вот, например, у Америки есть конституция, и они пришли Ну, устанавливать Америка это не демократию. религия. Ну нет, это спорный вопрос. Христиан, если обвиняете христиан, покажите, где у них там написано, что надо Их убивать. благословляют перед тем, как отправить на фронт. Чего ты рассказываешь? Смотри, Но давай тогда. это Рашка вообще меня не интересует. Слушай, В тебе что США не скажешь, то же тебя не самое. интересует. Тебе что не скажешь, тебя не интересует. А как с тобой тогда вести вообще? У тебя в одну сторону, в одни ворота у тебя только идет Сирия, у тебя убивают христиан, а в Подмосковье нет. Чтобы было массово, непонятно, сколько человек нужно. Нужно, чтобы было писание, Конституция тебе Там не сколько подходит. человек убили в Подмосковье? Ну вот одного убили, ребенка причем. Ну, жалко, конечно, очень Очень жалко. жалко, конечно. А сколько пинают почти каждый день? Он там под лозунгами христиан убивал его или что? В том числе, Да. ну да. Они Сэм, же сколько Ну, в обычно христианстве нету такого, если взять там. они под православными этими... Как нету? Крестовые походы, они под какими лозунгами делались? Это под политическим соусом делались христовые походы. И когда уже арабы дошли до Испании, короче, и начали там делить Ага. между собой. Я не за тех и не за этих.
И те плохие. Но они Библию, как бы, может, и использовали, но там не написано нигде, что надо идти убивать. А в Коране В Коране Да написано. не написано там, написано. написано, что ты лечишь. Написано, Не Библия написано. И в Господь. Коране не написано. 9:29. Томсот, а вопрос дали Тансисинг. Дай, Сэм, один вопрос у меня. Смотри, Израиль — это демократическое государство, да? Единственная Это демократия. совок. Тоже второй Окей, совок. хорошо. Вот почему ты сравниваешь преступление какой-то террористической организации и государство, само государство Израиль? Для тебя то, что сделало террористическое государство Хамас, и то, что государство Израиль на государственном уровне убило 40 тысяч детей и еще сколько-то там 100 тысяч людей, Не-не-не, я их не это одно и оправдываю. то же для тебя? Не, это тоже животные, они То вообще есть неправильно поступают. это значит ли Израиль это государство-террорист? Да или нет? Конечно, террорист. И Если оно убивает людей, они террористы. вот они убили там 200 или 300 тысяч людей, в том числе и 40 тысяч людей. Просто фото посмотри и задай себе вопрос. Ну, он от Если Путина для деньги тебя получает Хамас, просто. для тебя... Смотри, если неважно то, что сколько там убили Хамас или еще где-то, ты, если называешь себя демократическим государством, единственной демократией во всем регионе, ты не должен точно так же отвечать на террористический акт, ты не должен там отвечать террористическими актами, как это делает Израиль. Вот вы почему-то разницу в этом не видите, а все там свое это фокус на мусульман. Но ты же Я осуждаешь единственное, Хамас, правильно? я То, единственное что хотел делают. добавить, вот ты говорил про Я христиан, то, что в осуждаю, и Библии я написано. скажу тебе, Хамас это вообще это Израиль изначально создал и финансировал. Там, знаешь, я не оправдываю то, что они там... Но это там много вопросов, как это вообще получилось, как Израиль это допустил вообще, знаешь, мы многого не знаем. Слушай, Сэм, Но факт в том, что Израиль столько-то там чуть Подождите, ли не Валав, вы опять не туда полмиллиона. увели наш разговор. Ну, подожди. Я единственное Томсо, хотел один добавить. момент, подожди. Почему они... Наш разговор куда-то ушел в другую сторону. Да, я Мы хотел... изначально... Да. Подожди минуту, дай мне вопрос задать. Ты, когда я сказал, что нет, в исламе тоже нет призыва убивать, ты какую-то назвал суру и аят. Можешь повторить? 9:29. Окей, и что ты из этого понимаешь? Что это призыв убивать, да? Да, сражайтесь с теми людей, которые не верят в Аллаха, ни в судный день, ни в пророка, не считают запретным то, что запретил для вас Аллах. Ты текст вообще не учитываешь, да? В смысле, я все прочитал, а сферы Нет, к нему прочитал. То это одна из последних сур, которая была дана пророком Мухаммедом перед смертью. Хотя она и находится на 9 месте, но она одна из последних по хронологии. А то, что нет принуждения в религии, это отмененный аят. Я имею в виду контекст. Ты понимаешь, что любой аят, любая Ну, сура, конечно. она Сражайтесь с теми из людей, посылается в которые не верят в контексте. Аллаха. Что тут не понимать? То есть ты просто игнорируешь контекст этой суры, правильно? Зачем я полностью 9 суру прочел? Окей, тогда в предыдущем аяте говорится про то, что многобожники являются нечестивцами, и пусть они после этого их года не приближаются к заповедной мечети. О каком годе идет речь? То есть какой контекст этого всего? а это не важно. Кстати, многобожниками не считались христиане и иудеи. Считались. Интересно. Считались и считаются. Да все считаются, которые в Аллаха не уверуют, все они многобожники. И Нету люди как бы Писания, разделения. Томсо, как с этим? Да, это не делает их не многобожниками. Просто они выделяются из этой общей темы.
Ну сейчас давайте не об этом, Аллах, мы сейчас не туда уйдем. Пусть он ответит. Почему ты контекст этот игнорируешь? Неужели ты хочешь это Ну, выдать за те, то, что... которые... Вот я... Хочешь, зачитаю 23-й, тогда предыдущую. У те, которые уверовали, не берите своих отцов и братьев себе в помощники и друзья, если они предпочли вере и неверие. А те из вас, которые берут их себе помощники и друзья, являются беззаконниками. Окей. И что? И что? Где Так, там призыв это убивать? 23-й было. Подожди, я не то прочитал, да? Какую надо было прочитать? 9.28? Да. У те, которые уверовали, воистину многобожники являются нечистыми. То есть я, например, нечистый, если я многих богов верю. И пусть они после этих года не приближаются к заповедной мечети. Окей, я не приближаюсь к мечети. Если же вы боитесь бедности, то Аллах обеспечит вам богатством и своей милости. Если пожалеете воистину, Аллах знающий мудрый. Что, окей, дальше сражайтесь с теми из людей Писания. Дальше идет. Ну вот, Что я же тут говорю, не ты так? понимаешь, что это в контексте чего-то эти аяты в этой суре приходят? То есть это не так, что просто вот Ну, мы сидим. я не понимаю, какой контекст. Вот тут прямая приказ, так сказать. Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в последний день. Но Вот этот я не аят идет верю. после того, как говорится, что пусть они не приближаются после этого года. То есть это год, в который им дозволено приближаться, а далее наступает война, перемирие заканчивается, понимаешь? То есть суть. Здесь есть повествование в каком-то контексте. Это не Если ты просто хочешь, так, что идите и там мочите, такого нет. ты хочешь сказать, что типа вот это на те времена был закон, да? Там есть Нет, это Коране. на все времена, когда с тобой сражаются, сражайся. Вот о чем речь. Но не так, что это просто так, все нормально, давай, не помочить ли нам людей Писания? Нет такого, понимаешь? А кто Тус, нападал? Кто Тусуд, да, нападал? я вот одну аналогию проведу с Библией. Вот в Библии в Первом Царстве 15.3 говорится: теперь иди и убей и истреби все, что у них, от мужа до женщины, от грудного ребенка до старого мужчины, от отрока до грудного младенца, а также их овец и домашних животных. Это прямой призыв в Библии к убийству. Ты говоришь, в Библии этого нету. Маленькая Что? ремарка. Маленькая ремарка. Христиане живут по Новому Завету, а не по Ветхому. Это раз. Во-вторых, скажите, пожалуйста, а кто тогда на мусульман нападал? Подожди Стоп, секундочку. какие Кто тебе именно сказал? христиане? Христиане же, у них одна Библия, которая состоит из Нового Завета и Ветхого Завета. Что за новые христиане? Это у вас новая религия, что ли? Нет, Нет, Новый Завет. Не имеем. Мы не христиане христиане. живут по Новому Завету. Нет, подожди. Нету Библии Новый Завет. Нет такого. Есть Библия, которая состоит. Это иудеи живут по Талмуду. Не нужно путать. И не нужно вводить в блуд. Послушай, Вы из-за вашего ты не прав. невежества. Ты не прав. Здесь у тебя невежество. Христиане живут по Новому Завету, он прав. Есть Ветхий Завет, по которому Брат, живут иудеи. есть Есть Новый Завет. 68 версий Библии, начиная Да. от короля. Но это не мешает быть новому и Ветхому Включает Завету. туда. Нет, брат. Он включает Ладно, туда и все, Ветхий Завет, и Новый останавливайся, Завет. все, останавливайся. Мы с тобой не христиане и не эксперты из христианства. Если ты хочешь на эту тему спорить, я не буду Я просто отказывать. очень много вел беседу с Все. христианами. И я как Понятно. раз Окей, хорошо ты знаю эксперт, вопрос. но я с тобой не плохо согласен. вел Я их. считаю, что ты в этом вопросе невежественен, и я тебе не позволю здесь это обсуждать. Все, закрыли эту тему. Даже если взять вот до этого, как раз мы тему говорили об убийствах. Смотри, я же говорил до этого, ты же это слышал, что убийства за последние 30 лет, если даже мы возьмем, сколько мусульмане убили не мусульман, и сколько убили не мусульмане мусульман. Просто сухие цифры. Скажи, ты знаешь, ты в курсе? 30 Это лет. кому вопрос? Тебе. Сколько мусульмане убили не мусульман за последние 30 лет? И сколько убили не мусульмане
мусульман. Возьмем одну Чечню, там 40 тысяч детей убито. Просто детей. Возьмем ту же Палестину, 40 тысяч детей. Возьмем, мы не считаем женщин, стариков, мы не считаем города, мы не считаем. Возьмем Ирак, Афганистан, там за миллион идет. Возьмем как бы атеистический режим Башара Асада. Он не был мусульманином. Он не считается мусульманином. Он убивал мусульман. Мы религиозную доктрину вроде обсуждали, а не Да, мы политические обсуждаем убийства. именно религиозную, потому что для нас ваша демократия – это религия, для нас. Для Да вас нет у наша, меня демократии. для нас, Это не моя смотри, демократия. смотри, Сэм, для нас ваша демократия и все, что вокруг нее, секуляризм, все это ваша религия для нас. А для вас наш дин называется. Дин – это не религия. Религия – это узкое такое понятие, то есть, в котором очень мало. А дин, И арабское слово, кстати, дин. арабское слово дин, оно означает весь образ жизни человека, то есть бытие, туда и политика, экономика, все туда входит. Вот это дин. Мы обсуждаем ваш дин и наш дин. Ваш дин сколько убил представителей нашего дина? Мой дин никого не убивал. Не, это связано вместе, это взаимосвязано, ты не считаешь? Потому что когда христиане осваивали, например, когда христиане осваивали Америку. За последние 30 лет убийство сколько? А вы мне что говорите? Это нас не касается. А что вас касается? Мы говорим об убийствах. Вы же говорите об убийствах. И я вам говорю о сухих цифрах. Давайте посчитаем за 30 лет ваш дин сколько убил. Ваш дин это значит и христианство, и секуляризм, и атеизм. И что у вас там еще? Все это ваш дин. И сколько убил мусульмане за последние 30 лет, не говоря за 300 лет. Там море крови просто. И вы путаешься во всем, что можно путаться. И в терминах, что такое религия. Да нет, и вообще, в принципе, даже в цифрах путаешься. Откуда ты из воздуха берешь? Подожди, ты из воздуха берешь. Ты умными словами сейчас не пытайся вот это размазать. То, так это ты же говоришь своими определениями, терминами. Я с тобой просто разговариваю. 30 лет просто назови, сколько убили мусульмане и сколько не мусульмане. И все. Буксуем, да? Забуксовали. Вы убийцы. Не веду подсчет дай такой. Статистику. Вообще дай не веду статистику. подсчет Если такой. ты знаешь, давай статистику. Какие страны, давай разделим это все. Давай статистику. Страны НАТО, они мусульманские. Да, ты знаешь, ты... все, пошло, поехало. Статистику, говори вот это, цифрами там, Excel нам скидывай, чтобы мы увидели все мы говорим цифры. об убийствах, о варварстве, мы говорим о злобе. Да, статистику приведи нам, пожалуйста. Ты же говоришь эту статистику. Какая статистика тебе нужна? Посмотри, сколько мусульманских стран вы разрушили. Сенсей говорит о какой-то статистике, и он, наверное, имеет... Когда, смотрите... Он может предоставить нам эту статистику. Вот и мы просим у сенсея, предоставь нам, пожалуйста, эту статистику. Нет, это официальная история. Смотри, когда Америку завоевывали христиане, там эти, как сказать, священники туда ходили с этими воинами, благословляли их и насильно заставляли принять христианство, а те, кто отказывались, их там через болезни, там через много чего, их миллионами вырезали в Австралии, в Америке, там, Южной Америке, везде. Это официальная история. Ты думаешь, это никак не связано с христианством, что ли? Мы тут вообще никак не связано, практически. В смысле? Потому что это было просто завоевание. Вот в чем дело. Там не было именно то, что там христианство, там не было именно вот крестовый поход в Америку не объявлялся. Вот в чем дело. Понимаешь? Просто но они вырезали там которые, миллионы людей. А где мусульмане? Да, приведи мне пример, где мусульмане вырезали миллионы людей. Говорю, наш дин, мусульмане завоевывали. Там, но не вырезали. Так вы статистику имеете. Вот сенсей ваш статистику какую-то имеет, пускай он предоставляет. Я не веду подсчет. Я же говорю, в третий раз уже говорю, я не веду этот подсчет. Мне приведите там статистику, 2 мировые войны, просто тебе не хватит. 2 мировые войны из-за религии случилось? Нет, не из-за религии случилось.
Не Но это везде. христианские страны Я, были там в Шабуны, конечном я итоге. ему сказал, Не что только ваши христианские дела, страны ваш участвовали в этой дин, войне, там и многие. Ну, Это там мировая война, христианские поэтому она называется страны мировая война, там потому что там играли участвовали все. основную И роль. И тенегрияне, ядерную и бомбу скинули христиане, тоже и иудеи, христианская и все страна. прочего. да ладно, по ваши аргументы, ваши доводы и ваши отмазки настолько примитивны, что даже за вас стыдно, честное слово. Аргументируй. Историю, вы опровергаете историю, которую та же, как бы сказать, Аргументируй. Европа написала и положила. Мы говорим о фактах, а вы Дай говорите о статистику. абстрактных. Нет, ты не говоришь о фактах. Да, дай Статистику покажи, статистику, вот дай. тогда мы начнем говорить Я о говорю фактах. тебе о Пока что это фактах, просто я твое говорю о мнение войнах. личное, и все. Вы Так, мне а о чем говорите спор у нас абстрактные сейчас? вещи. Можно То, что говорится в уточнить? Коране там, и т.д. и Вот т.п. А подожди, я вам Сенсей. говорю, Уже ни о чем Да, спор, вы уже сейчас, просто по-моему, просто воздух. ни о чем говорите. Вы о чем в чем ваш спор? Кто больше кого убил, что ли? Ни о чем вообще. Да, сенсей именно это и говорит, то, что вот есть статистика, вот смотрите, вот сколько вот этих убили, вот сколько вот тех убили. Мы просим предоставить эту статистику. Ну, то есть Ты здесь кричишь, идет кто ты такой, соревнование, чтобы тебе кто сколько статистику убил. предоставили? Успокойся, нормально разговаривай. Подождите. То есть, если Верни, тебе... пожалуйста, разговор в русло. Подожди, вы дайте мне с ним поговорить. Если он тебе цифр не предоставит, значит, у тебя нет, да, как бы здравого смысла, чтобы понять, что речь здесь не о конкретных цифрах идет, а что тут даже мерить нечего. Нет, я здесь прицепляюсь за слова и за его слова, конкретно, который говорит о том, что о цифрах. Он говорит о цифрах, поэтому... к конкретному числу. Но он тебе говорит, окей, нет числа у него. Но ты споришь с тем фактом, что последние лет 100 как минимум, ну, мало кто в этом мире погиб от рук мусульман в сравнении с тем, сколько погибло не от рук мусульман. Это уже очень дискуссионный от рук момент, христиан. потому что мы должны сначала... Один момент. Это дискуссионный вопрос? Сначала мы должны... Да, дискуссионный, потому что, во-первых, каждое убийство мы должны занести. То есть, если человек христианской религии это сделал, ну, по отношению к мусульманину, или просто в культуре христианина, христианство вырос и убил мусульманина по тем или причинам, может быть, даже не связанный с исламом. Да, слушай, что за бред? Куда ты пошел? Мы с тобой говорим о войнах. Вот ты именно. Войны... Какие-то хочешь местечковые вещи упомянуть, а мы тебе говорим о каких конкретных войнах. Хорошо, войнах, хорошо. Если мы говорим о войнах, то мы тогда должны говорить о религиозных войнах. Мы не можем говорить о просто войнах, которые устраивались только за бабки, то есть только за ресурсы или за что-либо еще. Например, Гитлер не был именно, он не объявлял крестовый поход, так что то тоже вариант отпадает. Нет, это у тебя, понимаешь, это для тебя, это религия, это не религия. Почему мы должны с тобой соглашаться? Вопрос был в другом. Мы говорим от рук мусульман, сколько погибло в этом мире за последние лет, там, 200, например, 150. И от рук не мусульман. Вот и все. Я думаю, ты... Для этого нужны цифры. Если ты хоть немного здравым смыслом обладаешь, ты вообще с этим вопросом спорить не будешь. Нет, как раз таки поэтому и буду спорить, потому что это, общая, так сказать, температура по погоде. Я понимаю, о чем ты говоришь, Томсо. Правда понимаю, то, что ты хочешь сказать о том, что раз войны были развязаны, и да, одна из самых популярных религий это, конечно же, христианство, то, скорее всего, поскольку она многочисленна, то в этом случае, то есть, условно говоря, больше... Ты продолжаешь говорить, если я говорю нет. Я не говорю вообще про христианство. Хорошо. Я говорю просто мусульмане и не мусульмане. Под не мусульманами, неважно кто они, но не мусульмане. Ты понимаешь, что это несравнимо просто? Давай конкретно про христиан и мусульман. Можно? Нормально, можно? Зачем мы должны об этом говорить? Куда наш спор ушел? Зачем нам эта тема? Так в том-то и дело, что берут христиан конкретно. Вот в чем дело. Никто не берет сейчас, условно говоря, монгольскую... За всю историю ислама, мусульмане, когда завоевывали все эти территории, они массово не вырезали никогда людей. Никогда такого не было. Более того,
Никогда за всю историю, послушай, за всю, подожди, за всю историю ислама ни из одной мусульманской страны ни разу не были высланы, например, евреи, а из всех христианских стран в разные периоды они были высланы. Вот в чем разница. Христиане, они массово вырезали людей, когда они захватывали территории в Америке, в Австралии, а в истории ислама такого не было. Ну, разве что при Тамерлане там может быть. Бажа, скажи, Мы, пожалуйста, католы, если всегда тебе впускали, показать... ну, беженцев, Бажа, всем секундочку, я прочим. тебя И перебью, как раз секундочку, таки, да, извини. хорошо. Я тебя перебью, да, секундочку. Скажи, пожалуйста, если, допустим, сейчас, вот мы тебе докажем, да, что действительно мусульмане там на 10-м, на 20-м месте по количеству вреда, который нанесли обществу, включая убийства, там, изнасилования и так далее. Ты поменяешь свое мнение к отношению мусульман? Или же у тебя неприкрытая ненависть к мусульманам? Просто у тебя, ты просто к ним вот так вот предрасположен с ненавистью, без каких-либо фактов и так далее. Просто вот ты просто их ненавидишь. Или же мы все-таки можем тебя убедить? То есть, если мы можем тебя убедить, тогда наш диалог имеет место быть. А если нет, то это просто коэффициент полезного действия от этого диалога ни о чем. Просто ответь на этот вопрос. Ты предубежден в своих мыслях или же нет? Хорошо. Вот смотри, вот ситуация следующая. Тоже примерно, например, отвечу Да, вот так нет. себе. Позволю себе вот такой момент. Вот, например, у тебя есть сосед, который, ну, мародер, там, убийца, насильник, все остальное, там, вся семья, там, мародеров, насильников, убийц, да, и, ну, условно говоря, я его знаю, например, тебя не знаю, да, и у меня есть какое-то небольшое такое впечатление о твоем месте, где ты вырос, условно говоря. Я знакомлюсь с собой, и ты оказываешься хорошим человеком. Должен ли я считать тебя плохим человеком из-за того, что твой сосед, там, и весь его род, там, вот такие люди, например, как Кадыров, да, условно говоря? Должен ли я тебя таким считать? Нет, конечно же. Ну, то есть, естественно, здесь мы разделяем плохих и хороших людей, которых, ну, злонамеренных людей, которых совершают преступления, и людей, которых не совершают преступления. У людей, которых свой ислам, вот там добрый, там красивый, там ислам, который он не про то, чтобы завоевать, не про то, чтобы убить и так подобное. Живите с этим исламом спокойно, мне нормально. То есть, но с настоящим исламом есть проблемы. Хорошо, Да, у тогда меня продолжение. есть проблемы. То есть ты не предубежден, правильно? То есть у тебя нет прямой ненависти конкретно к мусульманам. Правильно я понимаю? Исламу, Тем, кто точнее. исполняет, Это армянин, я думаю. Не, Просто дайте у них Тумсо это с ответить. историей. Не, Это с дайте Тумсо историей. ответить. А вот, например, Тумсо у нас когда-то Не, был. ответь, Ну, когда пожалуйста, он на там вопрос. уезжал, Ответь, там, условно говоря, из Чечни, да, например, его же никто не трогал у нас. Ну, он жил себе спокойно, там, в Тбилиси, по-моему, или где-либо, я там не помню Не, уже. подожди, ответь, Его пожалуйста. никто не тронул, Против и чего он сейчас? уехал спокойно. А в пользу того, то, что и мы христиане, ну, то есть, ну, я не христианин, естественно, но и наша цивилизация тоже не делает такого, что обязательно загнобить, убить и все Ты прочее. ушел от Тут ответа, от такой вопроса. момент Ответь, был. Говорил, пожалуйста, что на такое вопрос. есть или что? В чем я не понял. Это Кто-то заявлял. Это давно хотел сказать, забыл, вот сейчас вспомнил. Все. Мы просто говорили, сколько кто здесь такое мусульмане заявлял? и сколько не мусульмане. Что за глупость? Да, тренинг, продолжи, пожалуйста. Да, я просто тебе Sorry. задал, если ты не предубежден, то есть если у тебя нету прямой ненависти, не прикрытой чем-то, тогда окей, тогда есть смысл о чем-то, то есть ты уже, в принципе, открыт к диалогу. Но если ты уже изначально говоришь, что да мне плевать, что бы там вы какие доказательства мне не привели, я просто вас ненавижу, ребята. Я просто ненавижу ваши там Он какие-то... же ответил уже на это. В чем и снова и снова? Я Аллах, как это, блин, тяжело все это слушать. Субханаллах. Он ответил, он сказал, что в Коране прописано то-то, то-то, я ненавижу ваш Коран, он говорит. То есть Нет, получается... только что же он сказал, нет, среди вас есть люди, это уже которые... отмазки. Он сказал, в Коране прописано то-то, то-то, я ненавижу Коран. Коран это мусульмане. Ну тогда смысл тогда с ним диалог вести дальше? Ну, как...
цель какая Ну, просто? смотри, Давай, Всего не да, давай, переведите. смотри, ты смотри, конкретно я можешь тебе не конкретно исповедовать отвечу сейчас, этих моментов, приведу, и все. смотри, Спасибо. относительно 178 миллионов 41 750 убили христиане. 124 миллионов, это на 2000 год, 124 миллиона 409 тысяч 500 человек убили атеисты. Буддисты 87 миллионов 946 750 человек убили. 87 миллионов. Далее, кто у нас идет? Скинь, пожалуйста, в личное сообщение, пожалуйста. Я должен изучить этот вопрос. Должен. И где-то на 5-м месте, по-моему, или, подожди, на 6-м месте ислам, который вел освободительные войны на территориях всего мира, освободительные от вас, от вашего дина, который вы распространяли по миру. Вот так вот. В общем, во всю охапку берешь, прекрасно знаешь, потому что образованный парень, ты же знаешь. Вот Ты сейчас, прекрасно все это знаешь. Просто тебе надо вот как-то свою вот... Нет, и тогда в таком случае я был бы из секты Соловьева. Человек, ты знаешь, кто вел войны, нет, я кто не в из этих тех войнах людей, убивал. не Ты все это подобен. прекрасно знаешь, но ты никогда в жизни, пока, я не знаю, на то воля Всевышнего не будет, не поменяешь свое мнение, потому что у тебя внутренняя ненависть к исламу. И все. У тебя нету ненависти к несправедливости, у тебя нету ненависти к убийствам, у тебя нету ненависти к преступлениям, беззаконию, у тебя ненависть к исламу. Ты лжешь сейчас, исламу. клевечешь сейчас. Вот и все. Конкретно сейчас берешь и клевечешь на меня. Ты говоришь мне то, что мне справедливость противна. Ты говоришь мне то, что несправедливость не люба. Нет такого момента. Ты лжешь на меня. Не говори дальше. Знаешь, Важа, почему вы ненавидите, я знаю, ислам, потому что есть ты либо армянин, или грузин, догматы, Коран, потому что есть, последние несколько они веков мусульмане правили вами. Вот что вы не можете простить мусульманам. Он не армянин, он мигрел. Какая разница? Грузии и Армении последние несколько веков правили мусульмане, то ли Иран, то ли Османская империя. Вот что они реально не могут простить мусульманам. Я знаете, Ты что сейчас хочу чушь сказать? начинаешь нести, говорить, Я что хочу, именно из-за этого, именно это я хочу привести Спроси меня, следующие строки. Важа, я хочу привести следующие строки. Живу, люблю, молюсь, в своих деяниях каюсь, и лишь надеждой живу, что свои грехи я искуплю. Спасибо, что в мой стих где-то 15-летней давности озвучил мне. Не за что. У него мигрень, баря. Смотри, Армении и Честно, Грузии больше уже правили, нет у вас довода, поэтому... правили и римляне, и персы, и до ислама чушь. тоже. Это не чушь. Все эти истории, вы приводите какие-то истории, что Тамерлан на вас напал, там еще кто-то, и там из-за этого ненавидите ислам. Я тебе объясняю. Я тебе говорю, это давняя история, сейчас этого контекста не существует, и оно не может существовать. Я сейчас живу в настоящем моменте. Чушь, успокойся. Wallah, братья, зачем вы таким людям даете слово, короче? Они себя возомнили каких-то людей. Спасибо. Эти люди, wallah, эти те люди, которые вообще не имеют веса, никакого авторитета среди своего круга, и они просто интернет все терпят, заходят сюда, могут свои мысли высказывать, мы их слушаем, какой-то уровень поднимаем. Надо дискуссию вести нормально, достойными людьми. Вот даже эти чеченцы, самозванцы, которые вот причисляют к атеистам, валлахи, они никакому чеченцу не могут, даже не подойдут, не скажут, что я атеист, а ты такой не мусульманин. Те слова, которые они здесь говорят, они вообще ушумленные или обиженные люди, они вообще никакого веса, авторитета это не имеет. А в интернете им дают слово, ставят на какой-то уровень, и им люди, и они такое уважение какое-то им проявляют. Улай, этих людей не надо слушать. И же вообще ладу, нах, мабаться, там, уровень, что, несерьезно, нахуй, ну, а кеберсы, лергисты, теория, шлили, нах, мои, и вообще, даже уровень елца есть, достойных, можно даже с кафиром, с немусульманом, достойно, можно говорить даже, воевать, это другой вопрос. Их не страх, наложницы женщины. Я им говорю, не переживайте, чертей эти мы не берем в плен.
Я с этим должен согласиться, потому что бывает конструктивный диалог, дискуссия, там, без разницы, когда человек принимает факты. Вот, например, ему говорят, что вот последние 100-120 лет были такие, он не принимает, он говорит, нет, я вот здесь надо, вот конкретно каждый солдат, который убивал каждого там человека, надо разобраться, он был христианином, атеистом. Бред мое, на самом деле это бред, то, что он говорит. И этот бред слушать дальше уже, ну, я видел даже интернета, ребята сразу говорят, и ты не искренен. Когда тебе перед фактами ты ставишь, ты не искренен. Ты хотя бы прими тот факт, который не отрицает мир. Но нет, этот просто тупо отрицает. И действительно, какой диалог дальше, то есть какая дискуссия дальше может быть с этим человеком? Это же просто маразм. Когда реальные факты, которые зафиксируют, этот человек отрицает во имя своих каких-то воззрений. То есть он в себе что-то внушил. Я же говорю, он просто люто ненавидит сам ислам. Ему без разницы ни преступления, беззаконие, все это ему без разницы. У него ненависть просто к исламу. И дальше, какой разговор вообще, какая конструктивность, что может быть с этим человеком, понятия не имею. Кстати, насчет добровольного принятия ислама, это хороший пример. Например, Индонезия. Это самая большая мусульманская нация. Где находится Индонезия, а где мусульманский мир? Они чисто через купцов мусульман приняли ислам. То есть добровольно, можно сказать. Хоть одну другую страну покажите, такую, где вот христианство приняли без военного сопровождения. Вот, например, в Америке или там где-то в Азии, или там, не знаю. Самое интересное, знаете, еще что было. Он приводил как бы доводы Египета, которые арабизировали. То есть он приводил то, что арабы, короче, вот изменили вот этих вот египтян, сделали их арабами, когда-то они были каким-то другим народом. Это действительно реальное невежество, когда человек не знает ни истории, ни эсхатологии, ни религию, ничего не знает. Он не знает, что Исмаил, алейхиссалам, он был сыном Агарии. То есть той египтянки, которая была у Ибрахима женой. И вот колено от Исмаила арабы, которые были именно на территории Саудовской Аравии, как раз таки и есть и те египтяне, по большому счету. Как ты это, по матери, что ли, ты это решил? Не, по матери. Я имею в виду, если взять два родителя, один из Ирака вышел, другой из Египта был. Как он делал, почему он решил, что Египет это какая-то другие, то есть это не арабы? Ну, потому что они не были реально арабами. Сами египтяне тебе это скажут. Мухаммад и другие. Так-то и марокканцы, и ливийцы тоже не арабы. Они... Весь Магриб, по факту, весь Магриб, он на тот момент не был арабским. Как они их Нет, называли? Тумсо, ты не понял. Я хотел сказать, что мать Исмаила была египтянка, а отец у него был из до Вавилона. Что за нация там была? Я не помню, по-моему, не Шумера. Мы не знаем нации Ибрахима. Я хотел сказать то, что как раз-таки вот это колено Исмаила, которое по всей Саудии распространилось, оно по материнской стороны как раз-таки с Египта вышло. Ну и что это? Что делает египтян арабами, что ли? Кстати, Араб, само египтяне... понятие, араб это не этнос какой-то. Араб это и есть то, что сегодня говорят Кавказ, да, например. Нет, арабы это люди, которые говорят на одном языке. Но подожди, тогда получается вот это, пророк, саллаху алейхи вассалям, он араб? Да. Исмаил араб был? Нет. Алейхиссалам, саллаху алейхи вассалям. Исмаил арабом был? Нет. А кем он был?
был тем же, кем был Ибрагим. Мы не знаем, какой это был Семит народ, но мы знаем, что вообще курайшиты, как племя, если вот по нашим критериям туда назад уходить, то их исток не арабский. То есть на тот момент, когда Исмаила с его матерью Хаджир, да, по-моему, мы звали мать, Хаджир, с Хаджир, когда их оставили в этой пустыне, когда Ибрагим их оставил в пустыне, на тот момент в этой пустыне аравийской уже живут арабы. То есть арабы уже существуют тогда. И они перемещаются, там оазис образуется, вода Замзам, и дальше там уже вырастает город. То есть и вот эти потомства Исмаила, они как бы становятся арабами впоследствии определенного. Столько веков времени прошло, конечно, они являются арабами. И сам пророк сам засвидетельствовал, да, что они арабы. Но если мы посмотрим прямо туда, куда-то уйдем далеко, то, конечно, нет. На тот момент арабы уже были, когда Исмаила с Хаджир там оставили. Кстати, египтяне, когда Египет захватили арабы, мусульмане, они на тот момент не были никакими египтянами, потому что до этого ими 1000 лет как минимум правили римляне, а до римлян ими правили эти греки, потомки Александра Македонского. Они за это время далеко уже не были теми египтянами, которые они были изначально под фараонами и так далее. То есть 1000 и больше лет они ассимилировались там, под Римской империей были. И только после этого арабы захватили Египет, и поэтому получилось так, как получилось. Они просто по языку как бы со временем стали арабами. Поэтому я и говорю, если они идентифицируют себя арабами по сегодняшний день, вот этот же Египет, он арабский, то есть они себя идентифицируют, у них язык арабский, религия у них ислам, то они арабы. То есть нет, Никто же с этим не спорит, конечно, они арабы. Сегодня они арабы. Ну, хотя у них есть там те, кто, типа вот это движение, что мы не арабы, у них такие тоже есть. И в Египте, и вообще в Магрибе такие люди есть. Но в целом, если мы возьмем такой мейнстрим, большинство, конечно, они сами себя считают арабами. Да и являются, конечно же, арабами. Если судить по их логике, они тут про арабизацию. Айса, алейхиссалам, был евреем. Вот все эти европейцы, христиане, они стали как бы евреями, не знаю я. Они просто приняли христианство, и каждое государство, там французы, немцы, англичане, они кто как дальше развивались, не утратили свой язык, там, свои традиции и так далее. Также и мусульманские народы, и персы те же, и турки, там еще какие-то другие народы. Это не значит, что они арабизировались, если они приняли ислам. Вот это, кстати, момент Нет, по поводу Египет, Айсы и по поводу Мусы, алейхиссалам, их неправильно их называть их евреями. Говорить, что они были евреями. Аллах нигде не говорит, что они были Не, евреями. суть не в этом, я просто говорю, если То есть по это, их я нации судить. понимаю, что мы имеем в виду, когда так говорим, но это неправильно, потому что да, Аллах их называет это сынами сыны Израиля. Израиля, они мусульмане, они А евреи. еврейство – это как бы религия, это иудаизм. Да, Они, это конечно, не были иудаизм. евреями. Не, я имею, их сегодня так называют же, как на русском, вот назвать их То есть от того, по-другому. что их сегодня так мы называем, правильно будет называть Аису и Мусу так, как их Аллах называет. Это сыны Израиля. Да, и все пророки и их сподвижники, они все были сынами Израиля, а Ну вот, остальные... сегодня христианские, вот европейцы, например, они же не стали сынами Израиля, они просто приняли эту веру и развивались дальше.
также и мусульмане вот не стали арабами от того, что приняли религию. Иудаизм, Какие-то они сами мусульмане себя... стали арабами, там, по справедливости ради, это надо как бы отметить. Тот же Магриб, они стали арабами. Но это как бы не обязательно это должно происходить. Примеров немало, где они становились арабами. Не, это тогда еще, я думаю, Магриб, это так легко стали арабами. Те места, в которых раньше, до этого, государство не так хорошо развивалось, например. Персы вот не стали, вот, например, несмотря ни на что, не стали арабами. Турки тоже, которые жили, тоже не стали арабами. Вот В данном где времени существовали сильные государства до арабов, они наоборот на арабов там влияние оказывали. И самые такие крутые ученые, они, по-моему, персы были. А Магриб слабый был нет, в этом это, плане. например, те же сельджуки, у них как бы не было такого мощного государства, у них не было таких институтов, университетов, они воины были, они кочевники и воины были, но тем не менее они тоже не арабизировались. Если ты акцент делаешь на том, что типа это империя, и у них Не там... арабизировались, потому что они не жили под арабами, а арабы жили под ними, получается, потому что они отбили священные города у этих шиитов, фатимидов. Они вот там были главными, так сказать, поэтому им не надо было арабизироваться. А Магриб жил веками под арабами, поэтому и арабизировались. И потому что у них до арабов не было таких сильных государственного ядра, что ли, не знаю. Меня, знаете, всегда интересовал тот факт, что, например, те же сыны Исраила, алейхиссалям, 12 колен, да, вот 4 же у него, от 4 колена у него же это служанок было, точнее, ну, жены, это жены были, законные жены, но они служанками были, они арабки были. И получается, 4 колена самого Израиля, то есть их сыны, алейхиссалям, сыны Ибрагима, женились на арабках, кроме Исраила. Исраил, по-моему, он поехал там, где жил его отец, там он взял жену и вернулся. Но его сыны все, они женились на местных именно арабах. И так вот этот процесс продолжался веками. Потом они переселились не веками, а имеется в виду, когда они переселились в Египет, там у них этот процесс начал продолжаться. То есть, получается, по большому счету, сами сыны Исраила, они являются, если по той логике, что Исмаил араб, то есть это колено Исмаила сегодня это арабы, то сами иудеи сегодняшние, они должны быть египтяне, то есть они тоже должны быть на самом деле те же арабы, по большому счету, потому что они не возвращались туда, в Ирак, не в Ирак, а под Византию, ну да, в Ирак, они не возвращались туда жениться, они женились как раз на тех народах, которые пребывали возле Египта и в самом Египте. Это я к тому, что вот это особенно иудеи, они очень любили педалировать, что Аджар, она была как бы незаконная жена, ну как бы, да, это была не жена Ибрагима, алейхиссалам, это априори не может быть. Априори пророк не может быть беззаконником, то есть небрачные связи он не мог иметь, и это была законная жена. Но если даже по их логике это допустить, что это была незаконная жена Исмаила, они не считают, как бы сказать, за коленом Ибрагима, то получается вот эти 4 колена, которые у них были от прислуг Исраила, алейхиссалам, и все остальные, которые сыны переселились в Египет, то получается по их же логике тоже, они, получается, тоже не являются сынами Исраила, то есть они не являются евреями в том понимании, в котором они пытаются себя идентифицировать. Это так я разбавил чуть-чуть нашу это. Все запутано.
Так, Салам алейкум. порох, походу, закончился. Давайте тут вопрос. Один только теперь остался. Я уже все удалил, потому что все было важно в контексте. Уже мы, в принципе, это все обсудили. А тут вопрос, который вообще не по этой теме. Спрашивают, слежу ли я за каналом iNews. Мне кажется, они проводят очень полезную и грамотную работу против хороших русских, хороших оппозиционеров, журналистов, старых и новых правозащитников, против всех тех, кто ведет борьбу и наговаривают на чеченцев и историю чеченцев. Нет, я не слежу за каналом iNews. И никаких там оценок ему дать хороших не смогу. А, кстати же, была пресс-конференция Путина. Смотрели кто-нибудь? Что там есть? Что интересно? Нет, честно говоря, вообще не смотрел я это. Там ему, по-моему, один татарин задал вопрос там про ислам в России, что-то. И Путин ему там ответ дал, чуть ли там, что Россия это вообще самое мощное государство для ислама. Так что как-то так получается, все эти исламофобы. А тут, видишь, Путин говорит, что самая вообще благоприятная для мусульман это Россия страна. Получается, этим исламофобам сначала с Путиным надо бороться, да? Да. Огонь на себя вызвал, получается. Да, когда я раньше чуть зашел, я слушал, я на работе был, просто не мог говорить. И этот, когда Халиф, я не знаю, как его зовут, он по этому нику, он там ходит. Когда он с тобой разговаривал, он там почти час, 30 минут здесь был, и он себя в руках держал, не переходил на мат оскорбления, как он обычно это делает. Я даже в шоке был, что он так продержался. Если бы у них мозгов побольше было бы, они с самого начала не позволили бы себе такие переходы и имели бы возможность отстаивать свою позицию. Дискутировать, там что-то аргументировать. А так сами себе они дорогу закрыли, и поэтому вынуждены в этом своем болоте на 2,5 человека свои идеи транслировать. Тут что, можешь про муравья рассказать? Не, Рашад, я не могу про муравья. Я, наверное, на этом нам нужно завершать чат. Мы что-то с вами уже давно засиделись. По-моему, 4, 5, 5,5 часов у нас идет чат. Можно уже отдохнуть. Сегодня был горячий эфир у нас. А что обсуждали вообще? Много всего было. Сейчас в записи услышишь, иншаллах. Ладно, давайте будем на связи. Увидимся, иншаллах, в воскресном эфире в Ютубе. А потом снова будем слышаться в наших голосовых чатах. Все, берегите себя и близких. Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.